на латинице. Те, кто по таймингу в первую очередь выступает, да, у них пусть микрофоны уже будут включены, потому что, чтобы не было вот этих заминок технических. Те, кто участвует в дискурсе по итогам пленарного заседания, которое состоится, они сейчас микрофон, пожалуйста, выключите, чтобы не было помех. Далее, по поводу хронометража, не более 7 минут. Мы говорим в логике медиатренды национальные СМИ, то есть в лирику мы не спускаемся, все четко, лаконично. Ждем тогда, получается, команды от Равиля, что можно начинать. Так, трансляция YouTube запущена. Я сейчас вам скину ссылку. Кашапову не вижу. Хотя она есть уже на экране, ссылочка. Так, все готовы? Алсу исчезла. Так, если готовы, то я начинаю сейчас вебинар. Катифа, вам слово. Так, стартуем. Если кто-то исчезнет, оторвется, значит, говорит следующий, да? Да, соответственно, да, все правильно. Итак, начинаем. Алсу появилась, Кашаповой нет. Все, давайте больше никаких комментариев. Я начинаю церемонию открытия. Все. Прошу понимания и внимания. Итак, дорогие наши слушатели, читатели и зрители, в первую очередь, портала Питер Татар. Сегодня у нас грандиозное мероприятие для медиасообщества Санкт-Петербурга, особенно татарского медиасообщества, а также и в целом нашей федерации и мира. Мы сегодня открываем второй Санкт-Петербургский татарский медиафорум. И мы, как организаторы, портал Питер Татар, который при поддержке постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге Ленинградской области, а также при поддержке Всемирного конгресса татар, объявляем сегодняшний медиафорум, который под эгидой медиатренды и национальные средства массовой информации открытым. Я передаю приветственное слово для нашего открытия постоянного представителя Республики Татарстан в городе постоянного представителя Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге Ленинградской области Рената Накифовича Валиуна. Пожалуйста. Исәмез, хөрмәтле дуслар, шуннан да менә бу форум турында инде без шактыйдан хыялланайдык, һәм дә менә бу тарихи яктан караганда, нишләп 31-е, нишләп шимбә көнне турында сөйләгәндә, моннан нәкъ тә 1 ел элек без Гөлназ Фирнатовна белән берлектә һәм үзебезнең менә монда катнашкан дусларыбыз белән беренче Санкт-Петербургтагы форумны үткәрдек. Ул да булса безнең ул форумыбыз үткән иде Халыклар дуслыгы йортында Санкт-Петербургта. Biz анда чакырдык үзебезнең иҗтимаи татар оешмалар вәкилләрен һәм дә инде үзебезнең Петербургта эшләп килгән татар газеталарының редакторларын һәм шушы вакытта без инде беренче тапкыр Рауль Закиров белән менә шушы үзебезнең Питер Татар порталын халыкка күрсәтә алдык. Шуннан да бу безнең өчен үзенә күрә бер шактый гына зур вакыйга булды һәм әйтергә кирәктер, без аны бу әйбергә шактый озак әзерләнеп килдек. Һәм шуның белән бергә менә бу хәзер инде икенче форум турында безнең эшләгән эшләребез һәм дә инде шушы форумга керү һәм дә аның алга таба ничек алга баруыбыз турында берничә генә сүзне шулай ук әйтеп китәсем килә. На самом деле, вот мы сейчас собрались на второй уже наш форум. Первый форум у нас прошел ровно год назад, 31 октября. Спасибо большое порталу Питер Татар. Непосредственно за прошлый год этот портал стал центром медийной жизни не только Санкт-Петербурга, но и непосредственно большого количества других медиаформатов, непосредственно и все информационные блоги, которые у нас, новостные блоги Петербурга освещаются в портале Питер Татар.
И вот сейчас уже мы плотно работаем с ними. Спасибо большое нашему генеральному спонсору, нашему хорошему другу Артуру Ямалову. Translogix, это генеральный директор непосредственно этой компании. Как известно, Петербург связан с татарским изданием газеты «Нур», которая начала издаваться в 2005 году, сентября. И непосредственно эту дату мы у нас в городе отмечаем. У нас непосредственно памятник Аятулла Баязиту во дворе Санкт-Петербургского государственного университета. Каждый год мы и там бываем. Но, к сожалению, в настоящее время газета «Нур» издается только как печатный орган Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В основном охватывает непосредственно проблематику духовную. И в этом аспекте для нас это одна из таких проблем. Когда был первый медиафорум, у нас основная задача была в таком аспекте, как бы возродить вот этот печатный орган в Санкт-Петербурге. Но, к сожалению, в настоящее время каких-то больших продвижек в этом аспекте у нас нет. Но огромное спасибо еще раз я передаю Гульнас Фердинатовне, потому что благодаря именно ее стараниям и по договоренности именно в первом форуме нам удалось вот основные новостные блоки, которые у нас идут в городе Санкт-Петербурге, одна полоса выделяется для нас. Это большая такая для нас площадка, очень хорошая площадка. Спасибо Конгрессу и спасибо большое Гульнас Фердинатовне. Также по порталу я хочу отдельно выразить слова огромной признательности Равилю Закирову. Вот, он не только собственник, не только создатель этого портала, он идейный вдохновитель. Он смог возле себя собрать вот этих ребят, которые душой горят за это дело. И в каком-то ключе мы смогли получить вот именно ту информационную площадку, которая у нас на сегодняшний день есть. И вот даже идея создания вот этой формы, она исходила непосредственно от Равиля. Мы непосредственно поддержали все это. И в этом аспекте мы, Равиль, всегда с вами. Постоянное представительство окажут всю поддержку, которую мы сможем. Удачи нам всем. Огромное спасибо, что вот подключились большое количество наших друзей. Здесь не только Казань, не только Москва, здесь и страны зарубежья. И вот эта площадка, я думаю, что она для нас будет такой хорошей площадкой в дальнейшем. Всем нам удачи. Так что, Катифе, у меня все. Ренат Акифович, благодарю, что вы такую искреннюю, такую душевную речь высказали в адрес и нашего организатора Равиля, и в целом благодарность спонсору. Итак, сейчас я передаю слово Гульнас Фердинатовне Шайхи. Это руководитель управления информационной службой и связям по СМИ Всемирного конгресса татар. Пожалуйста. Хайырлы көн, хөрмәтле коллегалар, шушы медиа форумда катнашучы милләттәшләребез. Менә нәкъ бер еллык без Питерда очрашкан идек. Менә бүген очрашабыз шушы Zoom аша. Менә бер ел вакыт узып киткән һәм шактый гына эшләр башкарылган. Һәм безнең эшләребез татар дөньясына яхшы таныр. Һәм минем менә бүгенге форумда катнашучы барлык журналистларны Бүтін дөнья татар конгрессының милли шура рәисе, Татарстан Республикасының премьер-министры урынбасары Васил Гаязулы Шайхрази исеменнән, чын күңелемнән тәбрик исем килә. Бу эштә барыбызга да уңышлар кирәк. Инде тарихка күз салсак, менә безнең беренче очрашуыбыздан соң бер ел вакыт узып киткән, һәм безнең шушы вакыт эчендә шактый гына уңышлы эшләребез барлыкка килде. Татарлар газетасы белән шушы җирлектә яшәүче татарлар арасында элемтәләр ныгыды безнең, Аллага шөкер. Чөнки бу җир бай җир, анда безнең татарларыбыз бик күп, анда безнең рәссамнарыбыз шактый, һәм гомумән
Сезнең җирлектә татар тормышы гөрләп тора һәм без һәр чарабызда, һәр саныбызда дип әйтерлек, шушы җирлектә яшәгән татарларның яшәешен, көнкүрешен укучыларыбызга җиткереп барырга тырышабыз. Мин чын күңелдән рәхмәт әйтәсем килә, әлбәттә, безнең андагы даими вәкиллектә без бергәлектә эшлибез һәм бу безнең уңышыбыз. Мин чын күңелдән рәхмәт әйтәсем килә Равилгә. Менә Питер татарлары порталын ул вакытта без тәкъдим иткән идек. Һәм безнең бөтен дөнья татар конгрессының рәсми сайты белән әлеге портал арасында нык дуслык барлыкка килде һәм без яңалыклар алышып, бер-беребезне тулыландырып барабыз. Менә бу эштә киләчәктә дә уңышлар насыйп булсын иде безгә. Һәм без шушы җирлектәге шәхесләрне әйткәнчә яктыртып барырга тырышабыз. Менә яңа гына Нива буе татарлары дигән китапны тәкъдим иттек бөтен дөнья татар конгрессында. Һәм шундый оператив эшләнә. Мин чын күңелдән рәхмәтле Ринат Акевич сезгә. Менә бездә булган чара һәр вакытта да сезнең масса күләм мәгълүмат чаралары битендә, социаль челтәрләрдә һәр вакытта да урын ала килә. Һәм бу даими, тиз эшләнә. Менә шушы элемтәләребез ныклы булсын иде. Киләчәктә дә безнең аралашу дәвамлы булсын. Һәм Алла бирсә, менә бу авырлыклар узар, без күзгә-күз очрашып, бергә җыелырбыз дип уйлыйм. Инде форум эшендә катнашучы барыбызга да уңышлар насыйп булсын. Исән-сау булыйк, авырмыйк. Һәм әле без бу турыда Алла бирсә, сөйләрбез, язарбыз, күрсәтербез. Уңышлар барыбызга да исән-сау булыйк. Благодарим, Рахмат Бекзур, Гульназ Фердинатовну за такую речь. И вы наш ангел, я так это говорю, медиа-ангел. И все, что вы сказали, это нас сейчас еще раз укрепляет, вдохновляет на то, чтобы начать медиафорум. Итак, еще раз поприветствую всех, кто к нам присоединился сейчас. Еще раз объявлю, что спонсор сегодняшнего медиафорума – это компания Translogix, таможенный брокер и логистический оператор. Итак, церемонию нашу официальную объявляю открытой и начинаем работу пленарного заседания. Регламент по 7 минут, и первое слово я передаю Ремзилю Салиховичу Валееву, это главный редактор интернет-студии «Дония» Всемирного конгресса татар, заслуженный работник культуры Республики Татарстан, первый главный редактор молодежного журнала «Идель». Итак, Ремзиль Салихович, пожалуйста, слушаем ваш доклад «Татарское информационное пространство в современном мире». Приветствую. Звука нету. Итак, Ремзиль Салихович, вы нас слышите? Звук включите у себя. Итак, сделаем тогда следующим образом, чтобы нам не терять время. Вот. Все отлично. Угу. Приветствуем вас, Ремзиль Мы Салихович. вошли в график, слава богу. Приветствующие первые гости хорошо уложились, поэтому я почти в своем графике даже на 3 минуты раньше вхожу. Мне формат онлайн-конференции очень нравится. Надеюсь, что это будет систематически, какие-то вот такие мероприятия у нас будут проходить. И не только из-за пандемии, но и по требованиям современности. Не так часто нам удается встречаться. Лучше в сети нам встречаться, проводить вот такие конференции, вебинары каждую неделю, каждую субботу, или чтобы мы сформировали сообщество журналистов и медийщиков, участников социальных сетей. Ну вот, что я скажу вначале. Вот мы татары. Нас многое разделяет. Но вот есть бедные и богатые. Есть высокое начальство, скромные труженики, безработники есть. Деятели искусств, ученые, сельчане, простые работяги, офисный планктон, студенты и солдатики. И политика нас делит. Социалисты, коммунисты, рыночники, сторонники капитализма, буржуазия и прочие олигархии. И география разная. Казань, Питер, Сахалин, Москва, Париж, Ташкент, Уфа, Мамадыш, Финляндия, Турция, Америка. Мы разные по происхождению, по самосознанию, по религии. В основном мусульмане, но есть православные, бахаисты попадаются, немало безбожников и активных атеистов. И отношение к татарству разное.
Ну, правильно мы догадались, что нас объединяют корни, история, язык, культура. Короче, нас объединяет татарская история, происхождение семьи нашей, прошлое родного края, обычаи, традиции, культура, искусство, песня, танцы, литература, живопись, декоративное искусство, язык, образование, система просвещения, религиозное просвещение в том числе. И мы распросаны. Так вот, все это к нам приходит при помощи каналов информации и современных коммуникаций. Без этих коммуникаций, книг, журналов, газет, телевидения, радио, интернета, татары не смогли бы объединиться. Совершенно решительный подъем татар случился именно после открытия газеты «Нур» в Петербурге в 1905 году. А ведь первая русская газета в Казани, если вы знаете, открылась в 1804 году. То есть 100 лет прошло, пока татары добились разрешения на издание своей газеты. Потому что с газетой регулярной коммуникации татары стали бы единым организмом. И царское правительство это понимало четко. И пока Атаулла Баязитов не достучался до имперских ворот. Что я сформулирую? Татарское информационное пространство и национальные СМИ служат для чего? Это инструмент развития межкультурных связей, распространение общественно значимой информации, связанной с историей, наукой, культурой и образованием татарского народа, фактор межнационального согласия, социальной стабильности, удовлетворения духовных потребностей, формирования и сохранения этнической идентичности. И это, конечно, пространство для существования, сохранения и использования родного языка. И вот так в течение 12 лет до Октябрьской революции, после 1905 года, появились сотни татарских газет, журналов. А после революции сформировалась целая сеть СМИ, пусть даже советских, коммунистических. А в годы войны издавались 15 фронтовых газет на татарском языке. В то же время за границей, в Турции, Германии, Финляндии, Польше, Китае издавались иммигрантские журналы и газеты. Журнал «Казань», «Милли Байрак», «Азат Ватан» в Германии. Действовало радио «Азатлык», которое существует теперь в формате интернет-сайта. Какие информационные ресурсы существуют для современной постсоветской иммиграции? Ну, в регионах России 40 татарских периодических изданий. Не буду называть где, мы их всех знаем. В Казани, в Татарстане издаются государственных около 50 газет, 10 журналов на татарском языке, 3 журнала на русском и татарском. Печатается значительное количество независимых, частных татарских изданий, которые по своему тиражу и влиянию не уступают государственным и даже превосходят. Ну, конечно, Всемирный конгресс татар имеет свой интернет-портал, который последовательно занимается этими проблемами. Огромен потенциал газет, журналов, телевидения, радио. ТНВ со своими 2 спутниковыми каналами ТНВ Татарстан, ТНВ Планета формирует и действует уже как международный, даже как федеральный канал. Радиовещание. ФМ-радио есть, но их мало, к сожалению, доступа к ним нет. И они вещают музыку. Народ у нас музыку любит, но нет информации. И поэтому они небольшую роль играют в формировании такой общественной атмосферы объединения татар. Хотя вокруг песни, наверное, объединяет. Но, слава богу, в последние годы появляются интернет-радио, подкасты, которые имеют перспективу, но пока еще у них нет достаточной аудитории. Поэтому журналистские кадры, участие молодежи, участие молодежной аудитории огромную роль играет. И мы можем тут только говорить, о чем писать, как будем жить. Раньше при коммунистах, при социализме идеология спускала партии, финансировала, контролировала, иногда сама брала доходы, полученные от издательской деятельности. А теперь ситуация иная. Журналисты сами вольны определять свою линию и самим находить ресурсы. Читатели, зрители ищут развлекательную информацию, как известно, а серьезные проблемы просвещения удел узкого круга. Коммерческий мотив влияет на контент. Ни Москва, ни Казань, ни даже Конгресс татар, который я здесь представляю, не могут спускать директивы
и вообще-то и финансирование. И прошли времена, когда директива определяет благополучие и успех. Если у нас нет рейтингов, популярности, уважения людей, серьезных людей, то мало чего мы стоим. Поэтому мы можем сегодня говорить, что же мы хотим. Вот я не хочу быть французом, американцем, даже русским или башкиром, потому что я татарин. Я сознаю себя частью народа, который жил в Тюркском каганате, Волжской Булгарии, Золотой Орде, и хочу оставаться самим собой. Вроде так просто. И весь народ вот такой, но это так тяжело поддается, ибо вот по тем же причинам растаскивает глобализация нас на разные углы, и собирать тоже может тоже глобализация при помощи вот именно коммуникационной информации. И я смею сказать, что сегодня информационное наше пространство заменяет нам родной город или село, татарскую общину, наше государство, поскольку мы можем объединиться в один день при помощи коммуникации, так как сегодня вот маленький такой круг, мы можем весь народ, как литовцы или эстонцы, собирали свой хор в 80-е годы на 800 человек на одной поляне, мы можем собраться здесь. И коммуникации доставляют нам знания и духовную пищу. Они дают нам дышать культуре, образованию, общественным инициативам, иногда даже бизнесу. И теперь нет проблем с доставкой газет, журналов, книг, на что жаловались сразу. То в Ташкенте не хватает, то в Вильнюсе. Теперь все перед нами. Вот интернет, спутниковое телевидение. Так вот, отвечает ли наше информпространство запросам? С одной стороны, смею сказать, что в России другого такого народа с такой развитой системой информационной и коммуникационной нету. Могут только позавидовать, и количество, тем более при помощи Татарстана, при помощи государственной структуры Татмедиа развивается. И актив большой. Мы можем даже радоваться, гордиться этим, это правда. А с другой стороны, мы знаем реальную аудиторию, реальную актив, который создает информацию, и качество информации. Создает ли наша информация идентичность татарстанскую? Сохраняет ли? Дает ли нам достаточно информацию о культуре? Объединяет ли нас вокруг духовных наших богатств, общественных инициатив? И мы не можем этим гордиться, на мой такой пока субъективный можно взгляд. Мы можем об этом всегда спорить, поэтому в конце мы можем и голосовать. Я могу поставить несколько открытых вопросов, но в заключении вот этой теоретической части могу сказать, что какие задачи, на мой взгляд, стоят тут. Модернизация нам нужна. Нам нужна адаптация к мультимедийному формату, создание актуального конкурентоспособного контента, повышение роли этнокультурного воспроизводства, формирование и сохранение национального самосознания, конкурентоспособность наших каналов. Есть ли у нас YouTube-каналы татарские или протатарские? Есть ли у нас или нет? Есть ли у нас достаточный охват зрительской, читательской аудитории? Есть ли у нас достаточный рейтинг? Вот вопрос. Вот ради этого мы, наверное, собираемся. Где брать контекст, о чем писать, о чем говорить, когда говорить, где говорить. Поэтому максимум мы привлекать можем потенциально татарской аудитории и к печатным, и к электронным, и СМИ, и развивать мультимедийные СМИ, формировать идентичность, укреплять связи татарских сообществ с Республикой Татарстан, с регионами, странами проживания татар, защищать конституционный строй России. Смешно ли вам говорить или не смешно? Я говорю это. Защищать демократические федеративные государства в Российской Федерации. Ибо если мы будем дремать и молчать, могут и воссоздать монархию, нарушив Российскую Конституцию, Конституцию наших регионов. И содействовать благополучию стран проживания татар. Вот такой, как, не знаю, надо ли нам напоминать было, но я счел возможным, необходимым вот такую общую такую линию сказать. А теперь вопросы. Нерешенные вопросы. Вы можете здесь сегодня соглашаться. Так вот, мы на татарском и на русском говорим больше. И на каком языке сегодня общаются татары, молодые татары разных регионов и стран? Да или нет? Какой язык служит языком повседневного общения? Татарский или русский? Как мы осваиваем свой язык?
в семье, в школе при помощи интернет-ресурсов? И какой носитель эффективнее? Печатное издание, радио, телевидение, интернет? Определимся или нет? Каждый по-своему пусть думает. И какие СМИ и интернет-ресурсы у нас популярны? Мы говорим, что у нас нет Дудя своего, даже Якубовича нет, но есть у нас Данил Сафаров. У нас блогер Гали Ахметов есть, другие есть. У нас есть передача ТНВ Башват. Конечно, их мало, но у нас потенциальные герои и звезды. Вот Фагиля Шакирова появилась в последние годы. Вот почему их так мало? В чем общность протатарских и татароязычных СМИ? Татарские мы или протатарские? Можно ли считать своими русскоязычными? И вообще, что делать с русскоязычными татарами? Я бросаю вам целую горстку вопросов. Почему национальная идентичность размывается? Откуда берутся манкурты? Это глобализация или негативное отношение общества? А какие издания у нас вызывают доверие, а какие нет? Мы больше верим государственным или частным, независимым, татары, татарская аудитория, татарские журналисты. И на каких медиаресурсах наши молодые татары знакомятся, находят своих невест-женихов. Может быть, мы знаем москвичей, мы знаем питерских. И мне особенно важно перед переписью, хотелось бы узнать при помощи наших ресурсов динамику количества татар в регионах. В каждом регионе, городе больше татар становится за 10 лет или меньше татар. Почему? Рождаемость какая? Я хочу узнать, мне не надо, допустим, смотреть какие-то веселые или эротические фотографии. Я хочу узнать это. И где можно узнать данные прошлых переписей в вашем регионе? И кто самые успешные и нужные для татар в СМИ? И чем привлекательны какие каналы? Какие тиражи и рейтинги наших отличных ресурсов? Мы можем знать. И у нас есть сейчас мода на троллинг. Троллят мусульман, троллят татар. Умеем ли мы себя вести? Умеем ли мы защищать себя, когда унижают нас, когда хотят ликвидировать республику? Или все-таки мы можем поддаться соблазну, ибо при помощи интернета можно оказаться в тюрьме и получить огромные штрафы? Умеем ли мы защищаться себя? И, конечно, моя мечта. Хотелось бы получить список 30 крутейших татарских блогеров и их социальные сети. Пусть остальные мои коллеги продолжат. Я поэтому на этих вопросах, на этих риторических восклицаниях завершаю свой монолог. Спасибо, Рахмат. Итак, мы благодарим, Ремзиль Салихович, что вы выступили достаточно с таким с грандиозными тезисами, и они, конечно же, в рамках медиафорума прозвучат в той или иной степени у спикеров, но по поводу как раз темы татарский и русский язык, мы в этом плане специально умышленно сделали медиафорум на русском языке, но для того, чтобы соблюдать именно повестку национальные СМИ, татарские СМИ, мне сегодня будет помогать в переводе ключевых тезисов и выводов Данил Сафаров, ведущий ТНВ Кадак, эксперт по медиа, владелец портала Матбугат.ру и Татпресса.ру. Итак, мы уже чуть-чуть из тайминга выходим, поэтому мы сейчас перейдем к следующему спикеру. У нас с вами заявлена Алсу Завдатовна Исмагилова, заместитель генерального директора информационного агентства Татар-Информ по социальным сетям. Вот как раз-таки мы говорим про республиканский ресурс, который объединяет, как сказал нам сегодня, уже поведал Ремзиль Салихович, о том, что огромное количество традиционных средств массовой информации в Республике Татарстан, есть свои премии, есть свое движение, но, опять же, состыковка с социальными сетями и роль вот этого процесса, вот мы об этом сейчас узнаем из доклада уважаемой Алсу Ханум. Вам слово. Добрый день, уважаемые участники форума. Хайырлы күн, хурматлы коллегалар. Я так понимаю, что говорить надо на русском, чтобы понимали все, да, ну, я подготовилась на русском, могу выступить на татарском, как вам удобнее. Мы будем слушать вас на русском языке, а выводы ключевые, которые прозвучат в финале, мне поможет с этим Данил Сафаров. Все, хорошо, договорились.
сначала хочу поблагодарить вас за организацию такого форума, потому что вот такие встречи, они нам очень нужны в данный момент, потому что медиа-тренды, медиа-тенденции, они постоянно меняются, и стоит упустить один момент, как просто безнадежно отстаешь. И потом при анализе выясняется, что ты пропустил довольно много. Наверстать это очень сложно, поэтому периодически, не раз в год, а может быть даже раз в 3 месяца было бы очень полезно журналистскому сообществу, медиа-сообществу собираться и просто общаться на актуальные темы. Я прошу прощения в данный момент на больничном с известным диагнозом, с коронавирусом. Но я постараюсь сейчас вкратце все-таки донести, к чему я готовилась. Самый частый вопрос, который мне задают, как специалисту по социальным сетям: сколько татар в социальных сетях в данный момент? Ответить на него очень сложно, практически невозможно, но в течение 4 лет я проводила работу по сбору татароязычной аудитории в социальных сетях. И сегодня я могу сказать, что около 430 тысяч человек в социальных сетях владеют татарским языком, говорят, пишут на нем и понимают татарские тексты. То есть аудитория татароязычных сообществ в социальных сетях составляет примерно 430-480 человек. Выяснялось это с помощью парсингов аудитории, потом исключались пересечения аудитории в разных группах, и вышла вот такая цифра. Я не знаю, коллеги, возможно, во время дискурса мы это обсудим, это много или мало, но вот цифра такая: около 500 000 человек, которые владеют татарским языком. Помимо этого, у нас есть аудитория, которая не владеет татарским языком так, чтобы понимать, например, тексты разной сложности, но при этом она татароориентированная. Татароориентированная, то есть интересуется татарским сообществом, интересуется национальностью своей, читает на татарские темы, участвует в дискуссиях в социальных сетях. Эту аудиторию, к сожалению, выяснить очень сложно. Я пока этим не занималась, но сегодня основная мысль, которую я хочу донести, что у нас все-таки есть это сообщество в социальных сетях, и вот в данный момент, наверное, самое благоприятное время нам собрать вот это медиа-сообщество в социальных сетях и используя для этого алгоритмы социальных сетей, современные алгоритмы. Всем известно, по крайней мере, многим известно, что примерно с 2017 года социальные сети меняют свои алгоритмы. Катифа Ханум, что плохо слышно, да? Вас замечательно слышно, и вы наш герой, потому что, несмотря на недуг, вы с нами, поэтому все хорошо. Все хорошо. Да, вы меня не жалеете, у меня температуры нет, у меня просто есть немножко остаточный кашель, поэтому, извините, коллеги, пожалуйста. Не хотелось подвести вас. Используя алгоритмы социальных сетей, современные алгоритмы, мы можем сконсолидировать наше татарское сообщество и использовать его для продвижения своих национальных идей, так скажем. Многие знают, что алгоритмы поменялись в социальных сетях, и много по этому поводу негатива. На самом деле, хочу сказать, что наличие вот именно таких алгоритмов в данный момент в социальных сетях – это нам плюс, потому что социальные сети сейчас ориентированы на то, чтобы делить общество, которое зарегистрировано в социальных сетях, на маленькие сообщества. И наше татароязычное сообщество, и наше татароориентированное сообщество вот под этими алгоритмами, они могут, в принципе, объединиться. Каждый из нас регистрируется в социальной сети и сразу понимает, через какое-то время вдруг оказывается, что
наша лента в социальной сети сформирована таким образом, что она нам интересна, что туда подтянулись каким-то образом наши друзья, наши знакомые, люди, с которыми мы когда-либо взаимодействовали. Как это происходит? Происходит это следующим образом. Социальная сеть, я уже сейчас глазами социальной сети объясняю, да? Социальная сеть, она собирает на каждого человека досье. На каждого из нас есть досье. С чем мы интересуемся? На каком контенте в социальной сети мы задерживаем взгляд? Какое видео мы смотрим? Сколько по продолжительности мы его смотрим? Какие картинки мы рассматриваем? В какие профили заходим? В каких группах мы общаемся? Это все собирается, и социальная сеть формирует сообщество. Вот таким образом оно уже сформулировало наше татарское сообщество, которое мы с вами, используя эти алгоритмы, можем расширять в данный момент. Вот я сейчас попрошу включить мою презентацию. Равиль, если можно, мою презентацию, первый слайд. Одну секунду. Пока включается презентация, получается, мы, в принципе, на данный момент располагаем, включилась информация, что пока вот около 500 000 владеют татарским языком. Это вот за 4 года, да, такой вот результат сбора информации. Теперь про новые алгоритмы. Угу. Алсуха, на вас, к сожалению, не слышно. Я выключила звук, оказывается. Новые алгоритмы соцсетей, их надо использовать вот прямо сейчас, потому что мы не можем регулировать алгоритмы соцсетей, мы не знаем, когда они поменяются в следующий раз. Но вот именно сейчас алгоритмы, они как раз очень полезны для нашего татарского сообщества. Второй слайд, пожалуйста. Давайте я расскажу, как вообще происходит, как работают эти алгоритмы. Ну, вот здесь по слайду понятно, да, что как менялись алгоритмы. И вот на 2020 год в данный момент стоит задача попасть в ленту к вашим подписчикам. То есть с вашим контентом, который вы производите, татароориентированным контентом, ваша задача попасть в ленту к своим подписчикам и попасть в рекомендации соцсетей. Это когда соцсеть сама идентифицирует вас и считает, что вы подходите как раз под это сообщество, под наше татароориентированное сообщество, я говорю, да, и предлагает вам контент, который вам интересен. Предлагает контент именно в том сообществе, которое вам интересно. Следующий слайд, пожалуйста. И следующий слайд. И таким образом продвижение контента, оно сейчас приравнивается к созданию контента для распространения. То есть мы уходим из времени, когда надо было просто вести соцсеть. То есть выкладывать пост, фотографии, там сторис, периодически обновлять свое сообщество. Мы уже постепенно от этого уходим. Задача усложняется. Теперь наша задача собрать как можно больше реакций, лайков, комментариев, репостов, сохранений нашего контента. Ну, если вам виден этот слайд, я не буду пересказывать, вы можете просто прочитать, и я думаю, что все будет понятно, потому что я максимально подробно этот слайд готовила. Соответственно, если, например, есть реакции на ваш контент, тогда к вам подтягиваются люди, которые могут входить в ваше сообщество. Говоря о сообществе, я не говорю просто об аккаунте вашем, да, или о группе ВКонтакте.
или там об аккаунте в ТикТоке. Я говорю именно о сообществе, нашем татарском сообществе в социальных сетях. В принципе, о сообществе. Это могут быть разные группы, это могут быть совершенно разные аккаунты, но все они связаны нашими общими интересами. Мы можем входить в разные сообщества, но соцсеть, идентифицируя нас в разных сообществах, она будет предлагать нам войти, например, еще в другой аккаунт, подписаться на третий аккаунт, где интересы людей совпадают с нашими. Думаю, я смогла, да, донести вот основную логику. Следующий слайд, пожалуйста. Да, он заканчивается. Соответственно, чтобы собирать вот эти реакции, что мы должны делать? Первое. Вызывать у людей эмоции. Это в данный момент в социальных сетях самое главное. Вызывать эмоции, чтобы люди поставили лайк, чтобы они написали комментарий. Это могут быть различного рода, провокации, так скажем, да. Я не говорю сейчас о провокации как о негативе. Например, вопрос в конце поста, он может как раз спровоцировать на начало обсуждения, на какие-то комментарии. Полезная информация, которая хочется поделиться, вот вызывает реакцию, хочется поделиться. Когда хочется поделиться, это тоже эмоция. Полезная информация таким образом, распространяясь, она может дойти до очень многих членов именно вот татарского сообщества, о котором мы говорим. И таким образом мы с вами сконсолидируем национальное наше сообщество в социальных сетях, в разных. Вот основная логика всех, абсолютно всех соцсетей, в том числе YouTube, она как раз сводится вот к этому алгоритму, и моя сегодня задача была как раз вот донести эту информацию до вас. Еще, коллеги, хотела бы сказать, что очень редко используем хэштеги. Причем в татарском сообществе хэштегов не так много. У нас могут быть какие-то объединяющие хэштеги. Они есть, порядка 20 общих хэштегов. И хэштеги с именами известных татар мира. Это могут быть артисты, писатели, политики. Их имена можно использовать в виде хэштегов и таким образом объединять наше сообщество. Катифа, у меня все. По-моему, уже все, да. И очень трудно уже дальше говорить. Алсу Завдатовна, мы благодарим вас за выступление, вопреки вашему самочувствию, и желаем вам выздоровления, Алла Берса, чтобы все быстрее восстановилось и все было с вами. Аминь, аминь. Спасибо большое. Спасибо. Итак, теперь ключевые выводы по вашему докладу, коллеги и участники и зрители нашего канала. По сути, когда мы генерируем контент на татарском языке, расширяем диапазон хэштегов, которые, собственно, нас идентифицируют как татарское сообщество, таким образом мы по принципу того же сетевого маркетинга увеличиваем свою сеть и помогаем другим татарам входить в эту орбиту, расширять, укреплять ее. Поэтому, собственно, вот этот момент, который связан, что всего владеет 500 000 татарским языком вот в социальных сетях, возможно, эта информация уже, надеюсь, да, тоже, что она имеет большую цифру. Понятно, что динамика и постоянные изменения тех же алгоритмов поисковых систем и так далее, они меняются, и в этом плане нужно держать руку на пульсе. Я бы хотела, чтобы ключевые наши итоги, слова тоже прозвучали на татарском языке. Данил, вы нас слышите? Сможете мне помочь в этом? Алло, Данил? Так, Данил пока нас не слышит. Давайте тогда перейдем к следующему докладчику, потому что мы сейчас как раз послушаем относительно такого вот слогана, тезиса от Радика Сабирова. Это главный редактор газет «Шехри Казан» и «Безберге». Мы вместе. Итак, ваша тема газета для всех татар России. Собственно, вот поподробнее.
Хотелось бы узнать, есть ли у вас аккаунты в соцсетях, каким-то образом они соединены с традиционным средством, да, газеты, носителем, какая подписка. Поделитесь, пожалуйста, и как вот в условиях той же пандемии газета существует и развивается. Радик, вам слово. İşte hayırlı gün Bettifa Hanım, hayırlı gün Rinat Nakibovich, köp tanış izler, коллегалар, барыңызды сәлемдерге жатмын. Да, и действительно, я являюсь главным редактором газеты, республиканской газеты «Шахри Козан», но наша газета, редакция нашей газеты еще выпускает газету «Безберге», которая распространяется в регионах России. Я здесь выступаю, на этом медиафоруме выступаю как представитель агентства по печати и массовой коммуникации «Татмедиа» и акционерного общества «Татмедиа». Как раз, ну, начнем со знакомства с газетой. Газета выходит, газета «Безберге», мы вместе, выходит с 2011 года по указанию, по инициативе президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова, и учредителем является наше агентство и акционерное общество «Татмедиа». Газета выпускается, распространяется у нас, так, включая демонстрацию, в 14 регионах нашей страны. Раньше до этого было еще в 15 регионах. 15 регионов, ну, будем считать, 14 регионах страны, отдельным вкладышем, приложением, 20 татарских изданиях разных регионов. То есть мы как выходим как приложение, вкладыш. Вот, допустим, берем номер 8, августовский, и начинаю знакомить наших читателей, нашу аудиторию с данной газетой. Газета является, как я уже сказал, выпускается тиражом в данный момент 76 тысяч экземпляров. В разных регионах газета выходит на, ну, разными тиражами. Есть тиражи, которые, допустим, 10 тысяч, по 15 тысяч выходят в регионах. Есть регионы, где татароязычные издания выходят, допустим, даже 500 экземплярах. Но газеты, потребность в газетах имеется. Как мы знаем, во всех практически регионах нашей страны проживают татары, и, соответственно, нужен контент на татарском языке. Допустим, у нас в Магнитогорске выходит издание «Татарука». Газета выпускается на русском языке, но мы идем как газета-приложение как на татарском языке, и местные татары, оказывается, во все разбирают наше, то есть вот это вот издание. Конечно, некоторые газеты выходят, допустим, в 4 полосах, некоторые в 8 полосах, и когда наша газета выпускается на 8 полосах, вкладыш, и, соответственно, уже обогащается вот эти местные газеты. Вот, допустим, августовский номер у нас посвящен посланию президента, известному президента Республики Татарстан, где так и вводится цель, лозунг: мы должны сохраниться. Татар халкы югалмасын десек, татар халкы юксерге тиеш. Вот. Вторая полоса, допустим, татар тенесында нәрселер бар, что происходит в татарском мире вообще. Третья полоса у нас присылает новости из регионов. Допустим, в данном номере из Кирова, из Кировской области пришел материал, из Самары и из Башкортостана. То есть местные новости про местных таких деятелей культуры, которые известны на всю область. Так, есть у нас политическая такая тема, тут уже я сказал, допустим, выступление президента, анализ этого выступления, и таким вот QR-кодом мы дали ссылку на полный вариант данного текста. Вот. Опять-таки, вот с регионов прислали материалы. Из Омска у нас выходит там газета, из Удмуртии тоже интервью с местными представителями газеты.
Вот, допустим, здесь рекламируем радио Китап ФМ, которое можно, вот, Ремзелявый поднял же вопрос, в интернете можно слушать, да, вот это вот сделаю некоторую рекламу для радио Китап, можно скачать и в разных устройствах можно запись послушать данное радио. Есть интервью с деятелями культуры, артистами театра, эстрады. В данном случае вот мы даем интервью с Алиной Шерджановой, которая родилась в Саратовской области, то есть тоже прославилась на весь татарский мир. В регионах очень любят религиозную тематику, про ислам. И постоянно мы в каждом номере даем материалы, интервью и с хазратами, и с муфтием. То есть отдельная полоса посвящена именно исламу. Этот материал, этот полос, оказывается, разлетается в регионах. И такой вот небольшая литературная полоса. Здесь также мы даем рассказы выходцев из Сибири, из Башкортостана и так далее, и так далее. Вот. Газета выходит, как я уже сказал, 78 тысяч тираж. В данный момент мы вот открыты для сотрудничества с газетой даже НУР. Вот. У нас представитель, наш корреспондент побывала в Санкт-Петербурге, мы в данной газете давали интервью с полномочным представителем и с художниками Санкт-Петербурга и области. То есть мы также можем сотрудничать с вами. В каком ключе? Допустим, недавно мы начали сотрудничать с московской газетой «Татарский мир», которая выходит в Москве, «Татарский мир», и они нам отдали одну полосу, и мы вот наши материалы сами переводим на русский язык и отправляем им просто на верстку. Они ставят со ссылкой, просто пишут имя, фамилию и ссылку на газету «Безберген». Допустим, Радик Сабиров, газета «Безберген». Вот краткая история. И наше агентство и наше акционерное общество постоянно помогает нашим издателям газет в регионах России. В этом году мы сделали такой практически грантовый проект. Вот эти вот все газеты, которые выпускаются в регионах, они должны были дать материалы про Тайса, по столетию Тайса. И за это мы их наградили денежной премией. Вот. Также скоро у нас пройдет мероприятие «Хрустальное перо», Балюр Калям. Представителей этих газет мы также приглашаем к нам в Казань. Аллах верса, пандемия, помочаламаса, все будет в порядке. Вот. И мы у них попросили, о чем они нуждаются в компьютерах, ноутбуках, фотоаппаратах. Они нам прислали свои запросы, и за счет республиканского бюджета, татарстанского бюджета, мы также одарим их такой оргтехникой. Кому-то фотоаппарат, кому-то планшет, кому-то компьютер, в чем они нуждаются. У них тоже разная финансовая, с финансами не все в порядке в некоторых регионах. Допустим, недавно закрылась у нас известная газета «Идель» в Астрахани. Вот. Но башкалар алигер пока держится на плаву, даже многие развиваются, допустим, такие газеты, как «Диляфруз» в Башкортостане и так далее, и так далее. Таких газет тоже много. Вот мое краткое выступление. Итак, Радик, благодарим вас за такой интересный для нас экскурс. И такой вопрос уточнения по поводу именно состыковки. Есть ли у вашего вот этого источника, да, газеты, которая объединяет, она как таким приложением, представительство в соцсетях? То есть вот это интересно каким-то образом, потому что если Идель не выходит, может быть, есть смысл туда переложить контент, потому что все-таки рост потребителей интернета и поглощение информации через интернет, он... Да, я понял ваш вопрос, Фаханом. В данном случае отвечу так. Когда нам предлагали обзавестись сайтом даже, но все-таки у нас есть сайт Всемирного конгресса татар,
Туда у нас приходит вся информация со всего мира, с России. И поэтому мы отказались от этой идеи, потому что соперничать, потом опять придется конкурировать и так далее, и так далее. Такого у нас нет, но мы вот ВКонтакте есть группа «Безбрега», и в Телеграме у нас есть канал «Безбрега», также там активно начали развиваться. Инстаграм тоже имеемся. Вы стартовали вот такими способами, да, вот тоже дублировать информацию в этом году или ранее? В этом году. То есть именно всё... в сетях, именно в этом году, да. В какой-то степени это вот сложилось из-за того, что вот этот карантин, блок офлайн встреч, да, это таким образом послужило. И второй вопрос относительно Санкт-Петербурга. Вы сказали, что с Москвой уже есть налаженный, да, вот здесь элемент содружества, сотрудничества с Санкт-Петербургом. Мы можем, да, потом продолжить этот разговор? Да, я думаю, да, спокойно можно сотрудничать. Великолепно, то есть у нас уже есть такие промежуточные результаты. Очень интересно было вас слушать, и полагаю, что все присоединятся. Благодарим Радик Эфенди за такой экскурс, и сейчас мы как раз замкнули с вами такой блок, который связан был с национальными, республиканскими средствами массовой информации, традиционными, и как мы сегодня услышали, да, читают и читают печатные версии, ждут, и это отрадно, достаточно серьезные тиражи, как я поняла, несмотря на то, что пандемия, они выходили, насколько я понимаю, да, и доставлялись в регионы. Также мы узнали по поводу алгоритмов, которые, да, сейчас было бы здорово активизировать для того, чтобы наш национальный татарский контент распространялся именно по соцсетям. И, конечно же, вот если есть возможность, к нам присоединился Данил, перевести это на татарский, и дальше мы переходим уже к блоку Санкт-Петербурга. Данил, вы с нами? Да, слышно меня? Да, слышно, отлично. Приветствуем вас. Барысында да исәнмесез, әйе, мен монда бераз гына техника белән көрәштем. Барысыга да хәерле көннәр. Чыннан да бик кызыклы очрашу. Ремзил абыйның сөйләвеннән башлап экскурс ясап алсак, Ремзил абыйның һәрвакыттагыча җавапларга карый сораулары күбрәк. Гел сорауда сорау куя ул. Әмма чыннан да һәр сорау актуаль, чыннан да ул сорауны без дә куябыз. Газетчикларда, интернетчикларда, СММщикларда, блогерларда куялар ул сорауны. Сораулар чыннан да күбрәк. Я Данила не вижу. Не видно меня, да? Голос Да, есть, картинки голос, нет. да. Голос только есть, да? Видео... Пока говори. Нет. Да, я пока буду говорить, но на следующее включение я попробую сейчас разобраться с видео тоже. Мысли хорошие. Мысли хорошие, да, рахмат. Шулай ук Алсу ханымга Аллаһ Тәгалә шифасын бирсен. Шулай ук бик дөрес фикерләр әйтте. Чыннан да онытмаска кирәк, без социаль челтәрләрдә эшләгәндә ике зат өчен эшлибез. Берсе тере кеше, икенчесе менә шушы социаль челтәрләрнең роботлары, алгоритмнар менә Алсу әйтеп эшли. Менә шуны белеп эшләү еш кына безнең. Менә шушы Алсуның шушы сүзләрен ишетсәләр, миңа калса бик тә файдалы булыр иде контентчикларга. Һәм әлбәттә Радик әфәнденең менә шушы төрле регионнарны берләштерә торган проектлары буенча да сөйләнде һәм алга таба менә шул исәптән очрашуыбыз да башка район регионнарга да менә шушында берләшеп эшләргә бер этәргеч булсын дип теләп калыйк. Сүзне Хәтфәгә бирәм, хәзер мин видео белән шөгыльләнә башлыйм. Рәхмәт. Итак, Данил, благодарим, Бекзур Рахмат. И сейчас мы как раз переходим к той газете, о которой мы говорили ранее. В 1905 году газета «Нур» появилась в свет, потом, собственно, достаточно серьезное количество времени она трансформировалась, развивалась, выходила. И вот наш блог Санкт-Петербурга представит Ринат Рауфович Магдиев, и он как раз расскажет, потому что достаточно там, с 2000 года, насколько я знаю, он лично на свои средства и используя свой интеллектуальный тоже ресурс, выпускал это издание, газета «Нур Свет», «Нур Петербург». И, по сути, конечно же, это все было при поддержке наших меценатов здесь, в Санкт-Петербурге, и плюс еще занимался самостоятельно распространением. То есть вот мы сейчас небольшую такую ретроспективу сделаем благодаря Ринату Рауфовичу Магдиеву. Вы нас слышите? Присоединяйтесь, пожалуйста. Да. Угу. Да, слышу. Слово вам. Этап развития СМИ в жизни татар Санкт-Петербурга и их востребованность. Дорогие друзья, очень приятно в таком
Ренат Эфенди, не слышно. Вот. Вот сейчас слышно. Оказаться в таком сообществе очень важным для меня. Значит, хотелось бы рассказать об истории. Начать я бы хотел с Айтулы Баязитова, как основоположника нашей журналистики татарской. В каком плане? Начиная там с 1893 года, предполагая издание газеты, он предлагал в своих заявлениях, которые писал в царской канцелярии, это и педагогический, и семейный газета. Но только в 1905 году прошло как информационное. Только как информационное. Значит, поэтому царское правительство, разрешив это издание, не преследовало темы исламские, не преследовало темы консолидации татар, только информационно. И уже потом газета стала развиваться как информационная, но была востребована в регионах, в том числе и в Казани. Юный Габдулла Тукай, значит, радушно воспринял издание этой газеты, посвятив свои стихи. Но в 1917 году издание перестало издаваться. Уже с сыном Айтулы Баязитова известные революционные события. И только в 90-м году татарский культурный центр во главе с сейчас, минуточку. Зариповой Мухлисы Хамзиновны, прошу прощения, что вот так волнуюсь, значит, было сформировано, вот я вот показываю, издание газеты, которое печаталось на листочках, копировалось, и вот этот вот лист потом тиражировался. Таких номеров было 6 в 90-м году. Сложность неимоверная, затраты баснословные, но востребованность была татарским сообществом города. И тогда Ленинградский культурный центр выделил Альфинур Шарафутдиновну в управление, бывшего журналиста, в управление созданием газеты. И тогда в 91 году вышло издание, вот первое издание, которое позволило уже выходить на привычном формате газеты. К сожалению, видите, синие, потому что не умели тогда еще заменять, было запланировано синее, зеленое, а синее выходило, потому что не умели цвета совмещать на машине, значит, печатающие. Проблемы и такие тоже были. Видите, здесь вот еще молодой Мухлиза Хамзиновна, молодая, и Хазрат молодой Панчаев. Значит, это вот первый номер 91 года. Далее газета выходила в черно-зеленом формате. И здесь были и новости, и печатались и политические новости. Все это находило свое отражение в жизни. Газета выходила 3, 4, 5 раз в год с путем совмещения номеров. И вот я почему называю 2000 год, тогда, когда мы начали сотрудничество, удалось сделать это планомерно. Каким образом? Я же говорю, до меня Альфинур Шарафутдиновна
печатала статью на машинке, потом считала количество знаков и, зная тигли, вставляла в номер, чтобы рассчитать загрузку страницы. Это было тяжело, тогда появились уже средства значит, информационной подготовки, удалось это все убрать, и номер выходил ежемесячно. Сделаем отдельный экскурс. Вот, например, в номере знаменитая значит, Старовойтова, значит, она была членом нашей газеты, нашего общества НУР+. Далее выходила газета периодически. Значит, вот объем этих газет за период. Но в 2006 году, когда было предложено чуть ли не цензурирование, вот эту газету, эту картинку сюда, это туда, я и отошел от издания. Следует отметить, что с 2000 года мы адресно доставляли газеты до потребителей. 1000 номеров, курьер, значит, раскладывал по адресам, курьер. Но вот после того, как Союзпечать, Роспечать, значит, ввело большие средства, мы отказались пятикратно они увеличили стоимость доставки, мы убрали эту услугу. В 2006 году, значит, произошел раскол в татарском движении Санкт-Петербурга, бизнес отделился от автономии, значит, и бизнес-сообщество сказало, нам нужна своя газета. И тогда было предложено, опять же, мне выпускать новую газету «Нур-Петербург». И в течение 2 лет я был главным редактором этой газеты «Нур-Петербург». Она уже выходила в цветном исполнении, значит, тираж, значит, был меценат, он есть, значит, меценат, он организовал тираж цветной. Подготовка полностью была на мне. Что касается Нур-Петербурга, потом, опять же, введено было цензурирование в виде, а давайте вот заранее каждую статью, где она будет расположена. Я сказал, нет, я уже не смогу. И тогда Хасанов Салим Талхинович взялся за это дело, и в течение 3 лет он, ставя задачу увеличения тиража, готовить многовкладную газету до 10 страниц, до 10-12 страниц ежемесячно. Ну, это вообще фантастика, даже в наших условиях Петербурга. Так, сбор информации невозможен, как я считал. Но в течение 3 лет он наращивал тираж, и газета выходила строго по месяцам, но потом мы увидели, что тираж не распространялся, и на одном из сабантуев было привезено пачки этих газет, которые не нашли распространения. Прошу прощения. Значит, следующий шаг был такой. Интернет-издание. Было предложено возглавить сайт татарской общины, который я вел в течение 1 года. Значит, и тогда уже ощущалось, что интернет-ресурсы гораздо мощнее по посещаемости, по
способом представления информации. Когда мы делали интернет-издание, дважды войти в одну и ту же воду оказалось сложно, и я тоже отошел от главного редактора этого интернет-издания. Но понимаю в настоящее время, что интернет, соцсети – это столбовая дорога развития средств массовой информации. И Ремзель Абы поставил очень правильную задачу исследований, и Алсу, поддержав цифрами, мы говорим о развитии этого направления. Поэтому в добрый путь, сохранение традиций Айтулы Баязитова, в нашем деле, мы достигнем больших результатов. Спасибо. Благодарим, Бекзор Рахмат, Ринат Рауфович. Вот такой вопрос. Скажите, когда прекратился пульс биться у газеты, когда... меня слышно, коллеги? Слышно? Ага. Скажите, когда прекратился биться пульс, ритм в сердце газеты, то есть стали не получать ее, какие-то пошли сигналы, лично вам, звонки, то есть вот как обратная связь, по сути, вот где вы, какие-то были сигналы, куда пропали? Что-то так тихо вас слышно? До этого слышал так хорошо. Меня слышно, коллеги? Сейчас слышно? Вот слышно. Вот так слышно, да. Скажите, пожалуйста, Ринат Рауфович, когда прекратился биться пульс газеты «Нур», да, которую, собственно, вот до 2006 года вы вели, были ли звонки, обращения, куда делось, что случилось, вот, собственно, у нашего татарского сообщества, общины здесь, в Санкт-Петербурге, Ленинградской области? Татарская газета «Нурспет», светский вариант, он выходил. 2-3 раза в году он выходил. Татарская автономия во главе с Еркаевым издавала. Ирина Журавлева занималась этим вопросом. И издавая газету на русском языке, полностью. Потому что в моей редакции была Забия Хасанова, она частично выпускала статьи на татарском языке, на хорошем татарском языке, с рубриками обучения. Там это все прекратилось. Такая газета выходила. На мою память, 15-й год еще было. По одному-два номера выходило. Поняла, благодарю. Ринат Рауфович, тогда вот как раз вы затронули тему о том, что вот пульс он бился в своем уже другом формате. Мы со своей стороны, Содружество журналистов, в том числе Зария Апа Хасанова, которая теперь в нашем составе, в редколлегии портала «Питер Татар», и как раз я хочу передать слово нашему следующему спикеру. Это владелец и шеф-редактор портала «Питер Татар» Равиль Закиров. Он вместе с вами союзен с точки зрения передачи. Вы ему передаете эту эстафету и оцифровать тоже газету «Нур», чтобы это было в облачном пространстве у нас в каталогах, в рубриках портала «Питер Татар». Эта задача была поставлена нами еще год назад, и мы в этом плане, собственно, ее никуда не опускаем. Уже эти процессы происходят, и популяризация, в принципе, собственно, вот этого прецедента, что первая татарская газета здесь, собственно, выпустилась в 1905 году, это мы за собой берем, иншаллах, абирса. Да. А теперь, я благодарю вас за выступление, и мы уже, конечно, выбились из регламента. Пожалуйста, Равиль Закиров, вы с нами? Вы слышите? Передаем слово вам. Да. Итак, с нами теперь Равиль Закиров, владелец и шеф-редактор портала «Питер Татар». Тема «Портал Питер Татар в свете медиатрендов 2020». Пожалуйста. Да, хочу всех поприветствовать наших гостей, участников форума. Я рад вас видеть. Это наш второй форум в прошлом году.
И я подготовил вас презентацию по теме медиатрендов 2020 года и немного расскажу про портал. Прежде всего, я хочу вас попросить пройти соцопрос по форуму. Мы подобрали специально интересные опросы. Мы хотим, чтобы вы прошли по ссылке, да, которую я публиковал в чате, и кратенько прошли этот опрос. Потом в конце конференции тоже расскажем результаты, я думаю, будет интересно всем. Вот, сейчас пока я открываю презентацию, можете открыть ссылку у себя на компьютере. Вот. Мой экран видно, да? Тема сегодняшнего доклада моего – это медиатренды 2020 года и портал Питер в свете в новых реалиях этих трендов. Я являюсь шеф-редактором, владельцем портала. Вот уже 1,5 года мы существуем в сети, успешно работаем, набираем динамику, так сказать, силу, и за это время успеем много чего сделать. Вот. И давайте вот дальше подробнее об этом все рассмотрим и расскажем. Почему медиатренды? Потому что эта тема наиболее близка сейчас в наше время, особенно когда, в период пандемии, когда много чего меняется наш уклад жизни, меняется наш способ взаимодействия, коммуникации, работы. И, конечно, накопилось очень много вопросов и изменений, о которых хочется поговорить. Давайте попробуем в этом все так разобраться. Да? Вот, значит, в презентации есть ссылка на статью, откуда я позаимствовал те идеи. Можете скопировать QR-код и открыть, потом почитать. Давайте по порядку. Значит, первый тренд, с которым мы все столкнулись, это платформизация, массовая коммуникация. Это речь о том, что практически все наше общение между собой переместилось в платформу, да, где мы бы ни были, это может быть Instagram, это может быть WhatsApp, не знаю, TikTok, да, мы общаемся, может быть, к тому, что мы общаемся через какие-то платформы, да, друг с другом, которые представляют и контент, и способы коммуникации. Да, вот по трендам было выяснено, что вот последний год самыми популярными платформами стали YouTube, Instagram и TikTok. Это самые популярные платформы этого года. И, конечно, когда мы с ними имеем дело, мы, конечно, адаптируемся, да, под их условия, потому что у каждой платформы есть ограничения, какие-то способы, да, коммуникации, шеринга данных. И, конечно, нам приходится подстраиваться под условия этой платформы. И, конечно, это все становится удобным для нас до тех пор, пока мы работаем в рамках одной платформы, не уходим за ее пределы. Да? И как только мы пытаемся что-то вывести нашу аудиторию из платформы извне на наш ресурс, мы тоже сталкиваемся с препятствиями, либо это будет платно, либо какие-то ограничения имеются. Да? Поэтому вот этот договор с соцсетями в том, что аудитория обмена контента, она в последнее время перестает работать. И как бы мы пытаемся искать какие-то альтернативы, создать свои платформы. Также мы заметили, что в этом году очень много мероприятий прошло в онлайн-формате. Это и концерты, онлайн-концерты на каналах, официальных каналах Татарстана, это и какие-то концерты звезд, музыкантов, артистов. Да? Мы все это видели, столкнулись с этим. И этот тренд, он еще сохранится дальше. То есть все больше мероприятий, таких как конференции, концерты, фестивали будут проводиться в онлайн-формате. Также один из трендов стал в этом году мультиплатформенный оптимизм. В чем проявляется? В том, что теперь контент продвигается сразу на нескольких платформах. Не только на сайте, но это и соцсети, это и мессенджеры, это лично какие-то блоги, блог-платформы. И мы подаем контент в том формате, который наиболее адекватен соответствует данной платформе. Да? В Инстаграме это какие-то фотки, видео, ТикТок это какие-то там мемы, да, эти специальные вайны, там, соответственно, Zen это какой-то там блог интересный, длинный код, длинный текст, YouTube это какие-то более длинные ролики, да, с информацией. Вот в этом ключе это все развивается. Вот. И, конечно, в данном случае, поскольку уже и СМИ тоже выходит из соцсети, у нас эта грань между СМИ и блогосферой немножко размывается. Мне не очень понятно, где
блогеры ушли вперед, а где СМИ? То есть вот границы между блогами и СМИ, они стираются вот, в этих, на уровне платформ. Вот. Четвертый тренд, который выделили, это конкуренция экосистем приложений. Вы, наверное, заметили, что в этом году появилось очень много приложений от известных медиалидеров. Это не только компании Яндекс и Сбербанк, это и Mail Group, и это другие мелкие игроки рынка, и все пытаются построить какую-то свою экосистему и суперприложение построить. Это для того, чтобы максимально удержать аудиторию на своих ресурсах, да. Маленькие компании тоже пытаются как найти свою нишу и пробуют строить свои маленькие экосистемы, хотя понимают, что они станут системой второго эшелона и не будут таким популярными, как крупные системы, как Facebook, там, Google, да, там, не знаю, другие крупные игроки. Вот. И поэтому в первое место стали в этих системах это роль контента и формат коммуникации, да. На первое место выходит сам потребитель контента, удобство использования, набор потребностей и его желания. И то, насколько успешно построена эта модель продвижения контента и коммуникации, зависит от успеха этой платформы и количества подписчиков. Будет ли она успешной, или она станет такой какой-то невостребованной и нишевой платформой. Вот. И, конечно, вот коммуникация и контент стали основными суперкитами для построения будущих систем приложения. Это вы видите и Сбер тоже строит свою систему, Яндекс строит свою систему, ВКонтакте, Mail.ru, это вот в этом году очень ярко проявилось. И, конечно, конкуренция ужесточается, но цена снижается, и от этого выиграет наш конечный потребитель. Вот, вот в таком все ключе. И как следствие из этого тренда это создание собственного контента, да. То есть, наконец-то, медиакомпании, крупные финансовые бренды осознают, что нужно создавать свой контент, продвигать свой контент. Вот поэтому Сбер купил РБК, да, Яндекс тоже там прикупает. И все идет к тому, что все бренды и медиакомпании создают свой контент, оригинальный контент. Это могут быть какие-то сериалы, да, какие-то видео, какие-то стриминговые сервисы, да, причем в таких довольно длинных, дорогих, масштабных формах. Вот. Это тренд, который наметился в этом году и будет даже продолжаться. То есть YouTube, Instagram, TV, TikTok, это будет дальше развиваться и более в сторону улучшения и обогащения и продвижения более качественного контента. Вот. Так что видео – это наше будущее. Дальше поговорим о трендах. Здесь мы, может, поговорим в свете таких вот СМИ и локальных медиа. Ну, что можно сказать, то что идет такой небольшой отток от основных СМИ в сторону локальных медиа. О чем идет речь? То, что мы в основном включаем телевизор и слушаем радио для того, чтобы услышать наше мнение, да, может, отражение наших мнений, наших ожиданий, да, от новостей и повестки дня. То есть мы видим в них отражение наших ожиданий. На самом деле все самое интересное происходит уже в локальных медиа в каждом регионе. Они ищут свою аудиторию, да, пытаются предоставить такой контент, такой интересный, пользовательский. То есть могут быть какие-то любительские видео, да, встраиваться в эфир, какие-то вот местные материалы, там, репортажи, да, вот мы это очень часто видим на этих каналах. И уже сейчас локальные медиа, которые позиционируют себя как бренд, они как новостные источники, они имеют большую популярность, набирают больше популярности, имеют больше доход. И в наше время как раз пошел тренд на позитивные новости и чистый журнализм, и отказ от общих новостей мировых, от стресса, от негатива, политических баталий. То есть наша аудитория ищет позитивные новости, настоящую публицистику, да, это вызывает больше интереса, чем какие-то мировые там события, да, там политики в мире и экономике. Народ устал от потрясений и ищет что-то позитивное, интересное. Вот, и это стоит иметь в виду. Также в рекламе намечается отказ от продвижения продукта на широкоосвещательных каналах, то есть это телевидение и радио. То есть
рекламодатели недовольны тем, что таргетинг нельзя задать, нет аналитики, да, и поэтому они устремились на платформу Фейсбука, Твиттера, Инстаграма и мессенджер, чтобы продвигать свой продукт, контент более детально, более тщательно доносить до аудитории, та, которая и вызывает интерес, да, то есть получить более близкий контакт с его аудиторией. Вот, и этот тренд будет продолжаться дальше. Также можно сказать, что цифровой детокс – это, конечно, тренд, который наметился в 2018 году, но продолжает развиваться. Да? О чем это речь? О том, что люди устали от этого большого потока информации, который свалится на них и СМИ, и соцсети, потому что соцсети используют же алгоритмы для предложения новостей. Да? То есть там работает какой-то искусственный интеллект, который предлагает там новости по интересующим тематикам все больше и больше. Да? И вот люди просто устали от этого большого потока информации, пытаются как-то дистанцироваться и больше времени уделять себе. И поэтому наметился такой тренд на Западе, то, что люди не читают все эти новости, горячие новости, а пытаются читать какие-то email-рассылки, да, какие-то аналитики с опозданием. То есть это сознательный уход от вот этой вот гонки в сторону какого-то такого вот жизни в своем темпе, в своем режиме, да, как бы мы живем как бы в своем мире, да, своим темпом, всем взглядами, пытаемся как бы в этом темпе анализировать информацию, которая к нам поступает из внешнего мира. И поэтому e-mail рассылки в этом году переживают новый рассвет, и люди вот как бы используют модель подписок и потребляют контент через рассылки там какие-то, да, вот на аналитику, там, которая уходит на следующий день, допустим. Как-то пытаться разумно подходить к своему времени, которое не тратит в интернете и социальных сетях. Вот. Это очень важно понимать. Вот. Также развитием этого стала подписная модель. То есть, наконец-то, вот паблики и СМИ осознают, что подписная модель работает, да? То есть люди хотят получать более качественный контент, какие-то иметь привилегии, получать контент раньше других, да? И поэтому вот многие паблики, уже ВКонтакте появилась система ВК Донат, когда можно подписаться и получить какие-то новости раньше, какие-то сводки, аналитики получать раньше других, да, какие-то привилегии получить дополнительные. И это тоже сейчас идет в тренде. Ну и, конечно, комьюнити паблик – это уже взято на вооружение всеми СМИ и блогерами, то есть как бы есть мемщики, они работают с комьюнити, с подписчиками пабликов, да, пытаются как-то вот с ними общаться, нашу коммуникацию, там какую-то обратную связь, вот, выстраивать отношения, партнерские связи. То есть вот это вот то, что вот в этом году очень сильно обозначилось. Вот. Давайте пойдем дальше, и я расскажу немножко о нашем портале и вообще, что мы делаем и как мы пытаемся быть в этих трендах. Наш портал называется Питер Татар, вот его адрес на экране, вы видите, QR-код, можете сфотографировать его и зайти потом. Это наша главная страница. Мы вот в этом году сделали редизайн портала, и он теперь стал выглядеть больше как такой вот СМИ новостной интересует. Хотя это не только СМИ на самом деле. Дело в том, что мы в самом начале, когда мы пытались запускать портал, мы хотели, чтобы на нем могли публиковать новости все организации нашего региона. Раньше такой площадки не было, и представительство выступило с инициативой сделать такую площадку для татар-региона, чтобы все организации, группы могли иметь такую площадку для публикации их новостей и анонсов, да. И мы устраиваем эту модель, поэтому работаем по этой модели, что мы набираем подписчиков, да, и пытаемся вот наших подписчиков, так сказать, предоставить аудиторию для нашей организации и подписчикам предложить интересный контент, да, который могли потреблять вот наш локальный контент в нашем регионе. Вот. Мы работаем уже 1,5 года, у нас около 4000 подписчиков во всех ресурсах. Мы публикуем статьи и на русском, татарском. У нас есть мобильная версия портала, то есть можно открыть на планшете или телефоне, читать новости там. У нас есть своя новостная рассылка, она уходит каждый день, дайджест новостей. У нас есть справочник, есть информация по организациям города, по известным людям, по изданиям и так далее. То есть можно зайти и найти информацию там на любого человека и организацию, контакт, да, чем занимается, какие ресурсы,
То есть это еще и каталог к тому же. Также мы запустили социальную сеть, то есть можно регистрироваться в нашем портале и социальной сети и оставить свои комментарии, какие-то там, можно даже будет публиковать свои статьи, предлагать, да, то есть такая локализация и работа с авторами у нас тоже планы такие имеются. И также у нас есть мобильное приложение, через которое можно тоже получать весь контент и общаться с другими пользователями, вот, но об этом я скажу чуть попозже. Конечно, как и все ресурсы, мы имеем наши страницы в социальных сетях. Это и ВКонтакте, Инстаграм, и ТикТок. У нас даже есть, появился в этом году. Есть у нас каналы в Твиттере, в Телеграме. Также у нас есть история в Фейсбуке, в Одноклассниках. У нас есть свой канал на Ютубе. Мы туда выкладываем наш контент, авторский, который мы генерируем. У нас есть социальные портали. То есть, в принципе, все самые крупные сети мы представлены, и мы ведем работу, общаемся с нашими подписчиками, наращиваем аудиторию и пытаемся наш контент продвигать на их платформах, соответственно, с те форматы, которые нам платформа продвигает. Это тот самый платформенный оптимизм, о котором я говорил, да? То есть везде и в том формате, который наиболее адекватен данной платформе. То есть мы не делаем, мы не бросаемся сразу везде, а вот так вот точно работаем в каждой социальной сети. Также у нас есть мобильное приложение «Питер Татар». Его можно скачать из магазина Google Play и App Store. Вот есть ссылки, QR-коды. Можете сфотографировать и загрузить приложение. Значит, приложение у нас появилось в начале этого года. Оно представляет доступ к информации на портале, используя программный интерфейс портала. Значит, в принципе, если посмотреть, то как бы есть меню приложения, отражает такую структуру портала, которую видите на сайте, да. То есть тут есть как бы и новости, и афиши, и рубрики, и календарь, справочник, тематическая информация, и там какие-то социальные сети, да, возможности. То есть можно регистрироваться даже в приложении и общаться друг с другом и читать новости. Это самый быстрый доступ к нашим новостям, да, то есть появляется там в первую очередь. Вот. Также есть у нас возможности общаться друг с другом. Комментарии пока к новостям нельзя использовать, потому что у нас такие ограничения в платформе есть, но мы с этим работаем и будем дальше развивать эту парадигму. То есть, в принципе, мы так же, как и другие участники рынка, пытаемся тоже построить супер-приложение и охватить все возможные вот такие вот платформы для продвижения нашего контента. Вот. В этом году мы провели много мероприятий в онлайн-формате. Все началось с того, что началась пандемия в марте, да, и мы волей-неволей вынуждены были переехать в интернет и делать мероприятия там. И как показал первый опыт, он стал успешным, и мы взяли это на вооружение и стали это дальше масштабировать в этом году дальше. Значит, в мае мы провели Тукай-квиз с призами, провели большой конкурс чтецов Тукая. У нас пришло около 150 работ, видеороликов, в Ютубе мы их выложили. Провели конкурс, жюри было. В общем, это было очень такое большое событие, одно из первых. И, в общем, это массово осветили в СМИ. Это было интересно. Также мы 12 июня провели грандиозный просто татарский онлайн-концерт, посвященный 115-летию столетию республики, Дню России и 30-летию Алкофак. То есть запись имеется в Ютубе, можно открыть канал в Ютубе «Питер Татар» и там посмотреть концерт. То есть это был такой очень интересный концерт в том, что мы провели его в онлайне. У нас было много площадок по всему миру. К нам подключались татары из Австралии, из Праги, других регионов. И мы вот в таком живом эфире без записи транслировали наши концерты и номера. Это был очень интересный опыт, который вот хочется рассказать. Также, набиравшись немножко опыта, мы уже 12 октября провели большой фестиваль татарской культуры. Там был прямой эфир из студии. Мы заказали студию, сделали профессиональную запись номеров. И этот формат, в принципе, оказался удачный и набирал примерно столько же просмотров аудитории, как и первый концерт. Также вот мы сегодня проводим Петербургский татарский форум, на котором все присутствуете. Это наш такой тоже большой опыт проведения такого большого мероприятия, конференции в онлайн-формате, да. Вот. Но, к сожалению, сегодня, конечно, были технические сложности, но мы их преодолели. Я думаю, что
запись форума останется в YouTube и потом в истории. Вот. Также мы в ноябре планируем провести конференцию к 115-летию газеты «Нур». Вот, она будет в ноябре. Мы об этом анонсируем чуть позже. И мы также в таком формате постараемся провести это мероприятие и пригласить всех желающих. Вот. А также мы проводим каждую неделю, мы проводим прямые интервью с экспертным мнением в Инстаграме или в Скайпе, потом выкладываем в YouTube. И у нас вот это вот просто на регулярной основе, вы, наверное, заметили, есть подписан наш Инстаграм-канал. И также мы в июне провели такой вот эксперимент, провели телемост с татарами Северо-Запада и Австралии, назвали его «Аулык-Эй», где мы познакомились друг с другом, себе рассказывали, знакомились там, как бы обменялись идеями, общались. В общем, это очень интересная получилась встреча, и я знаю, что и другие организации такие мероприятия проводят, и я думаю, что мы можем как-то вместе сотрудничать, объединяться и вот интегрироваться, вот, и проводить такие мероприятия дальше. Также одна из направлений нашей деятельности – это видеопродакшн. Как я сказал, вот наш портал, он занимается еще и работает как продюсерский центр, мы пытаемся генерировать какой контент. Вот за последний год мы провели татарские мероприятия, видеосъемку. Это джалийские чтения, первые, вторые. Это вечер памяти Мухлисы Будби. Приезжал председатель организации Калфак из Казани. Также в этом году мы снимали открытие выставки художницы Ларисы Ахмадеевой в представительстве. Вот, это такие знаковые события. Также мы готовили сюжеты, небольшие сюжеты на татарские темы, выкладывали в YouTube. Были от меня какие-то материалы и от Ленары Николашкиной. Но про интервью я уже говорил, мы записываем их и потом выкладываем в YouTube и набираем там просмотры. И также у нас вот были какие-то онлайн-мероприятия, концерты, мы их тоже все выкладывали в наш YouTube-канал. То есть, в принципе, мы как бы это направление развиваем, даже будем развивать, и это все доступно в нашем YouTube-канале. Вот, давайте тогда поговорим немножко о будущем, да, это всегда интересно, и так вот, можно сказать, рискованно, потому что, кто будущее знает, да, вот, по крайней мере, я поискал информацию в интернете, пытался какие-то такие вот наметки сделать, а что же нам ждать от медиа, от СМИ и от благосферы в будущем году. Значит, первое, что я нашел, это аутентичный контент. Значит, о чем идет речь? О том, что наиболее интересными новостями будут те, которые не профессионально, а которые приготовлены наиболее правдоподобно, да. То есть это какие-то любительские видео, фото, да, это какой-то такой более простой язык, да, то есть немножко опуская качество, да, материала и делать таким более его демократичным и подлинным, получает больше отклик у нашей аудитории и реакции, и лайков, чем контент профессиональный. И вот эту вещь уловили лидеры и бренды в этом году, и это будет использоваться, эксплуатироваться в следующем году. То есть об этом, в принципе, можно как бы задуматься, да, о том, что делать язык немножко проще и более близким к аудитории. Также мировые проблемы, они всегда в тренде, то есть вообще люди используют платформы, социальные сети, чтобы выразить свою позицию какую-то, да, и вот пользователи поддерживают те компании, которые продвигают позицию, схожую с их, да, близкую их позицию. Вот. Ну, в последнее время больше тема – это и экономика, да, это и пандемия, это и климат, и какие-то расовые, да, нетерпимости. То есть люди пытаются использовать соцсети, чтобы выразить отношения и поддерживать те бренды, компании, которые отношения коррелируют с мнением пользователя. Вот. Также одним из сильных трендов станет тренд на лидеров мнений. Да? Дело в том, что блогеры, известные блогеры, не очень получают все больше инфлюенса и влияния на пользователей, именно вот их мнение, вот эти лидеры. Да? То есть порой бывает, что какие-то известные личности имеют больше влияния, чем СМИ, государственные или негосударственные. Да? Этот тренд, он продолжится. Да?
И поэтому реклама у таких блогеров, она вот становится более ценной и выгодной. При этом даже популярность блогера не имеет значения, а имеет значение то, как блогер работает с аудиторией. Если он общается с ней, отвечает на вопросы, взаимодействует, то их влияние усиливается, и они становятся более привлекательными рекламодатели, да. Поэтому, как бы, если у вас, допустим, есть свой аккаунт в Инстаграме, и у вас подписчиков, допустим, там не так много, но вы очень активно работаете с аудиторией, общаетесь, продвигаете, то тогда вы можете стать лидером мнений и более влиятельным игроком на медиарынке, даже чем какой-то популярный, который этим не занимается. Вот. Это надо иметь в виду. Хэштеги также станут большим трендом в следующем году, поскольку это самый удобный способ, чтобы продвигать информацию в поисковых системах. В 2021 году они будут особенно важны. Поэтому ставим теги. В Инстаграме можно поставить 30 тегов, поэтому как бы не скупимся, используем. Это очень будет широко использоваться в следующем году. Ну, также популярные темы, они всегда в тренде. Это и вопросы моды, дизайна, здорового образа жизни, искусства. Они всегда в тренде. Но также в этом году добавить к ним темы здравоохранения, экономические и отношения к бренду. И социальные. Поэтому как бы темы необходимой стороной всегда можно будет сказать, даже если ваш, допустим, бренд как-то не касается этих тем, можно посетить какую-то такую вот маркетинговую рекламу и вот с этими тегами, да, как-то вот эту тему затронуть, это тоже может помочь вам в раскрутке своего бренда, своего канала. Ну и, конечно, самое интересное – это дополненная реальность, да, то есть все мы уже привыкли к виртуальным маскам, да, в Инстаграме, да, и это уже стал таким важным инструментом для продвижения своего канала, да, то есть люди узнают, подписываются, и это идет реклама. И этот тренд сохранится, и в 2021 году мы видим развитие этого тренда, появление еще больше возможностей этих реальностей в других приложениях и суперприложениях. Так что это тренд, который точно будет дальше устойчиво развиваться. Вот, на этом пока все. И я немножко сейчас подхожу к финалу своей презентации, расскажу немножко о наших планах, скромных планах развития портала на следующий год. Одной из важных миссий мы видим сохранение нашего наследия, татарского печатного наследия, в данном случае имею в виду газету «Нур», поскольку за годы существования газеты накопилось очень много архивов, которые хотелось бы оцифровать и ставить для истории на нашем портале, да, чтобы люди могли всегда, если будет такая необходимость, получить доступ к архивам и их использовать для своих публикаций, для своих постов, да, чтобы не где-то искать библиотеки, а можно было как электронную библиотеку открыть и эту информацию найти, прочитать, знакомиться и, естественно, подготовить свой материал. Также мы будем развивать свои продюсерские центры, мы будем дальше проводить наш контент, и записи, и какое-то там интервью, и, может, какие-то фильмы у нас получится, дай бог, снять в следующем году. Темы уже у нас интересные там намечены. Также мы хотим работать с молодежью, поскольку это актив, наиболее важный актив сейчас в интернете. Хотим проводить какие-то мероприятия, там, игры, какие-то знакомства, какие-то, может быть, мини-концерты, да, это может пройти в онлайн-формате и в офлайне, если такая возможность появится. Вот. И также мы хотим привлекать авторов, читателей татарской журналистики блогосферы через конкурсы, да, то есть мы будем запускать там скоропeriodичные конкурсы лучших авторов на заданную тему по татарской журналистике. Вот. И надеемся таким образом привлечь молодых, немолодых писателей, блогеров от татарской журналистики. Пытаемся эту тему как-то развивать. Вот. На этом все. Благодарю всех за внимание. Если у вас какие-то вопросы, можете мне потом задать в чате или вот лично. Спасибо. Итак, мы благодарим Равиля Закирова за такой очень полный, объемный доклад и о том, что происходит в принципе на рынке медиасообщества, и по поводу экскурса по порталу, прогнозы и наши планы. Собственно, я бы хотела, чтобы, Данил, вы здесь с нами, тезисы ключевые, которые я сейчас хотела бы тоже вывести, были на татарском языке озвучены, а именно вот наш Санкт-Петербурга блог с выступлением Рената Рауфовича и вот Равиля. Итак, вы здесь, Данил? Да.
Отлично. По сути, мы сегодня с вами увидели, как все это развивалось через печатное слово, через газету, даже когда невозможно было сделать цвет зеленым, и типографские вот эти все моменты, вручную все это набирался текст, но в любом случае пульс газеты «Нур», «Луч», «Нур Петербург», он бился, и в этом плане это наследие наше татарское, в частности, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, которая в эстафете принимает уже сегодняшний портал «Питер Татар», в частности, наша команда, а именно оцифровать все это и в целом, как бы не теряя корни, чтобы наше дерево, медийное дерево татарское в Санкт-Петербурге стояло крепкое, и никакие бури ее не смогли сломить. Это первое. И второе, по поводу того, что все-таки задача архиважная для любого медийного источника информации соответствовать тем запросам потребительского, которые смотрят сейчас в большей степени через соцсети, познают новости, хотят больше в позитивном ключе читать новости. И вот эта вот экосистема, она вот таким образом выстраивается, и мы участники этих процессов, поэтому важно нести и этическую норму, и следить за этим и стараться по максимуму расширять свой диапазон, не только ограничивая журналистским, но и, например, как в частности Питер Татар это делает, продюсерский центр, какие-то инициативы по квестам и все, что связано с таким уже синтезом офлайн, общением с нашими читателями, подписчиками через какие-то конкурсы. Пожалуй, это вот по Санкт-Петербургу вот такие ключевые выводы. Данил, сможете помочь? Біз таймингқа біраз ғана сыйышмайбыз, шуңа күрә мин кыскачарак тутырмын сүземне. Ринат әфәнденең чыгышы бик гыйбрәтле булды. Ни өчен дигәндә, менә без Татарстанда күрәбез, газета чыгару ул зур көрәш бүгенге көндә. Инде Татарстаннан читтә булу, читтә газета чыгару ул икеләтә көрәштер. Шуңа күрә бу зур батырлык, шуңа күрә сезгә бу эшегездә уңышлар теләп калабыз. Инде Равил әфәнденең чыгышы шактый озак булса да, бик кызыклы булды. Һәм менә Равил әфәнде шикелле кешеләр милләт өчен бик кирәк. Нинди мәгънәдә? Ул бер яктан технарь кеше, шулай бит, икенче яктан эштәлекне, контентны, көнкүрешне, милли мәсьәләләрне аңлый торган кеше. Менә нәкъ шундый кеше булганга да сезнең шул исәптән Питер Татар сайты барлыкка килгәндә инде. Уңышлар алга таба дәвам итик. Рәхмәт. Рахмат, Данил. Итак, сейчас мы переходим к выступлению Ильдара Хабибуллина. Это главный редактор и совладелец портала «Урал Татар». И мы его приветствуем. Нам отрадно, что с нами сегодня, будем так говорить, наш двоюродный брат или родной брат по медиа-активности. И мы послушаем доклад на тему пути становления и развития регионального татарского портала. Вот как у них это происходит. Ильдар, вы с нами, вы на связи, слышите нас? Слово вам. Кайрекиш, Милеташляр, Кайнар Салян с Урала. Меня хорошо видно, слышно? Да, отлично. Так, сейчас запускаю презентацию. Коротко расскажу о себе. Я уже больше 10 лет занимаюсь общественной татарской деятельностью, вел сайт татарской молодежной организации «Ешен». На его заре был у меня интернет-магазин. Есть еще, кроме Урал.Татар, проект Афиша.Татар, это электронная афиша. Я не являюсь профессиональным журналистом, но довольно долго занимаюсь текстами и пишу на разные темы, и, соответственно, благодаря этому есть опыт и в журналистской теме, и в общественной теме, что немаловажно для татарского портала, как я считаю. Для начала немного статистики по Екатеринбургу и по Уралу. То есть у нас в Свердловской области почти 150 тысяч татар живет. Если брать Урал, это почти 700 тысяч человек. То есть в общей массе населения региона в среднем это 5%. Но по массе всех потенциальных посетителей довольно обширная аудитория получается. Тем более, что Урал, являющийся родиной ненецких народностей и других, родиной башкир, татар, да, после этого только русские пришли, это такая особая территория.
давайте расскажу немного об истории, коротко, нашего портала. Создан он под доменом tatar-urala.ru в 2010 году. И, как это часто бывает, и продолжается сейчас, сколько я смотрю по стране, открыт был портал общественной организации Конгрессом Татар-Урала Свердловской области. Но потом он начал расти благодаря грамотному руководству управления, начал писать об всех татарах Екатеринбурга и Свердловской области, а дальше уже перешло это все на Урал, так как чем больше аудитория, чем больше охват, тем более эффективно, как на тот момент решили создатели сайта. 17 мая текущего года нам исполнилось 10 лет, и на данный момент мы стараемся охватывать в первую очередь, конечно, учитывая ресурсы Екатеринбург, но и близлежащие города, которые мы включаем в Уральский регион в нашем медийном формате. Это Тюмень, Челябинск, Пермь и Курган. Первое время, как только я начал заниматься сайтом, это с прошлого года, и как у него появились новые владельцы и команда, мы занялись внешним видом. То есть, как вы видите ранее, он вот таким образом выглядел. То есть у него был вот такой сложно вводимый домен и довольно такая по дизайну, причем это дизайн где-то 5.0, 5-я версия, он тяжело воспринимался, и мы поработали в первую очередь над визуалом, ну и над адресом. Сегодня у нас, как Катифа сказала, братский адрес .tatar и, соответственно, более лаконичный дизайн. То есть это на данном этапе все, что мы хотели сделать. Сейчас мы немножко на другие вещи ориентируем свои пути развития. В первую очередь мы планируем осуществить полный охват нашего региона как Свердловской области, так и Урала путем не только высматривания каких-то новостей и их репостинга к нам, копирайтинга, но и работы с местными общественниками и выход на местных журналистов. В будущем это открытие, как мы это видим, корпунктов, либо представителей хотя бы просто нашего портала в регионах покрытия, потому что, не имея информации по месту, да, не являясь в теме, тяжело об этом писать. Второе, на что мы хотим сделать акцент, это авторский контент. На данный момент у нас авторский контент в основном это местные новости уральские, естественно. Все, что происходит в Казани, там, в Москве или татарском мире, это все копирайтинг. То есть мы берем статьи с новостных источников Казани в первую очередь и просто по-своему их переделаем. Но по сути это просто копировать, вставить. Задача сделать более интересный местный контент, сделать его больше. И есть такой еще момент донести до общественников нашего региона и других, кто нам посылает новости, что это важно. То есть не только большими буквами посты писать в социальных сетях, но и грамотные анонсы, грамотные пост-релизы, грамотные статьи, в том числе исторические статьи и так далее. Третий момент – принцип татар для всех. То есть, как в самом начале я показал, аудитория хоть и не маленькая, но это замкнутая аудитория татар. Сюда можно еще башкир добавить, да, ну и им сочувствующих, да, тюркоязычной нации, кому могла быть интересна информация, кто близко. Но мы планируем ориентироваться и на русскоязычную аудиторию, создавать контент, который будет интересен также и им. Не обязательно, чтобы это были постоянные посетители нашего сайта, важно, чтобы наши заголовки статей, наш контент и содержание в поисковой выдаче работало так, чтобы на него заходила более большая аудитория. Четвертый пункт путей развития – это профессионализм. На данный момент что у нас, что по регионам, где мы видим хоть какие-то движения в плане СМИ татарских, это, как правило, общественники, это идейные люди с горящими глазами, у которых
в той или иной степени есть опыт в журналистике, но, как правило, это все непрофессиональные журналисты. То есть мы планируем сделать наше СМИ профессиональным, чтобы у него редколлегия состояла из выпускников вузов журфака и людей, имеющих определенный опыт, которые умеют писать как журналист, чтобы это все не превращалось просто в продвижение тех или иных татарских общественных организаций и их проектов. То есть нам важно, чтобы сугубо профессионально и объективно освещались с разных сторон новости и другая информация по регионам. Пятый момент, без которого никуда, то есть на данный момент сайт, можно сказать, общественная организация с минимальным финансированием и с работой участников его команды на безвозмездной основе. То есть у нас один редактор только на зарплате, то есть что я как главред, что в целом вся работа ведется, она больше на идейной точке зрения. Поэтому мы уже сейчас работаем над маркетингом, рассматриваем различные гранты, в которых мы могли бы участвовать, и, соответственно, росту аудитории мы планируем запускать рекламу как федеральную, так и нашу местную. То есть рекламодатели потенциальные не видим в этом никаких проблем, то есть это и федеральные казанские бренды, которые работают в Екатеринбурге, и такие бренды, как Казан-Экспресс и так далее, и так далее. То есть мы об этом уже подумали. Шестое, естественно, это выход на самоокупаемость, то есть работать над проектом и каждый день, каждый месяц, каждый год выживать и надеяться на спонсоров или там моторчик, энергию главного редактора или редакторов просто, это не тот путь, который приведет к увеличению максимальной аудитории и к успеху. Поэтому, учитывая предыдущие пункты, шестой пункт – это один из самых важных, чтобы у всех участников портала, у команды портала была зарплата, чтобы это было у большинства из участников команды основное место работы, и чтобы благодаря этому мы могли на качественном уровне доносить информацию, и чтобы, посмотрев на татарское СМИ, русскоязычные СМИ, наши в той или иной степени коллеги, видели, что татары могут не только сабантуй организовать где-то по-деревенски, они могут довольно серьезный современный проект, в том числе в отношении СМИ, делать. Наш сайт у вас на экране, соцсети одноименные, все, в нашей команде сейчас 4 человека, то есть учредитель, соучредитель Ренат Дисунович, я и 2 редактора. То есть моя соцсеть тоже во всех соцсетях адрес одинаковый. Буду рад общению, очень благодарен Катифа Ханум за приглашение. Интересные до меня доклады были, думаю, после тоже послушаю. Поэтому и идея Алсу Ханум о проведении постоянных таких встреч, общений, не обязательно вот в таком прям официальном формате, можно собираться каждый квартал и именно журналистам, специалистам, главным редакторам, там, редакторам собираться и обсуждать те или иные вопросы, потому что большинство из нас, мы те или иные проблемы уже решили, мы можем друг с другом делиться этим и, соответственно, быть в одном информационном поле. У меня все. Спасибо за внимание. Итак, мы благодарим вас за такой даже интересный экскурс, как там поживают наши татары в Екатеринбурге, в Свердловской области. Ильдар Эфенди, благодарим. И из тезисов, собственно, хотелось бы ключевые для себя и для наших слушателей обозначить, что 10 лет, и 10 лет это на таком достаточно альтруистическом, получается, да, все это вот альтруистический характер, такой волонтерский, да, правильно? То есть вы 10 лет держитесь вот в таком ключе? Я пришел, значит, на портал в прошлом году, до этого, то есть точно таким же образом держалось. Да, финансирование минимально для редактора осуществлялось, так же, как и сейчас осуществляется на того человека, кто механическую работу делает. Но именно стратегия, идейная составляющая, она, естественно, вся на общественных началах.
Мгм. И такой вопрос. У вас контент выходит на татарском языке, либо и татарский, и русский? Вот как это все тоже? В большей степени на русском языке. То, что на татарском выходит, это тоже копирайтинг. То есть авторских статей особо большого количества на татарском нет. Но и аудитория у нас, опять же, которая сейчас смотрит наш портал, мы смотрели, значит, прикидывали статистику, она все равно русскоязычная, поэтому у нас в планах есть и татарская версия сайта, и контент мы делаем и будем делать, в том числе авторский на татарском языке. Но на данный момент мы работаем и основной свой упор делаем именно на русские статьи, на аудиторию, которая будет увеличивать трафик нашего портала. Мгм. И вот по вашему вот этому диапазону представленности в соцсетях на Ютубе у вас какие-то выходят ваш продакшн, вы делаете какие-то свои ролики, что-то такое? На Ютубе мы в этом году запустили канал свой, и мы туда выкладываем особо такого контента, как вот рассказывал Равиль, да, как Питер.Татар, не выпускали мы. То есть мы публикуем в основном сейчас содержим как технический канал, то есть мы какие-то статьи публикуем, если там видео встречается, мы загружаем на портал, вставляем. Мы в Минтатарша Солешам участвовали, естественно, выложили это видео. Сегодняшнее видео, я думаю, мы как бы резанем часть, да, тоже будем выкладывать, что это такая стартовая площадка. Именно ресурсов на сам канал YouTube, чтобы мы создавали контент, их нет, но уже цели и определенные темы роликов, которые мы можем запустить. Мы же не только журналисты, мы все-таки общественники, мы занимаемся не только этим. Мы будем делать. То есть будем привлекать партнеров, не обязательно нашими силами, но и с помощью друзей. Мгм. Поняла, спасибо, благодарю, Бекзур Ахмат. Ильдар, Данил, будьте любезны, вот эти все ключевые моменты можно перевести на татарский язык, чтобы наши тоже слушатели родную речь слышали? Илдар әфәнде Урал якларында татар матбугатын чыгару белән уртаклашты. Кызыклы гына чыгыш. Әлбәттә, аның әйтүенчә, күп өлеше аның бу үзлектән эшли торган, үз ихтыяры белән эшли торган. Әмма дә ләкин кызыклы булды шулай ук менә монетизация юллары да. Чөнки без еш кына монетизация сүзеннән куркабыз, гомумән акча эшләүдән куркабыз. Акча эшләүдән куркырга кирәкмидер һәм матбугат чарасы ул әгәр дә акча эшли ала икән, ул аның яшәүенә, гомеренә тагын да күпмедер еллар өсти. Монетизация булган саен гомере дә озынрак була матбугат чарасының. Шуңа күрә мин сезгә бөтен кешегә дә теләп калам монетизация, күп акчалар һәм озын гомер. Рәхмәт. Благодарю, Рахмат. Итак, мы наш медиафорум разрабатывали в таком концепте, чтобы послушать и мэтров традиционных средств массовой информации, и тех, кто подхватывает эту эстафету, в частности, наш портал, портал Урал-Татар. И мы как раз переходим к тем, кто являются такими мощными триггерами общественного мнения, потому что они лидеры, и с нами, я благодарю от себя лично и от нашего тоже медиафорума комитета, Ринат Галиахметов, первый татарский инстаблогер, известный под ником Татар Малай. Пока мы здесь как бы вроде бы скучно обсуждали, что и как там у нас происходит, в чате, в общем, нас здесь развлекал Ринат, успевал еще писать, что с ним будет не грустно, не скучно. Ну, неужели настолько мы скучны? Вот ваш взор, у вас тема блогеры-локомотивы, развитие татарской идентичности в соцсетях. Скажите, пожалуйста, вот ваше первое впечатление, потому что оно важно, и вообще в целом вот по вашей теме тоже были бы признательны послушать вас. Слово вам. Добрый день. Вас плохо слышно, можно чуть погромче, а я как раз свою удалю, выключу. Я в наушниках, хорошо слышно? Может быть, микрофон чуть-чуть поближе, вот так. Так, поверну, я просто без провода. Вот, получше, отлично. Угу. Так получше? Раз. Да, но вас не видно. Можно как-то картиночку тоже? Угу. Так, как не видно? Я все, по-моему, настроил. Все должно быть идеально. Сейчас, секунду. Угу. Может быть, у меня зарядка плохо. Это хочу также сказать, что сегодня наш резидент Ринат, он единственный, который представляет по именно блог-среде, инстаблогер. Лейла, к сожалению, заявлен тоже спикер, приболела, поэтому, Ринат, вот за двоих сегодня, за троих, за всех блогеров будете сегодня. Главное, потому чтобы что меня было слышно и видно. Вас не видно, но слышно.
Равиль, скажите, не видно? Вот, теперь видно, отлично. Все, видим вашу великолепную футболку. Слышите, да? Слышно, коллеги, скажите? Плохо слышно, пишут. А сейчас вообще не слышно. Очень тихо, очень тихо. Сейчас я сниму наушники, скорее всего. Так. Вот, великолепно. Супер. Слышите, да? Да, слушаем вас. Тогда я наушники снял. Так, давайте. В итоге получилась моя готовность дольше, чем я буду рассказывать. Представлюсь всем. Меня зовут Галиахметов Ринат. Я веду блог в Инстаграме Татар Малай. Кто меня еще не знает, у вас есть уникальная возможность подписаться на меня и, соответственно, пообщаться со мной лично в Инстаграме. Что касается развития локомотива идентичности в социальных сетях. Данил Обыдеветим очень классную вещь когда-то 3 года тому назад мне сказал. Он сказал, что вот вы блогеры, деньги много ли надо зарабатывать? Я говорю, да нет, немного. Надо зарабатывать, и не надо этого стесняться. Сейчас реальным локомотивом того, что сейчас реально бум татарских блогеров, они зарабатывают. Они поняли, что есть возможность зарабатывать в Инстаграме, в интернете, в социальных сетях, вне зависимости от того, что он там сетевик, он пироги готовит, он там одежду готовит, не готовит, а одежду шьет. Это реальный толчок, это реальный локомотив, двигатель локомотива, потому что у нас есть татарское комьюнити, татарское сообщество в интернете, и мы понимаем, что татару легко продать, чем, допустим, другой национальности, потому что мы понимаем друг друга, мы к себе лояльно относимся. Вот это действительно мощный толчок развития. Почему я так говорю? Это много примеров, я всегда привожу свою маму. Мама на пенсии, ей 60 лет, у нее есть возможность заработать деньги на пенсии. Она их зарабатывает благодаря Инстаграму. Она дает пример другим, она консультирует, что есть возможность заработать. Пускай 5, пускай 6 тысяч в месяц, это 50% ее пенсии. Она просто счастлива. И это дает толчок. Много блогеров из деревень, которые начинают. Ты их учишь, как хэштеги те же самые ставить, как там смайлики ставить. И постепенно у нас действительно образовалось большое-большое комьюнити, мы с друг другом общаемся. У нас есть, допустим, самые топовые блогеры, так скажем, татарские. У нас есть свой чат, где мы общаемся, мы что-то обсуждаем, какую-то проблему. Мы говорим что вот нас позвали, давайте там встретимся. То есть надо кого-то поддержать. То есть мы стараемся держаться вместе, стараемся помогать другим начинающим блогерам. Понятно что допустим, я не говорю не от себя, а других блогеров. То есть есть такие блогеры, которые не работают, а зарабатывают чисто блогом. Это тоже, я считаю, успех. Можно много примеров приводить, я не буду по именам говорить. То есть человек, он реально ушел с работы, он занимается только блогерством. И татарским контентом, и русским. Я считаю, ничего в этом плохого нет. Все равно, в основном, она себя идентифицирует как татарка, ее все видят как татарка, и она продвигает татарский язык. Я, к сожалению, заложник своей ситуации, потому что я назвал себя татар-малаем, все ждут от меня татарского контента, многие даже удивляются, когда я начинаю говорить по-русски, они говорят, татар-малай, син шулай матурит, ты просто сейчас или сейчас не. Я говорю, да, я по-русски могу хорошо говорить, но ты татар-малай, ты должен в Инстаграме, в интернете только на татарском говорить. Соответственно, я заложник, весь контент у меня на татарском языке. Но я уверен, что те, которые сейчас начинают вести блог, они делают правильно. И я их стараюсь натолкать что не на татарском только зацикливаться. Вы видите, идентифицируйте как татарский язык, делайте контент. Но и не надо для русских тоже делать, потому что русские как о нас узнают? Если мы между собой будем только на татарском языке разговаривать, а русские же нас не узнают, соответственно, надо им контент, то есть татарский контент давать на русском. То есть это и есть большой толчок. Как мы, Алсопа правильно сказал, у нас примерно, я, конечно, статистику не привожу, но те, кто общаются в интернете на татарском языке и понимают, их действительно много, даже если 500 000, это вообще классно. А те, кто не понимают, они все равно слушают, и они наматывают на ус, потому что у меня есть подписчики, которые 15 лет, допустим, живут в Грузии, она переехала 15 лет назад, она татарка, и она благодаря моему блогу смотрит и не забывает, так скажем, не скажу, что учится, но не забывает, что-то мы так же сделали, рахмет, извините, она старается писать на татарском языке, и это классно, и я к чему это все, что деньги, в хорошем смысле этого слова, дали большой толчок развитию татарского блогинга, то, что люди поняли, что есть возможность зарабатывать, и, соответственно, молодой ты, взрослый ты, примеры взрослых блогеров дают другим такой толчок мощный.
И еще тоже классная вещь. Сейчас на нас на последние 2-3 года вышли федералы, то есть на нас больших блогеров. Допустим, я не скрываю то, что я сотрудничал там с Яндексом, я рекламировал там Мегафон, там различные федеральные компании. И это классно, то есть они знают, что есть татарский блогинг. Я об этом мечтал. Я мечтал, что там, когда я 5 лет тому назад начинал блог, то, что у нас будет много, что там мы будем общаться, мы можем там свой союз какой-то создать. Так что сейчас, так скажем, локомотивом общения и развития социальной сегмента татарского языка являются блогеры, вне зависимости, какой контент они, кстати, дают. Я уж быстро-быстро говорю, потому что у меня короткое время. То есть пускай он пранки снимает, пускай он что-то такое плохое, но все равно найдется зритель, кому это нравится, кто это смотрит. Нужно с различных сторон различный контент давать. По-моему, все. Если есть вопросы, с удовольствием отвечу. Бигзур Ахмед. Кстати, по поводу форума. Это потрясающе. Я не поленился, я с самого начала засунул в уши, все слушал. С точки зрения с различных там, регионов, там Ренат Абы про Питер рассказывал, как про газету. Мне было тоже интересно там про этот цвет, что, оказывается, хотели зеленый, а он синий. То, что там свобода слова пропала, он перестал этим заниматься. Ну, прикольно, что есть такие люди. Вообще классно. У меня много знакомых татар, которые у меня подписаны. Допустим, есть Айнур, мой друг, он из Питера, но он переехал в Казань 3 года тому назад. Мы с ним общаемся, классный парень. Плохо разговаривал на татарском, сейчас отлично разговаривает, но тоже говорит, сюда переехал, прям чувствовал как натиск, то, что я плохо разговариваю, все говорят, нашар сөйлешесің. Сейчас молодец, и мы даем людям понять то, что, ну, почти, по крайней мере, не то, что даем, я, по крайней мере, в своих постах, не знаю, просто лично им говорю, то, что это классно, даже если вы плохо разговариваете, вы стараетесь, это вообще потрясающе. Есть люди, которые тут плохо разговаривают, а вы стараетесь. В общем, я ушел от темы. В общем, двигателем и локомотивом, как Данил Абы в свое время мне правильно сказал, не надо стесняться того, что ты зарабатываешь, потому что если ты качественно и классно рассказываешь и рекламируешь, и получаешь на это деньги, это будет двигателем развития. Вот, спасибо большое. Пасхана. Итак, это, конечно, на самом деле сейчас нас взбодрило, потому что мы так вот сидели, немножко пленарное заседание. Я даже вот когда все это составляла программу, думаю, как-то слишком это консервативно. Сейчас вот я увидела на вас этот принт, татар, все, вы еще наш фонд сделали. Да. Это великолепно, шикарно, да. За это отдельно вам, Бигзур Ахмад. Вопрос такой, скажите по поводу тех рейтингов, которые Бизнес Онлайн реальное время вообще делает, классифицирует блогеров. Каково вам, тесно, не тесно, и как вы вообще относитесь к тому, что теперь вас начинает исследовать и анализировать какие-то категории, вот там выкладывают. Вы как татарский блогер там в рейтинге, в лучшей пятерке, в первой пятерке. Вот ваше мнение, ваше впечатление. Знаете, это потрясающе. Ну, по сути, такие рейтинги уже были. Но если взять, допустим, там топ медиа, которые рекламируют, Бизнес Онлайн, и главное, знаете, когда они тебя расшифровывают, то, что, допустим, они написали мне там буквально 2-3 слова про меня, самодостаточно, действительно, как бы, мне не надо лишний пиар, я стараюсь просто не выделяться, стараюсь взять своим контентом. Раньше я бегал по этим, лайки мне были важны, там, сейчас стараюсь дать качественный контент, и чтобы люди меня узнали, какой я есть. А то, что делают такие рейтинги, я прям счастлив, то, что, есть же там бьюти-блогеры, там что-то, а тут есть татарские, это же классно. Но это уже и раньше было, но сейчас это еще больше, кайф просто. А вне зависимости, на каком я месте, даже если меня не было бы, я был счастлив, то, что есть такой топ уже. Так что супер. Понятно. Можно спросить? Давайте Хорошо, только коротенько. Вопрос такой. Как ты относишься к блогерам, которые вот определенным способом накручивают, не накручивают, набирают огромные рейтинги? Вот такая блогерша наша Алина Левде. У нее подписчиков 6,5 миллионов. Купила квартиру за несколько сотен миллионов и так далее. Ну вот они блогеры. Как ты относишься к какой категории блогеров? Алина Левде. Мы можем догнать как-то, какие блогеры могут соревноваться с такими блогерами. Они же чемпионы и рекордсмены, мы понимаем, каким образом. И в каком честном бою, я тоже себя раньше считал блогером, мы можем хотя бы на 1/100 часть подравняться.
Как ты относишься? Тут, знаете, вот когда спрашивают про блогерство, толтырша әтесі келені сізге. Har кішіге, сен, мәселен, мен бүтін кішіге блогер түгіл бейді. Мен, мәселен, кімдір мені блогер деп санамын, Өзіңнің қараш, нешік қарайсың? Бұлар блогер ме түгіл ме? Олар арт көрсетуші ме? Дұрысын айткенде, міне сізге, может быть, қызық болырдыр. Міне біздің татар блогингда шундай кіші болса, мен керісінше, маған тырыша қора бит, болдыра бит, ондай нәрсе бар екен бит, тырышса бола екен. Я не против того, то, что вот гафу итегізіне күтін көрсетіп, ну, по крайней мере, в рамках закона, вот, в рамках Олар закона. блогер ме, браконьер ме? Мен бит оның статистика қорға керек. Мен ғана қорап, бүтін үстін біліп, 6 миллион ярым. А? 6 миллион ярым. Ну, бар бит артистлардың подписчиклары, олар тоже бит блогер деп алған айтып болмай, олар артистлар. Бұл кіші, бұл апаны білмеймін, қызан шақпашы жазылмаған бұл блогерға. Ну, мұнда бит әлі статуста, мәселен, аны болсын 6 миллион, аны бір кіші де білмей, чүнки ол тегі гифларда қатнашып, үскен, аны бір кіші де білмей, шул көтен көрсетіп кені. Аны көрсетті Комсомольская правда. Анында миллионный тиражлары бар. Келіп шыға какой-то, кімдір ясиян дей біріне. Он нашылды. Ну, демек, құтша төлеген. Итак, да, давайте все-таки, у нас еще пленарное заседание не открылось, дискуссия потом, мы не будем нарушать регламент, и тем более реально затянулось в тайминге. Да. Ага. Итак, Ринат, благодарим, Рахмат Кузур. По сути, насколько я понимаю, вот монетизация вообще, в принципе, вот этой всей истории, она таким образом является, будем говорить, мотивацией, да, для того, чтобы смогли люди как-то и реализовываться, и на свою национальную идентичность подчеркивать, и при этом 10 лет на альтруизме здесь как-то все побыстрее, подинамичнее, насколько я понимаю, да, то есть даже ваши, как вы говорите, близкие родственники, мама, да, вот все это. Да, совершенно верно. То есть вот благодаря тому, что если нужно заработать, много, я знаю блогеров, которые начинали, но они закончили, потому что либо они закончили учебу, начали работать. Таких примеров много. Переключились. Да. Так, ну что ж, Данил, наверное, из ключевых моментов уже вы как бы смогли, да, для себя уточнить, обозначим, что все-таки блогинг помогает и зарабатывать, и есть разный блогинг, и то, что есть отдельная категория татарский блогинг, это отдельная. Здесь отдельный рахмат нашему как раз Ринату, который стал первым татарским инстаблогером и держится. Сколько лет вы уже в этой стези? 5 лет. С 2015 года. И в эту орбиту, видите, подключает всех своих родственников и вообще всю семью, у вас тем более пополнение в семье, с чем поздравляем. Так что вот он, да, наш контент татарский, и на татарском языке, и на русском великолепно говорит. Поэтому вот хотелось бы сказать, что, вот, наверное, школу надо открывать блогинга вам, Ринат. Я стараюсь выступать на мероприятиях, но никогда не возьмусь за это, потому что это очень сложно, и не хочу монетизировать То есть я могу бесплатно помочь, проконсультировать, а если это за деньги будет, то уже не будет, как-то не от души будет. Вот она основная суть блогинга, на самом деле. Да, по зову сердца. Данил, поможете на татарский все это перевести? Ринатқа рахмат жылы сөздері үшін. Шыннан да мына бұл шығышлар бәлки көп кенә кешеләргә бір мотивация булыр. Менә гади генә бір кеше Ринат та, Фагыйлә Шакирова да, алар көтмәгәндә әллә кайдан килеп чыккан кешеләр шикелле. Чөнки журналистлар алар анда ничәдер анда 20 яшьтән язалар, ә блогерлар алар 30 яшьтә дә, 40 яшьтә дә, 50 яшьтә дә, 60 яшьтә дә блогер булып китергә мөмкиннәр. Шуңа күрә монда шикләр ачыла һәм бөтен кешегә вперед диясегенә кала. Рахмат. Рахмат. Ну что ж, теперь мы послушаем вас, Данил Сафаров. Вы у нас как раз по теме нетрадиционные пути развития традиционных СМИ. Еще раз вас представлю. Официально ведущий ТНВ Кадак, эксперт по медиа, владелец портала Матбугат.ру и Татпресса.ру. Пожалуйста, вам слово. Да, всем привет, всем добрый день. Продолжим. Чтобы вы понимали, да, как происходит, особенно для тех, кто живет за пределами Татарстана, какие газеты выходят, как все происходит. Да, вот сейчас выходит много газет на татарском языке, чтобы вы понимали, какие тиражи. Да, самые большие тиражи – это 40 тысяч экземпляров. Это газета «Ирек Майданы», «Акчарлак», чуть поменьше «Безнен Газет», «Сиражист», это частные газеты. Да. Если мы можем подозревать там какие-то государственные газеты, то, что есть административный ресурс какой-то, да, то как минимум есть 40 тысяч, да, человек, которые
как и прежде, подписываются на газеты. Кроме частных газет, Шахри Казан, Ватаным Татарстан, все выходит, да. Мы очень редко слышим, что какие-то газеты закрываются. Мы раньше думали, что вот с приходом телевидения закроется радио, оно не закрылось. Кто-то говорит, что я не смотрю телевизор, хотя мы знаем, что у всех он, телевизор, ну, у многих он стоит и как минимум играет фоном, да. То есть все как-то сосуществуют, все СМИ, все виды СМИ. Но тем временем общество, да, и медиапространство создает какие-то новые вызовы, вот в частности для издателей газет и журналов, к примеру, да, то есть, представляете, они раньше выпускали только газеты, а потом появилась интернет-версия, то есть нужны какие-то сотрудники, да, чтобы это все вести, потом появился вдруг ВКонтакте, потом появился Инстаграм, потом Телеграм, да, сейчас ТикТок, да, всех там. Я знаю, что государственных представителей государственных СМИ не заставляют, да, подталкивают, да, к тому, чтобы они создавали свои аккаунты в ТикТоке, да, со взглядом на будущее, скажем так. И журналисты зачастую не знают, как себя вести. Да, вот они на журфаке, да, всю жизнь обучались тому, как делать газетную статью, как ее сверстать, как выдать и так далее. И все мы, я тоже как бы, ну, журналист, газетчик, да, одной ногой старой формации, да, ну, мне 40 лет, с другой ногой, как бы, ну, вроде как представитель молодежи, да, вот. И все мы как-то переформатируемся на ходу просто. И это переформатирование, оно еще болезненно тем, вот мы опять-таки про монетизацию говорим, да, вот я знаю издателей, которые выпускают свои газеты бумажные, и они получают какие-то деньги за это, да, люди подписываются, получают по почте газету, и они получают какие-то деньги. Финансовая модель, бизнес-модель сложилась. Но в то же время им говорят: ребята, вы газета это вчерашний день, вы давайте Инстаграм свой начинайте. Они начинают Инстаграм, как-то ведут его, и они понимают, что на этом заработать невозможно, да, или трудно, или это не те деньги. И вот эти вот ломания себя, если можно так выразиться, да, они видны каждый раз. Журналисты не знают, да, как себя вести, куда вообще двигаться, куда бежать. Все понимают, что что-то в мире происходит, но куда бежать нам никто не сказал. Вот. И вот в таком состоянии мы часто находимся. И какие ошибки, да, возможно, это не ошибки, может быть, вы не согласитесь со мной. Да? Вот сейчас, если что-то происходит сегодня, да, какой-то позитив, негатив, какая-то новость случилась, я открываю у себя Инстаграм, и у всех одна и та же новость. И у Ватаным Татарстан, и Шахри Казан, и в нашем Матбугатруда, и Интертатта, Азатлыкта. И плюс еще добавляется к этим журналистам Татар Малай, Казак Мазак, еще куча русскоязычных аккаунтов, и у всех одно и то же. Да? Вроде бы мы не можем пройти мимо этих новостей, но в то же время мы теряем какое-то свое лицо. Да? То есть если раньше в газете мы как-то еще могли обыграть это заголовком, версткой, дизайном, цветом и так далее, то в соцсетях как-то, ну, жанр вроде бы как один, все примерно представляют, как это выдавать, и в итоге вот, мы теряем лицо. Вот наша цель, вот у нас Матбуат Рудиган, Инстаграм-аккаунт, почти 100 тысяч подписчиков. Наша цель иметь какое-то свое лицо, да, вот к этому мы стремимся. Что касается доверия и недоверия, да, вот сейчас как бы идут блогеры или агрегаторы какие-то и так далее, там телеграм-каналы анонимные, да, и момент такой, что как пользователь вообще получает информацию, да? Раньше говорили, что самые оперативные СМИ – это радио, да? Сегодня радио невозможно назвать оперативным СМИ. Радио нас может поймать где-то там в машине только или где-то там краем уха, да, мы что-то услышали. Сегодня самое оперативное, ну, если не СМИ, то средства коммуникации – это мессенджеры, да? Это WhatsApp, это Telegram, да? Ну, в первую очередь, самый популярный, наверное. Сначала поставьте себя на место обывателя. Да? Обыватель получает какую-то информацию у себя в группе в WhatsApp. Да? В группе может быть сидеть там группа одноклассников там, или друзей, там, собутыльника, я не знаю, там кого-то. Да? Вот. И первая информация его достигает так. То есть традиционные СМИ, они уже не могут конкурировать по оперативности. Да? Что мы можем, как представители традиционных СМИ? Мы можем давать какую-то точную информацию, да, какую-то развернутую информацию и так далее. Очень часто бывала картина, да, ну вот пример может быть не очень красивый, но очень показательный. Например, біздің татар милләтінде енді зур гына
жыршылар өлділер, да, певцы ушли в мир иной, например, там Хания Фархи, да, там пару лет назад. Сначала появляется информация, что Хания Фархи умерла. И эта информация, она обошла все WhatsApp-группы, везде, и все говорят, мы не верим, это фейк. После того, как эта информация появляется в традиционных СМИ, да, сразу говорят, о, Урнажан Натаблсон, оказывается, это не фейк. Да? То есть сегодня в любом случае роль журналиста, СМИ традиционных, она такая железобетонная, да, скажем так. То есть отделять фейк от не фейка. В любом случае журналист, он подходит более профессионально к проверке информации, да, как минимум 2 источника и так далее. Вот. Но в то же время журналист работает в такой агрессивной среде, что ему приходится конкурировать вот с блогерами, с пабликами, с анонимными телеграм-каналами и с соседкой, да, которая с мессенджера там что-то тебе отправила. Вот такая примерно сегодня картина. Так, у меня здесь небольшая как бы шпаргалка. Так, и еще буквально один момент, это источник информации, да, что происходит. Раньше журналисты являлись источниками информации, да, они выдавали новость, они создавали новость. Как это происходило? Например, какой-то читатель звонит в редакцию и говорит, у меня так-то, то-то произошло, журналист начинает это все распутывать, возможно, выезжает, делает какой-то репортаж, и в газете выходит информация, да, которая родилась в этой газете. Сегодня этого нет. Сегодня каждая организация, да, имеет свою или пресс-службу, или рассылку, или Инстаграм, или что-то. Каждый ньюсмейкер, да, скажем так, имеет свой канал, да, какой-то певец там, например. Сегодня певцы татарские, да, самые большие показатели около 500 000, да, 480-500 тысяч подписчиков. Как я уже сказал, самая большая газета, самая многотиражная газета 40 тысяч. То есть разница в 10 раз получается. Только что Татар Малай выступал, у него там, я не помню, там 160, что ли, 180, могу ошибаться, но больше 100 тысяч это точно. То есть вот один Татар Малай, и целая редакция работает на то, чтобы 40 тысяч тираж сделал. Да? Вот в такой вот ситуации сегодня строится вся работа. И получается так, что если раньше ньюсмейкеры ходили за журналистами и говорили, напишите о нас, пожалуйста, да, то сейчас ровным счетом наоборот все. Все журналисты, издатели, владельцы пабликов ждут, да, что же выдаст тот или иной ньюсмейкер. Все ждут. Ньюсмейкер что-то выдает, и мы видим, что в течение там, получаса во всех СМИ одно и то же. Да? Как там что-то у кого-то произошло. Вот примерно так оно сегодня строится. Куда это дальше пойдет? Я не знаю. Да? Мы все и издатели, и что-то созидатели, но в то же время мы еще и наблюдатели. Как вот Ремзиля Байтте, Сараулар Бикуб. Такой список, большой список вопросов я тоже могу написать, на которых у меня пока нет ответа. Так что давайте разбираться в этих вопросах все вместе. Спасибо за внимание. Так, благодарим, Данил, вас за такой тоже достаточно экспресс-обзор, что вообще происходит. Мне важно вот 3 таких, да, вот вывода для себя понять, и для наших тоже слушателей и зрителей. Это же, получается, реально конкуренция, то есть вы реально ее ощущаете, конкуренцию с блогерами, с теми, кто вот является лидерами мнения через свои аккаунты в соцсетях, то есть вы ощущаете это давление, то есть это вот на пятки наступают, тесно? Конкуренты вообще все. Да? Газете конкурент даже вот то, что написано там на уличной рекламе. Да? То есть я помню ситуацию, когда, к примеру, выпускались газеты государственные, и когда появились частные газеты, главные редакторы, да, скажем так, и выпускающие журналисты из госсми, они говорили, да ну, какие-то частные газеты, они нам не конкуренты, да? Ну что это? Они свои, мы свои. То есть 2 газеты, ориентированные на одного и того же читателя, они не считали друг друга конкурентом. Я считаю, что это очень недальновидно. Сегодня конкуренты все. Да, и телеграм-каналы, и паблики, и СМИ, и газеты, и журналы, и телевидение, радио, уличная какая-то, да, реклама, инфодоски какие-то. Все
так или иначе мы в конкуренции сегодня. Так, и теперь вопрос по поводу того, что Алсу Ханум говорила, да, нужно вызывать эмоцию. Вот традиционные СМИ, вы же по традиционными СМИ и порталы тоже в интернете, да, подразумеваете? То есть это как бы через запятую, правильно? Да, то, что Алсу Ханум сказала, в принципе, она рассказала все, что, ну, во многом оно известно, да, но тем не менее все равно полезно. Все, что она сказала, это правильно, это все эмоции. И вот я приведу вам один пример. Да. Я выезжал с мастер-классами по районам Татарстана, да, где выпускаются районные газеты, и они начинали свои инстаграмы. И, значит, я открываю их инстаграм, а там ноль комментариев, 0 комментариев, 0 комментариев. То есть постов много, а комментариев 0. То есть эмоций никаких не вызывает. И тут ситуация одна. Я такой смотрю, на одной фотке там 15 комментариев. Я такой думаю, нифига себе. Открываю, думаю, а в чем там прикол? Там просто стоит гаишная машина и кого-то тормозят. Оказывается, история в чем? Они зимой поставили фотографии и написали, на этой неделе на этой неделе прошел гаишный рейд. А фотография майская, где яблони все в цвету, прямо на этой фотографии. И там все, значит, 15 человек пишут, да вы что за фотографии, вы отстаете на полгода, поправьте часы, что за районная газета наша, да? То есть 15 критических комментариев. Я указал им на это, они, значит, начали краснеть, ой-ой-ой, ой, какая ошибка. Я говорю, что вы краснеете? Вы, говорю, радуйтесь, вам 15 человек вам написали комментарии, как минимум, я говорю, 15 человек неравнодушные остались. То есть вот Алсу Ханумнан да шығып, самая главная задача сейчас, да, у владельцев там пабликов, журналистов, это чтобы ваш читатель не остался равнодушным. Вот это самое главное. То есть положительный эффект, отрицательный эффект, но какое-то чувство, да? А не равнодушие вызывает, это исключительно какое-то чувство. Я думаю, так. Тогда роль именно национальных СМИ вот в этом аспекте. Мы говорим как такой общепотребительский, да, вот элемент, чтобы вызывали эмоции, а вот именно национальные татарские СМИ, вот как это сюда встраивается в эту конструкцию? Национальная тематика, она сегодня живет в агрессивной среде, да. На днях неожиданный человек для нашего форума, Харламов, да, из Comedy Club, сказал очень интересную фразу, которую я запомнил. Он сказал, мы живем во время информационного фастфуда. Да, я думаю, вы согласны. Информационный фастфуд, и мы должны среди информационного фастфуда втиснуть какую-то нашу информацию, которая не является фастфудом. У нас сайт Матбугат.ру, да, он такой немножко желтенький сайт, по большому счету, да, и нам говорят об этом, мы с этим соглашаемся. Я всегда говорю, ребят, чтобы дать какую-то одну серьезную статью, надо с двух сторон ее с фастфудом, да, обернуть. То есть тогда будет просмотр и серьезного материала тоже. Понятно. Так оно строится сегодня. Понятно. Может быть, у нас есть какие-то другие модели. Вот, собственно, сейчас хотелось бы ваши выводы, вот как раз, они такие, знаете, как открытые тезисы, да, пожалуйста, на татарский, если вас не затруднит, тоже перевести, и мы ждем Радика Басыровича Амирова в заключении нашего пленарного заседания, как раз вот эти моменты, доминанту сделаем, кульминацию. Спасибо большое вам за выступление, благодарим. Бекзур Рахман, Данил Сафаров. Вы на татарском сможете, да, вот то, что вы сказали? Я думаю, что все поняли, по большому счету. Мен де қабатланып тұрмын. Шында ки мына шахси журналистика, қағаз журналистикасы һәм интернет журналистика арасында инде бір тарқалашу бара. Қайда нәрсә бирергә, алга таба кая барабыз һәм бүгенге көндә журналистлар, мен күзәтүем буенча әйтәм аны, бераз гына кая барыйк дигән бер шик-шөбһә алдында басып торалар. Һәм менә төрле яклап карасак, эшләсәк, шушындай форумнар булса, төрле фикерле кешеләрне тыңласак, бәлки менә бу юллар ачылыр дип. Ахмат. Итак, наше пленарное заседание к кульминации. Мы не в тайминге, просим прощения, но вот, собственно, сейчас замыкает наше кольцо докладов Радик Басырович Амиров, журналист-международник, главный советник по работе с членами группы стратегического видения России «Исламский мир». Вот, пожалуйста, Радик Эфенди, вы с нами, вы нас слышите, мы приглашаем вас в эфир. Да, меня слышно, да? Да, великолепно, да. Ваша тема. Вот, да, такая. Валейкум ассалам. Кадерлі милләт дусларыбыз. Во-первых, хочу поздравить с победой Рубина над Арсеналом 3-1. Хочу поздравить с победой Акбарса 5-3.
это казанские команды, правда, там татар 1 или 2, может быть, там кто-то еще работает, но это лицо Казани, лицо Татарстана. Мы будем болеть за них. К футболу и к спорту это отношение не имеет, прошу вас понять правильно. Если есть, сказать, какая команда из футбольная, баскетбольная из Казани, то мы за него болеем, потому что мы татары, хотя я фанат ЦСКА. По поводу традиционных и нетрадиционных СМИ, я не очень какое-то время назад с доверием относился к блогерам, к инстаграмщикам, поскольку я всю жизнь проработал, больше 30 лет, боже мой, я дожил до этого, больше 30 лет в традиционных СМИ, и меня эти вот эти инстаграмщики вызывали такое раздражение, знаете, там рука чесалась. А потом я понял, что это новые веяния, и с ними приходится считаться. Вот Данил Сафаров правильно сказал, тут целая контора пашет, да, а тут 40 тысяч. А тут один блогер и 6 миллионов. Считаться с этими 6 миллионами? Конечно, считаться. А как? А вот это вопрос другой. Новая информация и новая подача информации. Опять же, вот Данил Сафаров очень правильно отметил. Доверие все-таки пока еще к традиционным СМИ, к государственным, к частным, но к традиционным СМИ. Блогер может написать, что ему показалось. Блогер может написать, что ему там кажется. А потом блогер может сказать: слушайте, ребята, а я тут ошибся, а я ошиблась, извините, но этого никто не заметит никогда. Это уже будет потом. Поэтому новые такое переращение средств массовой информации, как блогерство, как инстаграмщики, это нормальные веяния. И то, что сейчас закрываются газеты бумажного вида, вы знаете, это абсолютно ничего такого страшного нет. Они свое изжили. И люди из старшего поколения научились пользоваться гаджетами, компьютерами, телефонами и читают те же самые районные городские газеты абсолютно спокойно на своих носителях. Им не нужно для этого заглядывать в почтовый ящик. И не стоит обижаться. Поколение сменилось, пришли новые технологии. И очень приятно, что это не вызывает такого зуда или какого-то такого раздражения. Конечно же, может быть, для нас непривычно, да, но я не знаю, я не помню, когда я последний раз брал газеты. Ну, например. Потому что интернет, он более оперативен. Опять же, вот Данил Сафаров сказал, что раньше радио было интересно, ну, таким первым, да, он считался носителем информации. Сейчас нет. Я включаю свой радиокарнавал на своей Мазде, и мне приятно слушать музыку и какие-то новости. Я буду очень краток, я не буду вас заставить, потому что мы уже и так опаздываем. Я на час поздно вышел. Это не очень хорошо, потому что мы договорились. Мне просто отняли мое время, да? Потому что выступали по 20-30 минут, это очень плохо. Извините меня, коллеги, за столь такую критику. Если мы даем всем время по 5 минут, то мы даем время всем. Потому что на исходе 3-го часа я уже выступать не то, что я устал. Ребята мои, вы, коллеги, устали. Это просто, не очень корректно к отношению ко всем выступающим. Поэтому модератору пожелание просто вот сечь время и сказать: мы вас отключаем. Обижаешься, если не обижаешься, мы тебя отключаем. Потому что третий час заканчивается, и это такая видеоконференция. Я уже попил чаю, я уже посмотрел футбол, порадовался за Казань опять же. Поэтому давайте регламент четко выдерживать. Что касается, да, Рамзиль очень классно сказал про своего Дудя, да. Татары, они ничего не делают, они своих звезд не вкладывают ни копейки. Вот ни копейки не вкладывают. Тот Татар Малай сказал, что он не будет выступать на мероприятиях. Почему? Вы что? Вы что? Вы зачем так говорите? Это вы что? Вы звезда татарского народа. И когда вы выходите на другой уровень, вы не звезда татарского народа, вы звезда всего общества. Вы за это должны получать бабло. Это ваш гонорар, это ваши мозги, это ваш труд, интеллектуальный труд, который вы должны монетизировать и не стесняться. Почему? Потому что на вас лежит ответственность всего народа и все наши журналистские братья на вас внимание обращают, а вы говорите: а я не буду. Ну окей, тогда будут другие люди вместо вас. Если вы стесняетесь зарабатывать деньги, ребята, это
ну, я не знаю что. А мы говорим о каком-то засилии против татар, это. А мы не будем выступать. Меня приглашают, а я не пойду. Ну почему? Почему? Вы признанный инстаблогер. Чего вы боитесь? Бабло зарабатывать? Или деньги зарабатывать? Почему? Ну, мне странно, правда, мне странно. То, что вот с Урала говорили ребята, типа вот никто сегодня общественными организациями заниматься не будет. Если вы там один получаете зарплату, другие, ну так будут работать, на пень-колоду, понимаете? Это правда так. Никто сегодня на альтруизм заниматься не будет, никто заниматься не будет общественной деятельностью. Ну так я напишу в свободное время, а в основное я время буду зарабатывать. И очень хочется сказать, может быть, неприятные вещи в сторону Казани. К сожалению, вот мы, татарские журналисты, татарские журналисты, да, работающие в Москве, проходим мимо, а те, кто живет в Казани, не проходят мимо. Может быть, неприятно об этом говорить. Может быть, неприятно об этом говорить. Но когда я как-то сказал в Кремле, в Казанском, когда мне дадут благодарность или хотя бы звание заслуженного деятеля культуры Татарстана, мне было сказано, а ты казанский. Вот был бы ты казанский, работал бы на Казань, вот тогда бы мы тебя дали. А так подождите до 70 лет. Спасибо, ребята, мне ваша вот эта подачка не нужна. Наш известный писатель Шамиль Идиатуллин, корреспондент, руководитель отдела в «Коммерсанте», выступает у Урганта на Первом канале за свою книгу, за фэнтези. Его все признают, что это фэнтези, его книга. За последние 10 лет это самое лучшее фэнтези. Чем он награжден от Татарстана? Чем он награжден? Он выступает у Урганта, а ему говорят, не, ты татарин там в Москве сидишь, а мы тут в Казани живем, мы чистые, мы такие рафинированные татары. Вы когда-нибудь обратите на нас внимание. Я звоню Василию Шахразиеву в ВКТ, хочу с ним встретиться. Я, который работал до недавнего времени в РИА Новости. Несколько раз звонил. Мне говорят, а мы его мобильный никому не даем, а мы ему передадим. А он у Миниханова, а он у Шаймиева. 4 раза или 5. Я потом сказал, привет ему передайте. И вы тоже, участники, пожалуйста, привет передайте Всемирному конгрессу татар, который живет в своем углу, в своем соусе. И то, что здесь у нас федеральные журналисты, я просто назову. Шамиль Идиатуллин, Тимур Серазиев, Первый канал. Как-то отмечены какими-нибудь благодарностями? Ничем. Вы что? А потом мы говорим, а у нас татар мало. Татарлар быть картмеляр. Куда картмеляр? Вкладывайте деньги в своих ребят. Пожалуйста, это большая просьба. И большой привет Шахразиеву. Юра Зайнашев из того же агентства «Взгляд». Но нас почему-то не замечают. Не знаю почему. У меня есть благодарности от еврейских организаций, от кавказских организаций, от Духовного управления мусульман Татарстана. Но светская Казань меня не замечает. Почему? Я 14 лет проработал в РИА Новости, я делал кучу видеомостов с Казанью. Такого никто не делал. Я выпустил книги. Вот тут сидит Тимур Рахматуллин. Мы с ним выступали в Тель-Авиве с Тимуром Рахматуллиным в нашем посольстве России и говорили о татарах. Мы летали за свои деньги, и мы жили за свои деньги. Но мы продвигали своих. Я проводил сабантуи в Тель-Авиве. И мне говорят, а зачем ты это делаешь? Ну, наверное, для татар. Я сделал сабантуй, который набрал большое количество публикаций в центральных федеральных СМИ. И последнее, я просто не буду нагнетать обстановку. Сегодня у меня очередной проект. Это дом Карима Хакимова, нашего легендарного дипломата, который родился и вырос в Башкирии. Мы выкупили дом, я продал свою квартиру, я купил свой дом Карима Хакимова вместе с товарищами в Оренбурге.
Я являюсь председателем Конгресса татар Оренбургской области. Но, скорее всего, я оттуда буду уходить из этого Конгресса. Потому что помимо чаепитий, пирогов, шакшагов и сабантуев, больше они ничего не делают. Не хочу в этом сабантуе участвовать. У меня свой проект. Посмотрите, пожалуйста. Было бы полезно. И еще маленькая ремарка. Давайте вот в таких вещах, в таких форумах приглашать не татар. Давайте приглашать украинцев, давайте приглашать евреев, давайте приглашать русских. Давайте пригласим Александра Куприянова, біздің малайына медиа школада шли, высшая школа экономики, да, білмейсіздер. Давайте пригласим. Біздің малай Александр Куприянов. Да уж, не Нигматуллин, не Файзуллин. Но он наш, он готов. Давайте приглашать Камиля Ларина, нашего актера, который очень плохо говорит по-татарски, но он Камиль Ларин. Он готов. Иначе мы потеряем этих ребят, как мы потеряли Алину Закитову. У меня все, извините, если так было экспрессивно, но вот то, что накипело. Так, Радик Басырович, вы нас, это называется, всколыхнули. Москва, столица, Кремль, татары в Москве – это определенная сила, определенная энергия. И, конечно, здесь, знаете, благодаря именно вот этому формату, диджитал-формату и возможности прямого такого эфира, как бы, собственно, мы ради этого и собрались, чтобы честно, искренне сказать вообще, что происходит. Поэтому, да, цензура и так далее, но если мы не будем и эти вопросы затрагивать, а как мы будем развиваться? По сути, вы как раз и замыкаете наше пленарное заседание, потому что вот эти вопросы, которые Рамзиль Халилович, да, Абы нам поставил в самом начале, и вот на протяжении всего этого, как вот мы тут общественники, вот тянем это. Я как тоже общественник всегда вижу своих с точки зрения, которые волонтерят и так далее, но тоже с возрастом понимаю, что любое дело, мы в материальном мире живем, и поэтому, собственно, надо учиться это, чтобы как это радость, удовольствие, особенно наша национальная вот эта вот гордость, она как бы и в этом ничего плохого нет, монетизировалась. Вот, давайте тогда сейчас объявим такие основные тезисы. Можно я еще скажу очень коротко? Можно очень коротко скажу по поводу блогерства? Я забыл сказать. Я 5 лет вел на Фейсбуке свою страничку, но сейчас тоже веду, но тогда было две такие вещи. Значит, я звался «Лучший татарин мира России сегодня», в это все поверили. То есть вот это блогерство, видимо, что оно как-то сказалось. Я везде писал, что я лучший татарин мира России сегодня. А вторая у меня была тема, это мне говорили, что я похож на Шона Пенна, я взял фотографии Шона Пенна и Мадонны. И я говорил, что у меня роман с Мадонной в свое время было. Я дописался до такой степени, что вот в эту тему тоже поверили, это о силе блогерства, да, что один муфти мне сказал: Радик Абай, хватит писать про свои похождения с Мадонной, пиши про нас, про татар, про мусульман. То есть вот это блогерство, оно все-таки имеет силу как в мозги, да, туда. Я просто стебался. Я сказал, что я возил Мадонну в Оренбург, в свою деревню. Мне заммуфти один говорит: слушай, а не Саша Мадонна, мы там Герлада написано, гармония. То есть вот эта сила блогерства, сила постоянного вот вдалбливания в голову, это все-таки имеет большую силу, в отличие от традиционных СМИ. Итак, у меня все, извините. Да, благодарим, Радик Эфенди. Значит, мы сейчас закрываем пленарное заседание, доклады, выступления закончились, и переходим как раз ради вообще, чего мы здесь все собрались, начиная с 3 часов почти до 6. Это герои, на самом деле. Уже стемнело у нас в Санкт-Петербурге, рано теперь темнеет. Мы начинаем к дискурсу. В нашем дискурсе участвует достаточно мощная такая команда со всего мира, поэтому я себе позволила в самом начале, когда Ринат Накифович делал вот это официальное открытие, что сказать, это событие в том числе и для татар мира нашего, вот, и по линии Всемирного конгресса татар, потому что они нам, Радик Эфенди, помогают, они наши крылья, поэтому здесь как бы, может быть, там есть свои ситуации, у нас вот такая вот с ними история сложилась, и в этом плане патронаж и полпредства Республики Татарстан, Санкт-Петербург, Ленинградской области, и Всемирный конгресс татар от нас, от нашего портала и от меня лично, им Биг Зурахмат, они с нами, они, собственно, нас поддерживают.
поддерживает в этом плане. Вот за что купил, за то и продаю, собственно. Это вот первое. И нашу сессию именно по дискурсу будет открывать обозреватель интернет-газеты «Реальное время» Тимур Рахматуллин, про который только что сказал Радик Эфенди, чтобы вместе были. А здесь каждому участнику вот будет выделено по 3 минутки. Это такой, знаете, блиц-опрос. Те выводы, которые сейчас каждый из вас сделал, когда мы слушали пленарку, чтобы мы потом общую такую резолюцию, уже грант, да, такой вот вывод, несколько тезисов выработали. Итак, Тимур, вы с нами? Присоединяйтесь, пожалуйста. Слушаем вас. Меня слышно? Да, рада приветствовать вас. Замечательно. Сам Хорматле Дуслар. Ну, вообще, мне, конечно, здесь несколько выводов, несколько каких-то тезисов в голове назрело, а то послушал всех спикеров. Действительно, конечно, немножко затянулся, поэтому я постараюсь не отнимать ваше время, несколько кратко изложить свои мысли. Вообще, вот очень много тут говорят, звучит такая фраза, как «татарские СМИ». Вот, но что вот под этим подразумевает, до сих пор не могу понять. То ли это СМИ, которые пишут на татарском, то ли это то, что пишут о татарах, то ли это то, что пишут татары, то ли это то, что пишут о Татарстане, сами татары. Вот. Поэтому как-то, не знаю, тут какие-то понятия надо как-то больше определиться, что ли, как говорил Сократ. Вот. Что касается трендов, обратил внимание, что вот и несколько спикеров уже об этом тоже сообщили, что сейчас больше идет формат в онлайн. Я касаюсь именно СМИ. Естественно, наша сегодняшняя конференция тому яркий пример. Вот. Но что касается работы СМИ, да, действительно, мы уходим сейчас в онлайн формат, и уже очень много интервью, очень много там и конференций, очень много там, комментариев, и мы уже берем онлайн, уже не ходим уже ножками. И вот пандемия коронавируса, которая в этом году разгорелась, просто к этому постигнула. К этому, конечно, и так уже все шли. Вот, и уже лет 10 уже многие так и берут интервью. Вот, понятно, что интервью по телефону или онлайн это не то же самое, что офлайн, тем не менее, к этому сейчас все идет. Вот, один из медиатрендов, который еще вот сегодня почему-то практически не упомянули, он так как скользко звучал, но почему-то его как-то старательно обходит стороной или его не достают ему почему-то внимания, это телеграм-каналы. Это действительно недооцененный ресурс, вот, но очень влиятельный, и считаю, что он только будет расширяться его влияние. Вот. Еще недооцененная, скажем так, вещь – это вики-пространство. Вот, Викимедиа, Викиньюз, вот это вся это семейство вики, в том числе Википедия. Вот. Причем у нас в Татарстане, например, есть Фархат Фатхуллин, который ведет непосредственно татарский вот вики-пространство. В принципе, парень очень такой адекватный, очень такой разносторонне развитый, он полиглот, там, не знаю, там, десятков языков точно знает, как минимум 5 точно. Вот. И, в принципе, вот на эту вещь тоже надо обращать больше внимания. Вот. Сегодня еще прозвучало, ну, вообще очень часто обратил внимание, вот, касаясь именно национальных тем, очень часто звучит слово «манкурт». Сегодня от Ремзилябы тоже это слово слышал. Вот мне, конечно, это слово очень режет по уху, потому что это слово цепляет как ярлык, вешает на всех. Человек разговаривает по-русски — манкурт. Ну, большинство для отдельных национальных кадров будем манкуртами. Или человек, например, уехал со своего муслимского района в Москву — манкурт. Человек там женился на русском — манкурт. Там, или вышел замуж за башкира — манкурт. Вот, ну, не знаю, Чингис Айтматов, который впервые ввел это слово в известном произведении, вот, кстати, сам наполовину татарин, да, вот, он, наверное, переворачивается в гробу, там, не знаю, в могиле после каждого упоминания этого слова, причем настолько оно уже употребляется очень часто. Ну, или человек, например, там, не знает свою религию, опять же, манкурт, а человек просто, ну, как меньше, как не контактировал особо с мусульманами, например, да, ну, он манкурт. Вот. Я хотел еще рассказать про работу касательно реального времени, вот относительно национальной тематики, но я уже не хочу просто отнимать ваше времени, поэтому если какие-то вопросы возникнут, то, пожалуйста, задавайте. Если нет, то я просто передам уже слово следующему спикеру. Спасибо. Так, ну что ж, Тимур,
благодарим. Собственно, я записала, да, то есть это потом, чтобы вывести. По сути, ну, как бы критика, да, вот в адрес самих себя татар, это какая-то такая наша национальная черта, вот, да. А по поводу трендов, по поводу именно телеграм-канала, да, и Вики, вот этого пространства, вот все, что связано с этой экосистемой, даже вот, ну, как бы заронили такое зерно, чтобы взять интервью, ну, как бы и вообще популяризировать эту тему, чтобы побольше вот там появлялось контента, связанного с нашими, как раз и татарскими нашими... Ну, кстати, Катифа, извините, что перебиваю, кстати, насчет вики-пространства, да, вот я вот сегодня упоминал тут, пару минут назад Фархата Фатхуллина, а вы знаете, что многие не знают, что 2 года назад он как раз воевал, он был признан лучшим викимедистом года, вот там глава это в Википедии, забыл его имя, даже его награждал, как раз это наш татарский парень был, по сути, Фархат Фатхуллин. Но почему-то об этом вот там единственное, там пару раз там несколько СМИ написали, мы с ними интервью, конечно, сделали, вот и все, и забыли о нем. Но, казалось бы, это наш вот парень, который такая международная известность, скажем так, в узких кругах, узкопрофильном. Тем не менее, мы почему-то об этом как-то забываем. Вот, извините. Да, вот, собственно, ну, как бы вы нам помогли сейчас с другого ракурса посмотреть на расширение вот этой коммуникации с, будем так говорить, с потребителем контента через вот такие, да, вот уже достаточно мощные средства коммуникации. Ну что ж, теперь следующее слово, у нас такой будет сейчас блиц-опрос, да, я передаю нашему следующему участнику, эксперту, Рамзиян Варовна Кашапова, заместитель главного редактора журнала на татарском языке «Сюмбике». И, конечно же, здесь вот женский взор, женская интуиция, и мы делали с Рамзией Ханум хорошее интервью, и много интересного лично я для себя подчеркнула. Ну вот ваше мнение по итогам пленарки и пленарного заседания, и то, что уже сейчас уже Тимур, и ваши выводы. Вы с нами, Рамзия Ханум? Да, меня слышно? Да, отлично, приветствуем вас, рады вас видеть. Хайрлы кич, исәнмесез. Мин тыңлап отырам, бер кайда селкенмичә, иногда, правда, выключаю экран, если нужно будет просто отойти попить воды. Хочу вам сказать, в принципе, во-первых, я хочу поблагодарить. Спасибо. Спасибо за приглашение, спасибо за такую интересную тему. Но, вы знаете, еще вчера, когда мы делали техническое подключение, когда нам предлагалось поставить задник, я сразу сказала, что вряд ли у меня это получится, и обещала поставить нейтральный себе задник. А потом я пришла к выводу, что не буду я делать ничего нейтрального, и если вы обратили внимание, за моей спиной это моя родословная. Мы немножко отошли от темы. В каком плане? В плане того, что национальные СМИ – это прежде всего просвещение. Просвещение, наше наследие, наша культура. И мне очень хочется, и чтобы еще было качество. Да, безусловно, очень хорошо. Вы знаете, вот я недавно говорила в своей подруге, да, интернет хорошо, социальные сети великолепно. Я прекрасно понимаю, вернее, открываю телефон и вижу, моя подруга сегодня собирает яблоки, вчера она пекла пироги, я прогуляла шахи. И вы знаете, даже у меня отпадает, в принципе, как говорится, потребность в том, чтобы позвонить ей и спросить: здравствуй, чем ты занимаешься? В принципе, я знаю, чем она занимается. Я знаю, чем занимается каждый, потому что вот эту возможность нам дали социальные сети. Но, к сожалению, я хочу вам сказать одну вещь. Очень хромает качество. Я бы очень хотела пожелать нашим блогерам знаменитым, на сегодняшний день, в общем-то, можно сказать, популярным, пожалуйста, делайте ваши, я не знаю, сети, ваши блоги, ваши новости, ваш контент качественным. Вот я очень хочу, чтобы это было качество. Особенно, если это будет касаться нашей культуры, нашего наследия, нашей истории. Почему? Потому что чаще всего, в общем-то, действительно, вот и предыдущие ораторы сказали, что все равно, сами понимаете, государственные СМИ, в том числе настоящая классическая журналистика, она имеет большой опыт, большой авторитет, и действительно, на сегодняшний день так получается, что именно классическая журналистика, в общем-то, является, скажем так,
самой правдоподобной информацией на сегодняшний день. По поводу того, что нет сейчас авторских хороших материалов. В данном случае я тут хочу похвалиться по поводу нашего издания. У нас всегда есть авторские материалы, мы всегда выезжаем на места. У нас до сих пор приходят письма, самые настоящие советские письма, когда писали на бумаге, просили о чем-то, жаловались или делились своей радостью. Вот это вот у нас до сих пор сохранилось, как ни странно, помимо электронных писем, в том числе и обращений. Вот. И что я вам хочу сказать, буквально 2 слова еще. Дело в том, что вот мы, являясь таким довольно-таки авторитетным изданием, наш журнал начал выходить в 1913 году, еще до революции. Примерно тогда, когда вот появилась на свет газета «Нур». Я вам хочу сказать одну вещь. Мы не просто журналисты, мы не просто издание, мы не просто издание, которое, в принципе, выходит только на татарском языке, и речь идет о жизни нашей нации, от нашей культуры и так далее. Но мы еще действительно занимаемся общественной деятельностью. Вот замечательная общественная организация «Калфак» – это наше детище, если кто не знает. Поэтому хотелось бы пожелать еще раз почаще встречаться, быть востребованными и быть качественно востребованными. Вот пока у меня все. Спасибо. Такой вот небольшой вопрос уточнения, ремарка. Рамзия Ханум, скажите, а вот спрашивают, а что такое качество? Вот в чем именно? Потому что даже 2 спикера, и Ренат, и Тимур спросили, а именно качество? Вот расшифруйте вот в вашей орбите координат, вот что такое качество? Что плохое? Угу. Да, если пишется какой-то интерес... Вы знаете, вот и Дамир, мне понравилось, что он честно признался, что чаще всего у нас все уходит сейчас в желтизну. Вот что такое качество для нас? Это прежде всего в нашей журналистике, в журналистике журнала «Сюймбике», это целомудрие, это социальная защита, это настоящая журналистика, глубокий материал. Если это качество, это значит мы, если пишем материал, если мы выезжаем куда-то на места, но мы доходим до сути. Мы открываем всю тему, всю проблему или всю радость, или вообще в принципе, я вам хочу сказать, что такое качественная журналистика. Это прежде всего журналистика, которая раскрывается вся, от и до. Как преподавали на журфаке в свое время, в советский период, как нам рассказывали, что журналист должен быть, в принципе, человеком, специалистом во всех областях. Понимаете? Он должен быть и медиком, и доктором, он должен быть и писателем, и поэтом, и так далее, и так далее. Вот это вот настоящая качественная журналистика. Когда мы... Что я хочу вам еще сказать? Очень много материалов у нас берут с нашего журнала и размещают у себя на порталах, на сайтах и так далее. И не указывают, что это материал журнала «Сюймбике». Нам очень обидно, потому что это серьезная работа автора, серьезная работа журналиста. Понимаете? Что такое качественная журналистика? Это прежде всего это правда. Понимаете? Я считаю, что прежде всего должна быть правда. Журналистика должна быть литературной, красивой, на красивом татарском языке. Я имею в виду сейчас нашу татарскую журналистику. Мы не должны упрощать язык, потому что если мы начнем его упрощать, нас будет ожидать та же ситуация, что и происходит сегодня с русским языком. Мы не можем уходить в упрощенность. Мы не имеем права. Мы тогда потеряем и литературу, и все остальное. Да, это сложно, это сложно. Сложно читать на настоящем истинном татарском языке. И тем не менее, я хочу сказать, что в нашем журнале прежде всего присутствует целомудрие. В нашем журнале прежде всего присутствует настоящая жизнь. В нашем журнале присутствует культура, в нашем журнале присутствует наше наследие. И очень хочется, чтобы в нашем журнале присутствовало наше будущее. Вот так. Алла Берса,
Аминь. Благодарим, да, благодарим, Музия Ханум. Ну что ж, с нами, если на связи, то сейчас передаем слово. Это человек, который вот такая первая, будем говорить, первая ласточка в формате, что он не татарин, не мусульманин. Это человек, который является иностранцем, он здесь учится, аспирант СПбГУ философского факультета, представитель Международной ассоциации интеграционного сотрудничества. Тим Тренделькамп. Вы с нами? Скажите, пожалуйста, если с нами, то мы вас, собственно, хотели бы услышать и ваше мнение, впечатление. Да, я на связи. Отлично. Приветствуем вас. Как вам в целом вот наше такое, будем говорить, и пленарное заседание, и медиафорум, ваши впечатления, потому что человек вы из другой культуры, других традиций. Что вы можете сказать? И есть ли схожесть, собственно, с теми ситуациями, которые у вас происходят в ваших национальных СМИ в Германии? Да. Ну, во-первых, приветствую всех. Я очень рад иметь возможность принять участие в вашем медиафоруме. Мне это очень интересно. Я немец, но я много лет, вообще 6 лет я жил в КНР, Китайская Народная Республика, закончил магистратуру в Пекинском университете. И тут причин для того, что я учусь в России, это тоже такой, скажем, евразийский интерес. Мне интересна Россия тоже как пространство, которое находится между Китаем как Восток и Германия как Запад. И Татарстан именно здесь, в России, это такая очень евразийский регион, поэтому Татарстан мне чрезмерно интересно. Я имею опыт в области работы с СМИ и медиа. В основном из-за моего сотрудничества или моя поддержка Корейская Народная Демократическая Республика, КНДР. Я являюсь тоже участником группы для солидарности с КНДР, она находится в Москве. И мы там тоже делаем много медиа работы, где мы хотим помочь КНДР и распространять информацию про КНДР. Поэтому я хотел сказать некоторые слова в этом перспективе. Прошу прощения, если мой русский не очень нормативный, я стараюсь очень. Что я хотел сказать? Два момента. Первый момент – это самобытность. Как я услышал во многих докладах в нашем конференции сегодня, для татарский народ или татарские люди сохранить свою национальную самобытность или национальные характеристики в каждый день более и более глобализированном мире. При глобализации это очень важная задача. Сохранить свою собственную идентичность и культуру. И это тоже в КНДР очень важный момент. В КНДР тоже очень важно сохранить народную культуру. И это первый момент, который я заметил. Мы тоже в нашем медиаработе очень стараемся против такой основный поток, да, который происходит в мире, сделать что-нибудь, чтобы помочь корейским народам сохранить свою самобытность. И мне очень нравится, что у татарским народам, как я сегодня слышал, тоже есть такое сознание, что вы не хотите отказаться от своего языка, от своих традиций, и это мне очень нравится. Второй момент – это именно ислам. Я слышал, что в татарском народе не только ислам, но КНДР очень много взаимодействует в положительном смысле с исламским миром. Сейчас здесь мы можем говорить о Сирии, да, Сирийская Народная Республика, о Иран, Пакистан, наверное, например. И поэтому здесь это тоже такой момент, который мне уже знаком. Такой, скажем, я сейчас говорю о такие общие опыты, которые я имею и вы имеете. И да, это я тоже уже столкнулся с этим, когда я работал с КНДР. И да, это два момента, которые, я думаю, что общие между нами.
Вот, это то, что это мои мысли, сегодня мои основные мысли, мой опыт в работе с СМИ. Да, конечно, для вас работа, у вас нет санкций, да, мы работаем с КНДР, и там очень много санкций. Соединенные Штаты постоянно блокируют наши аккаунты на YouTube, например. Раньше мы каждую неделю создали новый аккаунт на Google, на YouTube, и нас постоянно блокируют. Поэтому, пожалуйста, цените ваши возможности. Я только хочу сказать. Цените, что вас не санкционируют и блокируют. И работайте, и делайте многие добрые дела. Для вас очень интересные и замечательные, и очень, да, добрый, как я сейчас сегодня вижу, и умный народ. Да, спасибо. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Ну что ж, Тим, благодарим за такой достаточно объемный тоже ответ и ваши рекомендации. Записал, мы потом это все подытожим. Татарский язык-то будете учить? В Татарстане были? Планируете поездку? Ну, это уж такой небольшой элемент. Как вы по роли своей? Да, конечно, я совсем очень, как я уже сказал, например, у нас я студент, аспирант в СПбГУ, и там у нас во двор есть память для, если я правильно помню, для Гумилев. Да. И это у нас там в университете есть. И в общем, мне вот этот евразийский момент очень интересно. Мне тоже, я уже в Китае, был в Западном Китае, и там есть называется Туркестан, но китайцы любят сказать Синьцзян, но в общем там есть уйгуры. И когда я вот здесь был в вашем конференции, я слышал ваш язык и смотрел на ваше лицо, я чувствовал немного, это немного похоже на то, что я видел в Западном Китае. Поэтому вот это все, это вот евразийский момент, это мне очень интересно. Поэтому да, я очень хотел увидеть Республику Татарстан. Все говорят, что Казань – это замечательный город. Да, конечно. Благодарим. Приезжайте к нам в гости, как закончится пандемия. Вот, видите, вас уже приглашают, так что ловите момент, Тим. Ну что ж, а теперь я приглашаю к слову вот выводы нашего аксакала, нашего тоже патрона Кия Мустакимовича Курмакаева. Он у нас член правления Альянса татар Европы, бизнесмен, меценат и, конечно, организатор культурно-просветительских мероприятий, связанных с историей культуры России и Татарстана в Европе. Это наш флагман там, в Чехословакии, Праге. Вы с нами, Кия Мабы? Слышите нас? Не знаю, звук есть или нет? Да, отлично. Вы, как всегда, великолепные. Ваш патриотизм – это просто всегда дополнительная радость вас созерцать. Ну что ж, ваши выводы, что вы увидели, услышали с позиции пленарного заседания, и вот уже несколько спикеров дискурса высказали. Ваше мнение экспертное. Будьте любезны. Миссис Бигзор Ахмед, что вы так вот собрались, и я очень рад, что все это началось опять-таки из Питера, из Санкт-Петербурга, новое начало. Дай Аллах, чтобы все это продолжилось, и ваше начало, вот начинание выросло в итоге в большие международные конференции, которые поднимают ту тему, которую вы сегодня задали. Мы все понимаем, что журналисты, СМИ – это четвертая власть после законодательной, исполнительной, судебной, и какую роль они должны, по крайней мере, играть в жизни общества, в жизни социума. К сожалению, эта роль была очень-очень, так скажем, сейчас уже понижена до нуля, если не говорить, что об отрицательной величине, потому что очень много писалось неправды, очень много пишется, продолжается писать, и так скажем, это не очень приятно. А сегодня вы задали такой тон, я считаю, что опять-таки так бы хотелось, чтобы опять-таки, что во главе стояли татары. Нам есть чем гордиться на сегодня субъект Татарстан, один из передовых субъектов Российской Федерации, выделяется со всех сторон, как по экономике, так и по социальной жизни и так далее. И
Так бы хотелось, чтобы опять-таки появился такой тренд, как сейчас вот в простонародье говорят армянское радио, а чтобы говорили татарские СМИ. То бишь, это о чем говорить? Если татарские газеты пишут, татарские СМИ пишут, это значит гарантированно, что это правда, гарантированно, что это интересно будет, что они освещают только самые злободневные вопросы, темы коррупции, которые, так скажем, сейчас очень нуждаются в освещении, а пишут только общие, а без субъектов, как говорится так. Это темы народовластия, темы свободы, честные выборы. Поэтому дай Бог, чтобы при помощи вот вашего начинания вокруг вас объединились не только блогеры татарские, татарстанские и вокруг, как мы сегодня услышали от Тима, немца, так скажем, у них есть чему учиться в Европе, так скажем, все равно эти институты развиты более лучше, чем у нас. Мы бы хотели очень сильно, чтобы вот все началось опять-таки с татарских этих. У нас есть чем гордиться, у нас очень сильные журналисты. Спасибо большое Ремзиль Абы, он задал такой тон, такое хорошее начало, и ответы, и вопросы. Вот. Ну и я очень рад, что организаторами выступили вы, питерцы, представительство Татарстана. Я думаю, что много зависело и от нашего уважаемого представителя, которым повезло, питерским, что такой у нас появился представитель Татарстана в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, а сейчас расширением полномочий уже и на ближайшие области, субъекты. Вот. Ну, а так, в качестве вопросов, я не знаю, сейчас задавать или что я писал в чате, никто не ответил. Я бы хотел вот пожелание такое выразить, чтобы Ремзиль Абы там как-то довели до властей Татарстана. Это полезно будет не только татарам, считаю, но на встречах с президентом Татарстана, когда он бывает у нас в Европе. Мы часто, он постоянно встречается, ни одна встреча, ни одна поездка не обходится без встречи с общественностью татарами. Я несколько раз задавал этот вопрос, правда, что-то чего-то уже внедряется. Например, тот же канал ТНВ, нам бы очень хотелось видеть, чтобы этот канал стал у нас общереспубликанским, но федеральным на уровне Первого канала, как на втором месте, к примеру, и чтобы он не ловился со спутника. Это, во-первых, не для всех, так скажем, платно, а во-вторых, нужно покупать дорогостоящую аппаратуру. В-третьих, надо вот, не каждая тарелка ловит. Я вот начинал с тарелки 2-метровой здесь, в Чехии, да. Ну, ясно, сейчас хорошо, что есть уже все, можно смотреть весь канал у себя в телефоне, да. А не каждый житель имеет iPhone или хороший телефон, хорошей разрешимостью, чтобы можно было смотреть эти передачи. Поэтому я считаю, что есть стопроцентная возможность, чтобы этот канал стал федеральным, например, и он очень хороший, и пожелание, оно сейчас уже есть, чтобы все передачи велись с титрами. Если идет передача на татарском, значит титры на русском языке. Если передача на русском, титры на татарском языке. Возможно, частично, чтобы титры были на английском, потому что мы должны третьим, или лучше будем говорить уж вторым языком после татарского, должен быть английский, мы должны выходить на английский язык, как финские татары знают, например, 5-6 языков, и мы должны, кроме русского языка, который мы знаем лучше, чем татарский, мы должны владеть на первом месте татарский, на втором месте английский, потом русский, так будем говорить. Или, ну, пускай будет одинаково русско-английский. Так, вот. Но есть еще много интересных каналов татарских, которые сейчас транслируются в Татарстане.
но это могут ловить и слушать, и смотреть только татарстанцы. К сожалению, тоже это очень плохо, потому что в других субъектах федерации сегодня проживает больше татар, чем в самом Татарстане. В той же Москве очень большое количество, так скажем, по пониженным нормам, что мы имеем с государственной статистики. Эти цифры можно умножать, не боясь, на 2 везде, так будем говорить, да. Но, поэтому вот пожелание такое, чтобы власти как-то об этом позаботились и что-то сказали. Кем, можно на секунду, Кем? Значит, это я, Ремзиль, значит, да, я прочитал все твои 5 вопросов, ты вот сейчас озвучил первый вопрос, да? Этот вопрос интересный, он как раз неплохо бы такой вопрос часто поднимать и перед федеральными инстанциями. Мы его передадим и Ильшату Аминову, он сам по себе. Потом все твои 4 вопроса заслуживают подробного обсуждения, детального ответа. Я сейчас могу заняться частично, и то не закончу. Но поскольку уже 3,5 часа работаем, я предлагаю тебе в любой выбранный день, вот выйду я на тебя по Zoom, конкретно с учетом твоих вот этих предложений, и это в прямом таком телевизионном мосту мы и запишем, и пригласим кого надо, и передадим высокому начальству. Я могу повторить остальные 4-5 вопросов, но поскольку я их давно прочитал, скопировал, уже стал рассылать, поэтому лучше всего у Кияма Курмакаева картина вот здесь, лучше всего вот четкость, резкость, цвета, цвет лица и прекрасный звук. Поэтому прямо как настоящее телевидение. Так что вот этот диалог и твои вопросы, и вот эта картина заслуживает отдельной передачи. Поэтому давай, я предлагаю это, не будем отвлекать людей, отдельно сделаем. Потом мы обязательно на сайте Конгресс Татар выложим вот то, что Кем Курмакаев хотел усовершенствовать медийную сферу Конгресса Татар, и портал тоже. Все это очень интересно, важно, но это выходит за рамки и за временные тоже, и за смысловые тоже. Ну и сайт ВКТ тоже. Катифа Ханым, вы не возражаете, если мы отложим вот это? Значит, здесь как раз... Если у вас есть возможность, к Яму можем, не жалко времени, еще полчаса народ. Здесь у нас еще... Да, давайте мы будем придерживаться регламента, потому что у нас еще есть спикеры и эксперты, которые... Когда вы минуты вы останавливаете каждого. Вот. Еще раз большой салям от Альянса Татар Европы, которые с удовольствием тоже хотят и слушать, и видеть. Очень-очень мало информации, к сожалению. Итак, мы благодарим Киамабе за такое тоже, получается, вот как у дерева ветка, а от ветки еще несколько направлений, векторов для развития этого дискурса. Еще 4 вопроса у него прекрасные были. Да, поэтому это уже в отдельную плоскость, в отдельный какой-то формат. Сегодня мы как раз будем еще дополнительно искать такие же интересные вопросы и выводы, которые уже сможем сделать. У нас на связи, надеюсь, блогер-активист татарского сообщества в Объединенных Арабских Эмиратах Альфия Бадреддинова. Вы с нами, вы нас слышите, мы бы хотели вас тоже созерцать, видеть и услышать ваше мнение, как блогера, который... Да. Здравствуйте, исәнмесез, сәлем дуслар, сәлем коллегалар, деп айтасым килә. Действительно, я могу назвать практически всех своими коллегами, потому что со многими знакомы лично, со многими знакомы очно. Я сама училась на факультете журналистики Казанского федерального университета. Сейчас уже 4 года, как я живу в городе Дубае и возглавляю татарское сообщество здесь. Недавно мы проводили встречу арабских татар, назовем их так, то есть это все татары, которые проживают в арабских странах, и в первую очередь я подключусь для этого мероприятия, чтобы подчеркнуть ваш опыт, в каком формате вы проводите такие мероприятия. Что касается сегодняшней темы, мне было очень интересно, я сейчас подчеркну основные мысли, которые я себе записала. Вы знаете, честно говоря, у меня сложилось впечатление, что даже в рамках вот этого форума у нас есть некая проблема поколений. То есть взрослое поколение говорит как-то свои вещи, вот там ТНВ, контент, конгресс и так далее. Молодежь говорит совершенно по-другому. И вы знаете, в каких-то вопросах мы друг друга не слышим. И я сейчас приведу какие-то примеры.
Например, Радик Амиров. Привет, шейх Разиева, мы не можем дозвониться и так далее, и так далее. Радик Абы. Я вот сколько сделала здесь татарских мероприятий, мне было абсолютно по барабану, пришлет ли мне какой-нибудь шейх Разиев или кто-нибудь из чиновников благодарственное письмо. Я это делаю для того, чтобы объединить татар, которые здесь живут, потому что они уехали из Татарстана, они до такой степени далеки от ТНВ и от субтитров от ТНВ. Они, наверное, смотрели ТНВ последний раз 15 лет назад, когда они были у бабушки там в деревне, да. То есть у них совершенно другие проблемы. Их вообще не интересует там тираж журнала «Сюембике», например. Им как бы они даже не знают, какие есть татарские СМИ. То есть тут есть другая сторона. Тут нужно удержать татар, которые вроде бы татары, но уже уходят в другое поколение. Кто-то там замужем за арабом, кто-то работает там в иностранных компаниях. И как бы вот им же тоже нужно как-то дать информацию через социальные сети, через медиа. Когда мы их приглашаем на наши мероприятия, они приходят с таким удовольствием. Мы приглашали певицу Саиду Мухаммедзянову, и они говорили, там была женщина, которая живет в Йемене 15 лет, и у нее до такой степени была вот эта вот национальная, она говорит, я так давно не слышала татарскую речь, то есть она даже прям расплакалась от этой песни. Возвращаясь к блогерству, про Рената, про слова Данила, вы знаете, вот взрослое поколение, оно как-то не воспринимает блогеров всерьез, там, ой, вот какие-то дурашки, что-то там танцуют в своих каких-то тиктоках, непонятно как передвигаются, а мы тут пишем вот там красивый текст, мы пишем литературным жанром в такой-то журнал. Вы понимаете, это два разных поколения. Кто-то читает этот журнал, возможно, это 4 тысячи, максимум 40 тысяч, а кто-то смотрит вот тех, кто вот там танцует, кто-то там, может быть, даже придуривается, по мнению некоторых, но его смотрят 6 миллионов людей. Блогерство – это в первую очередь про постоянство. То есть если кто-то начал вести блог, это значит каждый день выкладывать посты, сторисы. Это, конечно же, работа над аудиторией, над контентом. То, что Ремзепа сказала, что нужно качество, Ремзепа в социальных сетях, это работает немного по-другому, потому что я вот сейчас очень много работаю с блогерами, которые ориентированы на восточные темы, это те, кто переехал в Дубай, в Стамбул и другие страны. Блогер составляет, например, контент-план на неделю. И он говорит, вот понедельник я даю вот эту тему, вторник я даю рекламу, в субботу там меня смотрят мало людей, у меня будут какие-то танцы. То есть это все бывает какой-то контент-план. Это как в газете, в СМИ есть какие-то правила, точно так же в Инстаграме тоже есть какие-то негласные правила. И если блогер каждый день будет писать какие-то умные тексты про татарскую нацию и так далее, но его не будут, наверное, так много людей фолловить, потому что ему нужно выкладывать и какие-то песни, какие-то развлечения, и чак-чак, и шпишмак, и так далее. То важно, твой контент должен был интересным, чтобы на тебя подписывались люди. Говоря про случай, где 6 миллионов, то, что Ремзеля бы говорил, вы знаете, это важно иметь живую аудиторию. Если у тебя качественная аудитория, живая, она тебя комментирует, она смотрит твои посты, лайки, ставит лайки и так далее, это именно та аудитория, за которую борются все блогеры, и это тот самый блогер, за которого борются все рекламодатели. То есть рекламодатели, они же тоже не дураки, они там запросят статистики, они ну, сейчас куча программ, которые отслеживают там, то, что 6 миллионов это накручено или не накручено. Условно говоря, от какого-то блогера, у которого 2000 подписчиков, к тебе может прийти там 200 человек, а у которого там 200 тысяч подписчиков, к тебе и 200 человек может не прийти. И то, что Ренат сказал, что какие-то федеральные компании, как Мегафон и так далее, вышли на наши татарстанские блогеры, это вот борьба за аудиторию. На этом у меня все. Рахмет. Ну что ж, Рахмат, Альфия, вы украсили наше сегодняшнее тоже заседание и дискурс. Все это достаточно так интересно было с позиции наших татар, которые живут в арабской стране, и как там у вас все достаточно активно. Вот. Дальше я передаю слово Лилии Самигулиной, основатель и руководитель Ассоциации татарского наследия в Новом Южном Уэльсе, Австралия. Это журналист русской газеты в Австралии «Единение». Она также психолог и меценат. Уважаемая Лилия Ханум, вы с нами? Вы нас слышите? Приглашаем вас тоже к вашим выводам по дискурсу.
Да, слышу, спасибо. Исенмесес. Всем очень было интересно, очень рада, что вы меня пригласили. Просто послушать и окунуться в эту атмосферу, да, и как бы услышать проблемы, услышать ракурс исторический определенный, да, то есть как бы вот все вот это вот достаточно интересно. Насчет журналиста я нештатный, автор просто нескольких статей, ну, когда вот мы создавали организацию, надо было освещать, ну, как бы о том, что происходит. Единственное, наверное, я скажу так, заслуга, потому что это русская газета, и они только пишут о русских в Австралии, и как-то вот я уговорила редактора, что русская, Россия, а Россия не только русские, и вот чтобы татарский вот этот вот, ну, хотя бы статьи о татарах, как в среде соотечественников, под зонтом, да, там, соотечественниках, вот, ну, про нас тоже начал он включать. Я очень была согласна, вот сейчас Альфия выступала, потому что у меня, ну, перекликается о том, что она говорит, потому что, окунаясь, вот, будучи ну, среди русскоговорящих соотечественников здесь, в Австралии, очень часто видно вот эта вот разница в поколениях, восприятия, да, и, ну, пожеланий или привычек, скажем так, и неслышание разных поколений. Я где-то между оказалась, да, и, соответственно, я вроде понимаю и тех, кто постарше, зная, ну, примерно, как родители мои, и тех, кто помоложе. И поэтому вот в этом плане тоже, наверное, мне какой-то был бонус, и нашим, и вашим, да, то есть чтобы вот наш татарский здесь мир, он небольшой, из разных стран, ну, бывшего Советского Союза, из разных городов России. У нас очень много татары, в частности, я говорю о Сиднее, кто не говорит по-татарски, и кто как-то, можно сказать, ассимилировался среди русской общины. И вот за счет того, что мы начали создавать, ну, организовывать встречи, создали организацию, да, они подтянулись. И у меня такое пожелание к вам, ко всем, потому что я так вижу, что здесь много разных руководителей или там редакторов разных газет, журналов. Да, оповещайте о том, что в Австралии есть татары, потому что есть, ну, до пандемии был интерес, очень часто приезжали сюда люди, путешествовали, и я только потом узнавала случайно, что это были татары, и они бы, ну, с удовольствием встретились, они не знали, что здесь у нас кто-то есть, ну, что есть организация. В основном все-таки путешествуют, это основные города Сидней, Мельбурн, как правило, да, и вот в Сиднее у нас сейчас вот есть организация. К чему я это говорю? Потому расширение границ – это не только Россия, ну, татарских границ, скажем, да, то есть мы далеко находимся, и здесь Жан Тарта, вот те люди, которые даже не из Татарстана, а из других уголков России, Камчатка, Сахалин, они, может быть, и никогда не были и не интересовались ну, татарами, да, или культурой. За счет того, что мы здесь, у них появляется интерес. Мало людей, кто очень много знает, ну, конкретно вот в нашей общине здесь, кто знает вообще много о культуре, ну, Татарстана самого, татар, и мы используем источники, те, кто приезжают к нам сюда, пытаемся организовать встречи с этими людьми, то есть это общий интерес, это, ну, есть о чем-то рассказать, нести культуру из Татарстана, вот вы молодцы, да, из Петербурга, это очень важно, иначе не получится, ну, просто вот это поколение потеряется, то есть тут как бы ассимилируется, пытается вжиться в саму Австралию, да, то есть миграция – это не такая простая вещь, вот, и мне кажется, это очень важно, поэтому вот я сегодня получила огромное удовольствие, просто послушав, окунуться вот в эту среду, да, с вами вместе, и в то же время это меня очень вдохновляет дальше работать, потому что было сказано, что сейчас никто это там, ну, как общественники, на общественных началах, мы все делаем на общественных началах,
проводили Сабантуй. Немножко, конечно, расстроилась. Я пыталась связаться со многими татарами России, да, мы искали средства на Сабантуй провести здесь, потому что начинаем, ну, я открывала счет организации с нуля буквально, ноль. Никто здесь ни гранты пока не дает, да, если ты еще себя не показал, не как-то не спонсирует. То есть у нас нету представителей Татарстана, у нас нету людей, которые, ну, на зарплате сидят. Поэтому хотя бы, если будет освещение вот с вашей стороны, да, как медиа, мы будем очень благодарны. Вот. Немножко, может, не связано, у меня уже почти что 3 часа ночи, поэтому я так чувствую, даже голос садится. Вот. И еще раз спасибо большое за то, что пригласили, ну, и всем выступающим. Рахмат, Лилия Ханум, потому что на самом деле тоже отдельный героизм с нами пробыть в другой часовой пояс. И Зили Ханум вот из Канады, она говорит, я тоже бы хотела, но, увы, в следующий раз, Алла Берса. Ну что ж, мы заключительную вот часть нашего такого, будем говорить, в мировом пространстве татар и лидеров татарских в том или ином уголке Земли нашей планеты завершаем выводами, мнением специалистом по связям с общественностью Уфимского государственного татарского театра НУР. Видите, как бы у нас все-таки НУР, здесь 115 лет газете НУР, зам руководителя представительства Всемирного конгресса татар в Башкортостане Гульшат Сафина, потому что татары в Башкортостане и все, что там происходит у них в их медиасообществе и так далее. Вот тоже ваше экспертное мнение. Вы нас слышите, Гульшат Ханум, вы с нами? Вам слово. Гульшат Ханум, вы с нами? Исәнмесез, хәерле кич. Хайрлы кич бездә, Уфада. У нас уже в Уфе уже ближе к 9 часам вечера. О чем я хочу сегодня говорить? Я хочу все-таки подытожить то, что я сегодня услышала. Татары Башкортостана – это отдельная тема. Кто знает, мы занимаем 2-е место после Татарстана по количеству татар. Поэтому это отдельная тема, об этом говорить очень долго, много. Я хочу сказать, что как бы многие не жаловались, тем не менее, у нас государство как-то поддерживает татар в любом случае, хотя естественно, многие проблемы есть, но тем не менее. У нас есть и государственные СМИ на татарском языке, и телевидение, газеты, журналы, радио отдельно, но это уже самостоятельное радио, в том числе включение в башкирское радио. Но сегодня я хочу говорить о другом. Во-первых, я поняла, вот сегодня, пока всех вас слушала, что у пандемии был бы очень большой плюс в том, что мы вот на такой площадке с минимальным количеством бюджета смогли вот встретиться вот в таком кругу. Это очень большой плюс. И более того, я хочу внести свое предложение. Вот сегодня выступали очень интересные спикеры. По крайней мере, я бы с удовольствием послушала, хоть на денежной основе, Алсу Исмагилову, потому что я знаю, что она очень опытный таргетолог. И для многих, не только блогеров, но и для сотрудников, представителей СМИ, она была бы очень полезна в плане нашего развития в любом случае. Следующий, Данил Сафаров, как человек, который много-много лет посвятил не только развитию СМИ, но и он еще, я знаю, еще 2004 годы, когда он был очень крутым пиарщиком, черный пиар он нам предлагал тогда, я работала у Айдара Галимова, певца, мы не знали понятия вообще черный пиар, а он нам уже тогда предлагал. То есть было бы очень интересно вот именно Данила Сафарова отдельно еще как-то вот пригласить с выступлением конкретно, уже как мастер-класс. Вот эти люди, они смогут нам много чего дать. Потом Равиль Закиров. Очень интересные технические моменты. Естественно, было бы очень полезно для нашего сообщества. Если мы действительно сформируемся как сообщество, это будет очень выгодно для всех нас. Действительно, если эти встречи будут, как уже предлагали, раз в квартал хотя бы, и с полезным контентом, именно с какими-то мастер-классами, минимум воды, максимум пользы. И, естественно, я бы вот Альфию сегодня с удовольствием слушала, я во многом с ней согласна. Если мы говорим про блогеров, да, мы не можем контролировать их блоги. Имейте в виду, что, да, действительно, многие контенты формируют на коленках. Делать каждый день материал самостоятельно, это постоянные сторис, как минимум 10 штук в день записывать, это огромный труд. Поэтому как бы они работают на свою целевую аудиторию.
работа государственных СМИ – это вести культуру, вести и беречь культуру языка. Но вот сейчас в Башкортостане у нас идея как раз-таки привлечь татароговорящих блогеров. Они в Башкортостане очень много, их в Башкортостане очень много. Многие из них ведут войны. И когда я занялась этим вопросом, поняла, что многие из этих блогеров, они ведут свои блоги матом. Жаргонизмы, мат, то есть это для их, но для их целевой аудитории это отлично выстреливает. Если я им предложу, я сейчас как раз с ними начинаю сотрудничество, если я им предложу, ребят, давайте мы с вами все-таки культурно будем разговаривать, они меня пошлют, потому что они зарабатывают на своем видении своего блога. Поэтому мы говорим о разных вещах. Поэтому я сейчас, вот, например, сама, как человек, который с ними пытается отношения наладить, не могу им навязывать и говорить: вот, дорогуша, давай-ка ты не матерись на эфире, но у них свои правила. То есть и сейчас я стараюсь философски к этому относиться в том плане, что они привлекают свою аудиторию. Их просмотры – это огромное количество. Ни одно телевидение с ними не может поспорить. Вот общалась, 200 тысяч подписчиков у девочки, да, и очень много, вот, кто просматривает. Рейтинги очень высокие. То есть девочка говорит на татарском языке, да, жаргонизмов полно, тем не менее. Пока эти девочки, эти мальчики будут говорить на татарском и вести свои блоги на татарском, все равно вот это сообщество, когда мы говорим про то, что язык теряется, дети не знают язык, а никакие дети все равно и в ТикТоке, и в Инстаграм этих блогеров смотрят. То есть шансы, то, что язык хоть в такой форме сохранится, он есть. Но мы вот сейчас я не хочу сидеть идеализировать, я параллельно еще веду клуб любителей татарского языка, то есть на безвозмездной основе я 3 года собираю группы и преподаю в Уфе татарский язык для желающих. Желающих очень много, в Уфе больше нет такого проекта. Поэтому, когда вот люди приходят ко мне и с этими жаргонизмами, которые в деревнях, вот диалектизмами, которые с ними разговаривали бабушки, они вспоминают: когда я была 5-летней девочкой, у меня бабушка вот точно так же говорила, она, вот человек говорит мне, да, у нее воспоминания, поэтому я бы не так строго отнеслась и к диалектизмам в блогах. Я строго отношусь к диалектизмам, жаргонизмам, естественно, в СМИ государственных, но другое дело – это блоги. У меня все. Спасибо вам за приглашение. Катифа Ханум зависла, кажется. Если Катифа зависла, наверняка кажется в порядке. Катифа, а вы на связи? В порядке там, я тоже должен был в конце комментировать, поэтому я могу воспользоваться этой заминкой, пока Катифа находит технические возможности. Слушайте на меня. Значит... Слушаем внимательно. Ну, поскольку в конце, подводя итоги, мы тоже должны были выступать, я воспользуюсь только не потому, что вот я даже в данное время даже не успел подготовиться, но что я хочу сказать. Сегодня у нас получился небольшой конгресс татар по ширине вопросов, по глубине вопросов, по актуальным вопросам, по широте участников, по географической широте. Это очень здорово. Я обжоры насчет информации очень люблю, всевозможную актуальную информацию. И вот информации очень много. И, наверное, мы будем ожидать, чтобы портал Питер Татар запись этого форума выложить. Но одновременно я тоже по возможности записывал. И предлагаю все, у кого есть записи или куски записи, не только общий 5-часовой формат поставить, выкладывать, а отдельные темы. Допустим, может быть, некоторые выступления актуальные, некоторые аспекты заслуживают с комментариями. Вот тогда народ будет слушать, поскольку 5-часовой передачу мало кто будет слушать, а 10-минутную, 5-минутную, 3-минутную реплику или часть выступления обязательно буду смотреть. Я не хотел бы, чтобы это осталось только среди нас, потому что актуальные вопросы, они для всех, для нас. Вот.
Я передам обязательно привет и пожелания участников, которые здесь, в частности, мы обязательно построим диалог с Киамом Курмакаевым и Гульшат Сафину. Я ее не очень знаю, но поскольку с Башкортостаном у нас очень интересные, важные вопросы есть, актуальные вопросы, и очень приятно, что такая боевитая девушка из, оказывается, в нашем представительстве работает. Вопросы есть к вам. Я Альфреду тоже обращаюсь. И так и с другими тоже по Башкортостану отдельный диалог, мост должен быть. Видимо, у Конгресса татар Сухой должен быть еженедельный отдельный мост. Пожалуйста, готовьте свои вопросы, и мы подготовим. Итак, уважаемые спикеры и участники, меня слышно? Просто я до этого немножечко, у меня это технический был. Слышно хорошо. Отлично, ага, Рахмат. Итак, мы завершили первую сессию по дискурсу, и сейчас мы переходим как раз к экспертам из Санкт-Петербурга, потому что без общественников и без нашей команды, которая составляет портал Питер Татар, нашего бы сегодняшнего дня и нашего медиафорума бы не состоялось. Поэтому важно их мнение, и продолжает наш дискурс Айрат Аксадович Мананов, председатель РО «Татарское культурное общество Файда», создатель музея татарской культуры и быта в Санкт-Петербурге при поддержке Дома дружбы Ленинградской области, общественный деятель, а также меценат. Итак, Айрат... В конце два тезиса потом скажу. Обязательно, да. Да, мы сейчас слушаем экспертов. Я вошел в паузу, когда тебя не было. Итак, Айрат, вы с нами? Слышно нас? Алло. Итак, мы ему отдельно напишем. Дальше по нашему хронометражу к нам присоединяется Альмира Наимовна Тагирджанова, краевед, автор книги «Мусульманский Петербург. Санкт-Петербург с восточным колоритом. Прогулки по городу». Буквально недавно была эта книга, презентации. Мы на портале об этом писали, наши тоже журналисты там были. Альмира, вы с нами? Скажите, пожалуйста, вы сейчас... тоже сможете присоединиться к дискурсу? Да, мы из-за регламента вышли, поэтому, конечно, многие уже покинули. Итак, дальше я представлю тоже как раз крыло Акалфак Нева, председатель Санкт-Петербургского ООО татарских женщин Акалфак Нева, филолог, переводчик, преподаватель Фирая Ильгизаровна Рашитова. Вы с нами, Фирая Ханум. Скажите, пожалуйста, у нас небольшой... Да. Томунда и усузимна китеп турам, и без фанат түгел, не крыло, а сама общественная организация Иштимагы и Ишма Санкт-Петербург татар хакимларының Ишмасы. Сол көрә без эшебезне бик нык, бик матур итеп, бик тулы алып барабыз. Но это вот как бы татарское вступление. Но все люди, которые сегодня здесь сидят, это те, кто с кем вот в течение 1,5 лет петербуржцы и даже и Австралия, и Прага, именно это наши наработки. Вот, во-первых, это Лилия Самигулина, с которой мы познакомились на втором съезде, международном съезде татарских женщин, и так сильно познакомились, что вот этот проект, который посвящен даже ее бабушке Мухриса Буби, он у нас осуществился благодаря телемосту, который я наладила и громко очень прошел. Приезжала к нам Кадрия Раесовна в качестве гостя, большой гость, мы ее приняли. И мало того, почему я об этом говорю, потому что в социальных сетях и в Всемирном конгрессе татар наша деятельность Акалфак Нева, она очень широко освещалась и видеоматериалами. И я благодарна тому, что не будь вот нашего Питер Татар, который тогда еще только зародился и вставал на ножки, мы вместе как бы окрепли, вместе с Равилем Закировым и всех женщин, которые потом стали работать, в том числе и Катифа, с которой мы съездили на съезд татарских женщин, она оттуда как раз начала все расти и крепнуть. В конце концов, второй медиафорум вот у нас. Я счастлива и горда тем, что я как бы не в последних рядах, а среди всех вас вот и принимаю достойно в нем участие. Да и многое другое. Вот Питер Татар дал нам возможность, просто общественная организация, которая существует уже 30 лет, но она была как бы на слуху.
но не на виду и не в виде печатного слова, а именно благодаря порталу у нас даже есть там страничка моя, Рашитова Фирая и Акалфак Нивар. У нас есть совет, в котором работает Ленара Николашкина, она у нас администратор, медиа-администратор. И вот этот симбиоз дал возможность подняться общественной организации, не монетизированной, не оплачиваемой никакой, а делать такие звездные, я скажу, значимые проекты, как онлайн-концерт, онлайн-фестиваль, который прошел. И, в общем-то, мы стали пионерами в этом деле, и все это освещалось и в средствах массовой информации, и в печати. Кроме того, не будучи просто даже журналисткой, а любителем красивого слова, филологом, переводчиком, я имела возможность начать свою вот эту вот красивую деятельность, еще когда Ренат Рауфович работал в газете «Нур», все это, я периодически печаталась. Но теперь уже работая очень активно с нашими женщинами, а это и Ленара Николашкина, и Катифа Гайнединова, и Милявша Диарова, и та же самая Тагиржанова, она у нас в Совете, появилась такая возможность вот писать очень красивые статьи о том, и благодаря, конечно, не самим себе, потому что Икакула Вакшина, Ункула Ункуловна Дайми Вякилике, постоянному представительству Республики Татарстан, всегда протягиваю. А левую руку, ну не знаю, когда какую, Сункуловна Питер Татар. Именно вот в таком единстве, тройственном союзе, наш петербургская наш петербургский информационный вот этот портал освещения нашей деятельности, нашей работы. Вот потому это так активно, хорошо и очень быстро развилось. И я думаю, что еще выше на такой, так сказать, мировой уровень, татарстанский уровень, и вообще российский, вот наоборот начала, да, не от меньшего к большему, а от большего к меньшему. Именно поэтому это так резонансно сегодня второй медиафорум прошел. Вот. Я, конечно, не все сказала, но все, что сказала, действительно так и есть. Вот Киям Афенда Курмакаев не даст мне соврать, он подтвердит дело. Раньше мы друг друга не знали, но когда был онлайн-концерт, я провела как бы первое интервью, коротенькое, у нас время было очень ограничено. Он там и пел, и отвечал на вопросы. Начнем с малого, да? И то, что мы даже печатаемся в ВКТ, и вот познакомились на первом медиафоруме с Гульназ Шайхи, это тоже вот как бы отправная такая очень сильная платформа, от которой как все равно, как тебя бетоном приковала к Татарстану, и уже никуда не денешься. Біздің қадірлі яратқан туған тіліміз болмаса, біздің рухыбыз һәм безнең калбыбыз, безнең җөрәк итмәсидер. Менә барыгызны да күрдем, барыгызның белән таныштым, и Даниил Сафаров мне очень понравился тем, что он уравновешенно, очень спокойно обо всем рассказал и очень понятливо. Вот. И на татарском, и на русском. Вот. И мы тоже самое делаем здесь у нас на мероприятиях, где рекомендуется обязательно по-русски сказать и по-татарски тоже немножко прокомментировать. Фирайхан, вы когда сказали от большего к меньшему, сказал сначала про Татарстан, а потом Россию, здесь все-таки надо отметить, лично я, все-таки татары, мы самая большая численность после русских в Российской Федерации, поэтому кого еще больше, если, как говорится, здесь можно подискутировать, но это уже больше такая плоскость лирики. Благодарю за такие добрые, теплые слова. Конечно, общественность подпитывает наш портал информации, вы даете эту информацию, и мы друг друга здесь только усиливаем, и только будем развиваться, Алла Берса, планомерно и делать такой контент, который будет интересен не только 30+, но и тем, кто, соответственно, находится в категории того же Татар-Малай. Поэтому за этим будущее, как мы сегодня смогли увидеть, услышать, и замыкает наш санкт-петербургский блок
именно по как раз молодежной тематике София Камильевна Кичемасова, руководитель направления по работе с молодежью в РО Санкт-Петербургский культурный центр «Мирас. Наследие». Надеюсь, София Ханум, вы с нами. Если вы с нами, присоединяйтесь, пожалуйста. Послушаем ваше мнение, ваши выводы относительно пленарного заседания и дискурса. С нами, Анна. Хайрлы Кич, меня слышно? Да, вас слышно, только не видно. Посмотрим. Очень жаль, я включила камеру. Добрый вечер. Как остальным? Видно ли меня? Надеюсь, Коллеги, видите нашу? да, Вот, все знаете, отлично. Ага, я Рахмат. вижу, что кивают все головой. Бигзур Ахмед, для меня сегодня большая честь слушать наших почетных спикеров. Потрясающий форум получился, и вы знаете, он очень такой совпал с моими текущими размышлениями на тему того, что да, вот я работаю с молодежью, наш татарский культурный центр «Мирас», его миссия — сохранять и развивать татарскую культуру. Вначале был вопрос, на каком же языке наша аудитория, да, вот в соцсетях общается. Я могу сказать, потому что я вижу, наша молодежь одинаково хорошо и с любовью общается и по-татарски, и по-русски. Понятно, что мы стимулируем и призываем, да, к тому, чтобы общались по-татарски, но они это делают с любовью от души, даже когда, ну, это не какие-то, да, тематические мероприятия, то есть я наблюдаю даже вот в обычном таком повседневном общении, татарская речь звучит, это очень красиво, это всегда хочется как-то снимать, делать из этого контент. И, ну, вот я думаю, что это как раз-таки та дань традициям, и действительно мы на верном пути в этом смысле. Но я всегда думаю вот еще о чем, да, что иногда вот эта вот идея многих татарских организаций, сохранение культуры, она заканчивается тем, что вот таким представлением, что мы должны в колфаках петь песни, танцевать, и на этом, в общем-то, все достаточно. И вот очень круто, что этот форум сегодня состоялся, потому что он как раз-таки говорит о немножко другой стороне, но в то же время, мне кажется, хорошо, когда эти стороны соединены, о стороне современной, да, о том, что происходит с татарскими людьми сейчас. И вот насколько классно, что мы сейчас все здесь с вами, потому что мы же тоже часть нашей с вами культуры, и мы создаем сейчас ее в том числе. Поэтому я благодарю всех организаторов. Бигзур Ахмед, до встречи в Петербурге. Ахмед. Так, ну что ж, молодежное крыло, и мы послушали замечательную Софию Ханум. Благодарим, что вы были с нами все это время, и такое достаточно красивое завершение по Санкт-Петербургскому блоку, который плавно переходит именно в блок портала. Это те люди, которые, наши коллеги портала Питер Татар, которые день и ночь 24/7 с нами. Очень важны ваши мнения. Уважаемая Зария Заригатовна Хасанова, вы здесь, председатель клуба татарских журналистов Санкт-Петербурга, Ленинградской области. Вы же еще были из НУР газеты. Там писали ваши на татарском языке статьи. Собственно, памятники будем говорить уже как наследие. Скажите, пожалуйста, вы с нами и ваше мнение. Зария Апа. Я ее не вижу. Нету ее. Так, ну что ж, может быть, попозже, да, присоединиться. Итак, далее передаю слово Ленаре Анваровне Николашкиной. Вот про нее сегодня уже говорили, что она успевает все везде. Это фотожурналист, блогер, обозреватель культурных событий, редактор новостей портала Татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области Питер Татар. А также, конечно, она администратор и общественной организации татарских женщин Калфак Нева очень сильно помогает. Ленара Ханум, вы с нами, вы здесь? Да, я с вами, Сянусыз, Херликиш, всех рада видеть. Меня зовут Ленара. Сейчас одну секундочку я отключу, то я параллельно еще дублирую, просматриваю YouTube-канал, просматриваю комментарии, и через минуточку я вернусь к вам. Хорошо, спасибо. А мы тогда пока передаем слово Тахиру Ринатовичу Валиуллину, редактору новостей портала Питер Татар. Он также блогер. Вы с нами, Тахир? Да, я на месте, меня слышно, да? Да, отлично. Приветствуем, Хайрлы Кич. Хайрлы Кишлер, дуслар, шуннан да шундай мероприятиялар бик керек. Менә былтыр да шундай безнең форум үткән иде, әмәләкин ул үткән иде безнең офлайн форматта. Хәзерге моментта без шундай авыр
уақытта яшайбыз, керек біраз соққыларға һәм туры келемін шулай инде видео форматта узарга барысында. Дальше скажу уже по-русски о том, что действительно портал он живет благодаря большому содействию того, что люди заинтересованы в его развитии в целом, и люди подходят к этому с большим энтузиазмом, что здорово и вызывает большое уважение, разумеется. Конечно же, спасибо большое Равилю за то, что вот он предоставляет такую возможность самовыражаться и нести какую-то собственную идею на столь большую аудиторию. Я что делаю? Я размещаю непосредственно новости, статьи. Также я являюсь автором книги. У меня в 2018 году вышла моя первая книга, которая называется «Воздушные краски». Также я веду свой блог в Инстаграме и пишу там разные статьи, которые мне интересны, актуальны. В принципе, много времени занимать не буду. И в конце хочется сказать то, что нужно держаться вместе и быть как какой-то вот такой общиной. Вот недавно мы все с вами наблюдали за тем, как победил Хабиб Нурмагомедов, и затем, насколько прослеживается у него вот эта вот дань его традициям и родине, и то, как он бережно относится ко всему этому. То есть он, хоть он и уже выступает на столь высоком формате, все равно он свои национальные атрибуты некоторые он продолжает держать и показывать людям о том, что нужно беречь свою культуру, так как мы с вами наблюдаем о том, что все больше и больше европейские ценности входят в нашу жизнь, и все вот эти наши традиционные устои смещаются на задний план, и это печально, с одной стороны. И когда такие люди на столь огромную аудиторию, и прошу заметить, что у него самый большой Инстаграм именно в пространстве СНГ, за ним идет Ольга Бузова, но, к сожалению, у него все подписчики накрученные, и это можно посмотреть по лайкам, там у Хабиба он размещает, у него там сразу 1 миллион лайков, у Ольги Бузовой с трудом набирается 200 тысяч. Поэтому то, что представитель нашей религии, в первую очередь, и нам всем нужно брать пример с таких людей и тоже держаться вместе, и не быть разрозненно, одним словом. Всем спасибо. Тахир, благодарим за ваши рекомендации. И, конечно же, да, держаться плечо к плечу. И здорово, что с нами вы и сегодня тоже присоединились к выводам. Ленара, вы как? Благодарим, Рахмат. Ленара, вы как с нами сможете или все-таки? Да, я с вами. На протяжении 3 с лишним часов мониторила я, значит, нашу запись, трансляцию в YouTube, чтобы все было хорошо, отвечали на вопросы, заодно параллельно значит, работала в Инстаграм, да, выставляла все сторис, то есть как бы была таким модератором извне. Хочу сказать большое спасибо организаторам. Очень приятно увидеть здесь таких именитых, известных людей, как Ремзиль Салихович, значит, Данил Эфенди, Радик Сабиров и всех остальных. Я очень волнуюсь, на самом деле, такое мероприятие. Я считаю, что нужно на самом деле почаще проводить такие мероприятия. Катифа, благодаря вам, то, что вы всех собрали, соединили. Очень жаль, что в этом году у нас онлайн-формат, в прошлом году проходил онлайн-формат, но зато здесь есть преимущество, мы можем объединить эти мероприятия татар со всего мира. Вот. И хочу как бы тоже много не говорить, а сказать, что пожелать всем здоровья, счастья, всего самого хорошего. Вот. И до новых встреч. Ну что ж, Ленара много пишет, много делает работы внутри, в тылах, поэтому, как говорится, лаконично. Продолжаете, да, там на посту смотреть, что там как на YouTube-канале, а мы переходим к нашему блоку блогеров. И, надеюсь, с нами Миляуша Карибовна Диарова, создатель клуба знакомств 30+, и Киар. Вы с нами, Миляуша Ханум? Если с нами, присоединяйтесь и скажите ваши выводы, мнения по поводу того, что вы услышали, и рекомендации. Спасибо большое, Ленар. Так, Миляуша Ханум. Так, пока мы ее ждем, также у нас из достаточно серьезного блока с блогерами связано
Алло. Так, да, все, ага. Тогда так. Deduslar. Да, приветствую. Барызына бик шатмын көрерге. Да, большой вклад сделали вы в истории сегодняшнего дня. 4 часа пролетели незаметно в таком обществе. Хотела бы рассказать, чем лично я занимаюсь. Это обобщение нашей нации, которая нашего народа. Людей одиноких, которые хотели бы найти свою пару. Клуб называется «Икияр». Так как людям на улице сейчас не встретиться, все заняты, и такие площадки дают возможность собирать народ. Как в ВКонтакте у нас есть страница, так и в Инстаграме. Эти люди, конечно, не открываются, общаемся тет-а-тет с каждым человеком, обращаются разные нации, разные регионы. По этим вопросам хотят найти себе человека, подходящего по вере и по нации. Наверное, это сложновато. Нужны ресурсы больше. Наверное, также сегодняшняя реклама подтянутся народ. И дело пойдет иначе, наверное. Я немного переволновалась. Ну что ж, Милюша, не волнуйся, я задавал да, вопрос в своем выступлении как раз именно на это. Я не знал, что есть тут Диарова и ваше сообщество. Спасибо, вам не надо волноваться, мне надо волноваться. Вы благое дело делаете, да, Милюша Ханом. Прекрасный. Итак, получается, что благодаря нашему такому и объединению через портал Питер Татар, и вот то, что общественность, и вот даже сегодняшний видеофорум, он может, в принципе, и в частном режиме для частного запроса как-то вот помочь, мы можем посодействовать, и в этом тоже, Алла Берса, есть благо. Благодарим за ваше участие в нашем видеофоруме, Милюша Ханом. И переходим к следующему нашему эксперту, к Юлии Рафактовне Кучашевой, директор Татарско-башкирского культурного центра Питер-Буй-Лары. Я видела, что Юлия то придет, то уйдет, но реально у нас уже 7 часов, это уже не медиафорум, а медиамарафон такой получился. Скажите, пожалуйста, вы здесь, Юлия, чтобы мы услышали, потому что там мощнейший ресурс по ВКонтакте, в соцсетях, и у них и чаты в WhatsApp, и, конечно, было бы очень важное мнение Юлии. Так, Юлия здесь? Так, Юлию не слышим. Тогда переходим к следующему спикеру. Так, Рената Байтимирова, председатель татарской общественности в Ленинградской области. Рената, вы с нами? Так, отзовитесь. Не видно было. Так. И блог блогеров также у нас представляет Фарида Равильевна Гренада, член Совета Санкт-Петербургской организации татарских женщин. Гренда, да. Фарида Равильевна Гренда, значит, член Совета Санкт-Петербургской организации татарских женщин Акалфак Нева, дизайнер, фотограф, журналист. Итак, Фарида, вы здесь? Да, я здесь. Рахмат, что вы здесь? Здорово. Вы практически... Я вообще-то не думала выступать здесь. Нет, ваше мнение, я не готовилась, конечно. Но я хочу сказать, что, значит, я хочу благодарить, что пригласили меня на этот форум. Было очень интересно. Вот интересно послушать всех этих спикеров, талантливых людей. Вот. Я много почерпнула из этих выступлений. И думаю, возьму, может быть, свою работу тоже. Как бы я занимаюсь в общественной организации, состою в общественной организации татарских женщин Акалфак Нева. Здесь тоже освещаю события, фотографирую в социальных сетях.
также, ну, как дизайнер я участвовала в каких-то мероприятиях, событиях, ну, делала выставки вместе с Нией Бахтияровой. Выставки, посвященные татарскому декоративно-прикладному искусству, вышивке, каким-то изделиям декоративно-прикладного творчества. Ну, вот и все. Я могу только сказать спасибо за медиафорум, организаторам и всем участникам. Ну что ж, мы благодарим, что вы тоже с нами все это время были. И вот наш, будем так говорить, блог блогеров и то, что связано с жизнью в Санкт-Петербурге, Ленинградской области. Мы вот так постарались сегодня тоже небольшой блиц сделать опрос и представить наших деятелей, активистов. Я рада, что мы дружны, что мы союзные, что мы вместе и друг друга поддерживаем. Итак, по поводу резолюции, о том, какие тезисы мы, в принципе, смогли сейчас на данный момент обозначить, у меня в голове выстроилась структура, но я также предлагаю это сделать отдельной публикацией, мы оповестим вас и сделаем такой расширенную, дополненную вот эту резолюцию уже на нашем портале. Итак, первое, что для меня, вот то, что я услышала важное, это, конечно же, то, что, собственно, вот эти все каналы коммуникации, связанные с соцсетями, которые якорятся в Америке, и в один из прекрасных моментов могут взять и заблокировать, как это вот нам рассказал Тим по поводу Карелии, да, вот это хороший индикатор, импульс нам, нашему татарскому медийному сообществу, развивать свои татарские медиа. Соответственно, да, в соцсетях мы делаем, но вот только нырять и находиться исключительно на этих площадках неправильно. Поэтому, конечно же, соединять вот эта синергия, слияние, чтобы оно было все-таки два потока, да, где-то дублировать, где-то какой-то отдельный будет контент. Но все же, вот как у нас есть портал Питер Татар, у нас есть приложение, и так же, как рассказала Ильдар по относительно их развития за 10 лет, Урал Татар и еже с ними, я сейчас не говорю про классические республиканские СМИ, вот наша задача все-таки и фокусироваться на создании контента там, потому что все может быть, и сегодня вот мы достаточно замечательно на платформе Zoom, а если завтра ее не будет, какие у нас есть альтернативы? Тоже было бы здорово как бы этот вопрос поднимать и в целом укреплять IT, вот это направление, как-то искать наших героев, которые могут создавать какие-то, как Силиконовая долина, свои какие-то интересные IT-решения, свои платформы. И это вот такой первый момент. Пользуемся сейчас, радуемся, но понимаем, что, собственно, это может, как и карантин, так же, как и пандемия, вдруг прилететь, и что мы с этим будем делать? Поэтому тылы должны быть прикрыты, а значит и роль даже печатных СМИ, которые, возможно, как сказал и Равиль Закиров, имеют определенный такой вот, может быть, ну не то что элитарный, но и также пишут многие медиаэксперты, мы, когда тактильно читаем журнал, тот же журнал Сюбики, либо какое-то другое издание, газету, это что-то такое родное, связь с родным краем, с родной землей. Поэтому что там дальше будет по печатным СМИ? Понятно, что когда-то были печатные машинки, потом стали компьютеры и так далее, но, скорее всего, в этом направлении нужно развиваться в качество. И здесь, конечно же, вот комментарий как раз-таки представителя вот этого классического СМИ, журналиста Рамзии Кашаповой, вот по поводу качества контента, чтобы это глубина, чтобы объективность, вот это терялась, красота, этика, целомудрие, вот такие бриллианты. Вот, пожалуй, это вот развитие, да, такое вот по нашему татарскому, если брать аспекту. Из момента по глобализации, да, они всех захлынивают, но все-таки даже сегодняшний прецедент нашего медиафорума и то, что реально, вопреки тому, что мы сейчас, начиная с 3 до 7 часов в режиме онлайн, нон-стоп, друг друга слышим, друг друга видим и слушаем, и не безразлично, это является частью вот этих вот процессов по поводу того, что да, есть глобализация, мы используем инструменты глобализации, но по сути мы очень трепетно относимся к тому, что происходит в нашем медиасообществе, поэтому будем в этом направлении работать. И по поводу блогинга,
о том, что на самом деле доверие к классическим СМИ никто не отменял, но блогеры то, что могут менять в сознаниях людей мысли и влиять на эти решения, манипулировать порой. Об этом Радик Амиров сказал, и как он, собственно, порой троллил, и как это все в итоге вылилось. Поэтому чем больше будет таких блогеров, как Татар Малай, наш Ринат, и которые будут не желтизной привлекать, а именно вот в таком легком жанре наши татарские традиции, культуру, важность семейных вот этих вот компонентов, вот все это чувствуется, такое просвещение будет через вот эти каналы, это, конечно, да, и нам, как каналу, тоже было бы здорово в этом направлении развиваться. Еще из выводов я для себя отметила относительно хэштегов, то, что, ну, есть какие-то там 20 общих хэштегов, и что вот это наше медийное пространство, которое существует относительно вот в соцсетях, то, что Алсу Ханум сказал по поводу, да, вот алгоритмов, может быть, вообще какой-то выработать, знаете, вот как вот для журналистов, которые освещают мусульманские тематики, да, такой глоссарий и правила, такая шпаргалка, и вот нам бы тоже тем блогерам и тем региональным журналистам, которые не в Татарстане находятся, а за ее пределами, но как раз-таки несут с нами татарского вот этого культурного наследия на этой территории и пытаются все это дело объединить, нам бы выработать какую-то такую общую программную кампанию, да, вот по позиционированию наших, в частности, каждого канала информационного, и выработать, что мы, когда тот или иной делаем контент, мы прям обязательно, у нас прям рейтинг хэштегов, что вот эти вписываем, и таким образом мы в свою орбиту еще больше и больше, конечно же, вовлекаем аудиторию. Значимость татарского языка, русского языка. Ведь, как сказала нам из Сиднея Лилия Ханум, собственно, по поводу того, что через русский язык заходит информация о татарах, вы понимаете, здесь тоже здесь игнорировать эту ситуацию невозможно, а посему надо понимать, что да, татарский язык, но дублировать на русском языке, русский на татарском, и вот, собственно, как и я бы сказал, английский, чтобы укреплять наши позиции на международном уровне относительно, чтобы татарский-английский был, да, это, конечно, то, чем мы должны заниматься с учетом того, что нет границ по диджитал вот этому, да, формату общения. Это вот из таких крупных, да, тезисов, которые я для себя вот на данный момент услышала. Значит, да, создавать, сохранять идентичность, ну, как бы мы этим занимаемся, каждый в своем регионе, и по поводу говорить о татарах, которые не в Татарстане, и стараться, чтобы в Татарстане все-таки отдельно как-то вот обращали внимание, чествовали нас, любили, так же, как и это делает Всемирный конгресс татар, например, это в адрес нас, нашего портала, в адрес Санкт-Петербурга, было бы здорово. Ну, как бы это вопрос, наверное, и технический, и такой вот координационный, потому что у них там тоже огромные структуры, и не все письма доходят, и если какое-то молчание, это может быть неумышленное молчание, просто это как бы нужно потихоньку, планомерно прорабатывать. У нас сложилось сотрудничество, и Алаберса, оно будет только развиваться, за что мы благодарим и полпредства Республики Татарстан, Санкт-Петербург, Ленинградской области, и в частности Рената Накифовича Валиуллина, и, конечно же, Всемирный конгресс татар. Ну, как бы, собственно, это наши крылья. И что такое татарская СМИ? Что это такое? Конечно, это прежде всего наша идентичность, это наши традиции, это, собственно, то, что наследие Мирас, и об этом, конечно, нужно говорить, но чередовать, как Даниил тоже объяснил, что хорошая, качественная информация, она, конечно, упаковывается. Вы же, когда садитесь за стол, тоже, наверное, там хотите, чтобы у вас на столе красивые были блюда разных, да, вот будем так говорить, чтобы это ассортимент какой-то был. Также и мы, медийное сообщество, обязаны делать так, чтобы не только какая-то такая вот так монолитная информация доходила до потребителей, и в легком жанре чередовать. Это наша задача, делать вот эти миксы и сочетания. Вот. Ну, собственно, что еще? По поводу Вики медиа и вообще все, что связано с телеграм-каналом, да, это вот я себе тоже поставила такую, ну, собственно, отметку. И, пожалуй, какие-то моменты мы еще в нашем кругу обсудим и все это в резолюции опубликуем. А сейчас я бы хотела объявить
нашу дискуссию и наш медиафорум уже кульминационная точка, а значит, конечно же, слово предоставить Дамиру Рахибовичу Сабирову, заместителю постоянного представителя Республики Татарстан в Санкт-Петербурге, Ленинградской области. Надеюсь, что он с нами. И как раз вот ваше мнение, ваше впечатление. И, ну, как бы вот мы закрываем наш медиафорум, вы и, вот, собственно, ваше слово. Так, Дамира Рахибович. Я тоже помогу закрыть. Да, позвольте мне тоже сказать слово. Да, конечно, пока Дамир Рахибович, может быть, как раз присоединится, обязательно, Равиль. Я обещал вам показать результаты соцопроса, которые мы проводили во время этой форума. Позвольте мне их вам показать сейчас. На секундочку. Только на секундочку сейчас. Так, видите мой экран, да? Видим. Ага. Сейчас, секунду, покажу. Так. Вот мы сегодня в начале форума запустили соцопросы. Вот я хочу поделиться с вами результатами голосования. Мы задали 7 вопросов. Первый из них – это какой язык татары используют для общения друг с другом? Ну, тут, например, оказалось все поровну. Паритет татарского и русского языка примерно одинаково. Проголосовало всего 25 человек по данному вопросу. Вот, секундочку. Тут где-то должна быть прокрутка быть. Давайте я так покажу просто. Также мы спросили, через какие каналы аудитория получает новости. Ну, тут на первом месте вышли социальные сети, что, в принципе, логично. Также оказались на втором месте новостные сайты, агрегаторы, что, в принципе, тоже интересно, потому что Яндекс.Новости – это такой популярный ресурс для просмотра новостей. Поменьше пока что результаты у мессенджеров, где-то примерно в 2 раза отстают. 16% на таком же уровне традиционные СМИ, и у печатных изданий вот, и другие занимают такой же гораздо меньше процент. Ну, в принципе, как бы ситуация отражает действительность, так примерно и есть. Вот. Мы спросили, какой язык для новостей предпочтителен для татар. Ну, оказалось, что большинство все-таки предпочитают новости на русском языке. Говорит о том, что у нас все-таки ощущается дефицит материалов на татарском языке, доступных для широкого понимания. Да? И русские сейчас вот занимают эту нишу как наиболее такого доступного языка. Ну, тут как бы есть над чем работать дальше в плане просвещения и повышения навыков и образования татар, обучения татарскому языку. Так что, в принципе, тут как бы есть чем работать. Мы спросили также, какие издания каналов вызывают доверие. Ну, тут, в принципе, оказалось, что независимые каналы, они являются популярными. Но, в принципе, это, можно сказать, нормальной картиной. И 20% отдали свой голос государственным каналам. Вот. 5%, самое интересное, что 5% не доверяют никаким каналам, информационным каналам. Дальше мы спросили, решили узнать портрет нашей аудитории. Ну, в основном это не журналисты, не блогеры. Также у нас есть большая часть журналистов, 30% были пиар-специалисты, блогеры, ну и 30% видеоблогеров. То есть, в принципе, у нас получился такой как бы охват довольно-таки широкий. То есть мы захватили и журналистов, и захватили людей, не касающихся этой области. Дальше мы спросили, какие ресурсы портала аудитория наша знакома. Ну, оказалось, что самым популярным ответом оказался сайт Питер Татар, что, в принципе, нам приятно. Значит, наш бренд все-таки стал узнаваемым.
Также проголосовали, что наш YouTube-канал является довольно известным, то есть 10 человек, но считают, в принципе, неплохо на общем фоне. И наша Facebook-страница, Instagram также являются достаточно известными в интернете. Вот. В принципе, информация интересна для нас. Будем работать. И мы попросили участников и зрителей оценить качество нашего форума. Вот. Ну, оценки, в принципе, я вижу, они больше имеют тенденцию положительную, между нормально и хорошо. Ну, в принципе, мы, как бы, я считаю, справились с организацией. Программа была вполне интересна, спикеры были просто потрясающие, доклады были интереснее каждого другого, и тему дискурска мы тоже открыли, и обсуждение было живое, интересное, главное, чтобы было общение открытое, такое открытое, свободное. Это мне очень понравилось. Вот, и что, в принципе, я остался доволен, что формат онлайн нам удался. То есть были, конечно, опасения, риски, что не получится, будет неинтересно, что-то пойдет не так, но, в принципе, я остался доволен общей организацией и данным мероприятием. Считаю, что, в принципе, такое решение можно дальше продолжать и масштабировать. Вот. Вот все, что я хотел сказать. Благодарю за слово. Бигзур Рахмат. Очень интересно исследование. Спасибо. Это прямо огромный подарок, Равиль. Сразу же получить обратную связь, и да еще так оперативно. Вы, как обычно, ну, кстати, Рахмат Бигзур. Ну что ж, на этой торжественной ноте о том, что все-таки мы стараемся соответствовать тем пожеланиям, ради которых мы, собственно, да, все это и создаем. Поэтому будем ориентироваться. Это наш камертон и наш компас, собственно. Ну и в то же время мы формируем качественный контент и занимаемся просвещением. Итак, я передаю слово Дамиру Ахибовичу Сабирову. Присоединился, не присоединился, кто знает, чтобы уже официально закрыть наш медиафорум. Так ты мне не даешь, что ли, Катифа, слово? Сначала Дамир Ахибович, потом вы. После закрытия, да? Уже закрытие. Уже закрываем. уже время 19:28 по Москве, пора закрывать. Я много не буду говорить, но я имею право. Его не видно, Катифа. Не видно его. Ну что ж, давайте тогда... Может быть, Иван Акифович сможет сказать заключительное слово. Если он с нами, попробуйте, да. Давайте тогда пока послушаем Демзиля Салиховича, вот, потому что вы, конечно, по всему нашему, получается, медиафоруму с нами, это грандиозная поддержка. Да. Ваше мнение, да, скажите, пожалуйста, Кема, вы тоже с нами, здорово. Чехословакия. На самом деле не по всему, его я обещал позавчера, хотел выступить в качестве консерватора, мракобеса, который защищает вечные ценности, и хотел, чтобы тут побоище получилось. Это не получилось этого, поскольку так много выступающих интересных, что действительно, даже если мы все почти единомышленники, их так много, нас тут много было, дело до этого не дошло. Надеюсь, что в будущем дойдет. Ну, как первый докладчик, который самый тяжелый, вот такой непростую груз на себя берет, и всегда последнее слово у подсудимого должно быть. Поэтому я уже сказал, Катифа, когда вот тебя не было, что сегодня состоялся небольшой Всемирный конгресс татар по объему, по географии, по количеству участников. И вот мы будем делить кусками, вот это, будем освещать. И всем остальным, у кого есть техническая возможность, хочу, чтобы довести до народа не то, чтобы там эти 20 человек только знают, а довести, а все 5-часовой весь контент невозможно. И тут по конкретным деталям еще. То, что сказал Радик Амиров, мне понравилось. У меня тоже такой характер, который не дает скучать начальству. Я с большим удовольствием доведу до Василия Гаевича Шайхразиева, ибо правильно он говорит, и имеет право человек требовать и аудиенции, и достойной оценки заслуг журналистов татар, живущих в Москве, в Питере. И все, мне кажется, что даже пожеланий было маловато. Сейчас у нас идет и обсуждение, и озвучивание стратегии. А почему по реализации стратегии не сказать бы, что это такое? Ну, нравится или не нравится, но
но все равно какое-то слово сказано, реализовать же надо. Нас просят тоже, мы не можем сами одни комментировать. Надо комментировать работу. Поэтому глобальный, это раз Всемирный конгресс тут состоялся в Зуме, надо было воспользоваться с подачей огромных глобальных идей, ибо внутри питерские проблемы вы должны собираться и можете собраться каждую неделю здесь, даже сами. Вот как хорошо, что сейчас еще тут произошло по Зуму, и если бы мы посиделкой продолжали бы 5-6 часов, каждый бы потом добирался бы до дома. Надо все-таки укладываться часа в 2-3, ну, 1,5-2 надо укладываться, но чаще собираться. Другое предложение Амирова, Радика, я по поводу дома Карима Хакимова. Площадка вот такая нужна. Если бы не было бы этой площадки, и вот Лилия Сибгатульна, Лилия из Австралии не откликнулась бы на приглашение Диаровой. Оказывается, холостые в Австралии татары сидят, а тут из Лиляр, Ремзин Салихович. Вот из Лиляр, почему Питер? Если бы... Біздің диктаторлар бүтін Россиялардан, бұл не то, что это как диаспора, по кусочку собрала, вот миналарны жидым. Менә шушы форум булмаса, Лилия, менә Питер белән Австралия арасында андый кодалар йөрү мөмкин булмый, яучылап йөрү. Лилия, подбирай пар и доведи дело до конца. И пусть это будет история, память об этом. А на бедничек подбирать и торги, вот создавайте за этих Татарстанда, этих Австралии. Давайте отдельно выстроимся. Давай, Хозам Белян Сюрежев. Площадка была еще нужна, чтобы я познакомился ближе с Радиком. Я его знаю, и он меня знает, и мы встречаемся, и по телефону созваниваемся. Но я не знал, что он возглавляет дом и организации, связанные с Каримом Хакимовым. Надо же. Дело в том, что Карим Хакимов мой односельчанин, и его мать, сестра моего прадедушки. То есть я родственник. Я писал большие статьи, публикации имею. Потом много событий происходит. В Уфе будет конференция по поводу 130-летия Карима Хакимова в конце ноября. Вот если бы не эта площадка, я бы не знал бы об этой благородной деятельности Радика Амирова. Мы с ним обязательно и договоримся, есть общие вопросы. Хохма еще в том, что Альфия Бадрдинова тоже из нашей деревни, она моя студентка на журфаке, я ее несколько лет учил. И вот так получилось, что мы, земляки Карима Хакимова, и Радик, и Альфия, мы встретились на петербургской площадке. Поэтому пусть будет вот это мероприятие, как Давосский форум, Питерский форум, видимо, мы не будем в Казань отбирать титул и содержание. Пусть это продолжится. И в конце я все равно, мой занудный доклад был консервативный, мракобесный, закончу тоже таким же тезисом. Все прекрасно, ребята. И вот этот Zoom-конференции нас спасает, поскольку когда болезни не было, мы собирались иногда на форуме, там пили чай, ходили по Саванту и танцевали, но не могли общаться. А потом люди, которые приезжали выступить в Казани на пленарном заседании большого форума, очередь до них не доходила, даже самых крупных. А уж вот этот контингент бы никогда не выступил, и я бы не выступил. Поэтому вот Zoom тоже нам помогает. Получается, вот эта беда приносит нам и полезную вещь. Нам надо общаться, нам надо выдавать идею. И действительно должен быть лифт кадровый, лифт информационный тоже. И вот только пожелание одно, что обольщаться, что у нас прекрасные ресурсы, прекрасные газеты, прекрасные сайты, нельзя говорить такого. Вот возник тот спор, я должен прокомментировать. Умрет бумажная пресса, останется интернет или останется телевидение, вот этот разговор был. Я уже в своем выступлении начал говорить, что такое мультимедиа. Мы не можем не рассчитывать ни на чью-то смерть. Раз современно... Не может быть, чтобы одна газета сейчас бумажная была, только у нас Татмедиа у нас выпускает, и все у нас татарстанские газеты имеют сайт, а на сайте телевидения, радио. Нет, если какой-то ресурс работает
по интернету лучше, а бумажную продукцию не покупают, она будет больше работать на бумаге, а раз в квартал, раз в год какой-то сборник, альманах выпустить. Поэтому все 3-4 вида носителей нужны, и они будут нужны. Типографии ничьи не умирают. Книжная торговля у нас валяется, это у нас валяется на боку. На самом деле в Германии или в Англии газеты люди читают, кто-то журнал выпускает. Пожалуйста, потому что контент один. Не может быть журналист, который умеет хорошо писать, чтобы он не умел говорить, не умел выступать, не знал интернет. Поэтому мультимедийный я славлю гимн, и это будет наша надежда. Журналистика будет на всех видах носителей. Каждый журналистик, каждый ресурс должен иметь те виды продукции, которые нужны его клиентам, аудитории. И последнее. Мы говорим, что мы в России вторые, действительно, мы большой народ. У нас великая история. Но то, что происходит в мире, нам не дает возможности расслабляться. Вот на будущие наши споры я заявляю вот такую идею. Мы, конечно, по количеству есть вторые. На самом деле Россия, не надо думать, что мы Россия вторые. Поскольку я смотрю уважаемых евреев, армян в последнее время. Посмотрите влиятельные силы в банках, на телевидении, медийных стурах. Кто? Вы татары брешете? Нет, мы выращиваем картошку, свеклу, убираем во дворе. Отдельно наши представители наукой занимаемся. На самом деле мы татары. Хорошо, если мы как бы не остались мы третьими, а может и четвертыми, а у нас на носу перепись. А мы, татары, значит, тоже так глобализировались, что мы рожаем по одному, и мы не можем даже жениться. Поэтому ситуация совершенно чрезвычайная. Мы не являемся по влиянию, по авторитету вторыми, имея на то право, имея наше массовое количество, хотя имеем мы потенциал. Пусть вот эта наша площадка, вот наш форум поможет нам встать, как говорится, русские националисты, с колен и заниматься достойным делом своего интеллектуального потенциала, своего трудолюбия, своих храбрых, своих наших дедов. Поэтому я думаю, что вот наш форум в будущем будет обязательно содействовать укреплению и татарского мира, и укреплению нашего места в России, и сохранению Федерации России, Демократической Республики Федеративной. Спасибо. Бигзур Рахмат. Бигзур Рахмат. Кифая? Кафе. Друзья, меня слышно? Да. На самом деле, вот мне пришлось чуть-чуть поменять локацию. Я сейчас из Казани нахожусь в 100 километрах, но был на связи, все от начала до конца все смотрел. Что хочу сказать. На самом деле, вот этот форум, он очень актуален для нас. Римзес Сарыкович, огромное спасибо за то внимание и то, что вы сказали, что будет продолжение вот нашего здесь дискурса уже в других площадках. Вот этого мы очень не хотели. На самом деле, таких площадок не хватает. Может быть, именно у вас это будет уже студия Дынья, у вас более такие возможности и в другом ключе. Но что бы там ни было, вот хорошее начало, она дана, и она дана Санкт-Петербургом. И непосредственно вот все мероприятия, которые прошли у нас на платформе Питер Татар, это большой праздничный концерт, который у нас прошел с большой такой охватом большого количества людей. Она сейчас выставлена на Ютубе, и просмотров уже около 2000 человек. И такие мероприятия мы будем проводить и в дальнейшем. На самом деле, вот у нас в Петербурге появилась такая площадка. Мы очень давно этого хотели. К сожалению, общественные организации, которые работают здесь, они достаточно разрозненно работают, но в каком-то ключе, вот именно постоянное представительство, мы хотим быть в центре всего, мы хотим объединить, и мы хотим в каком-то ключе уже, может быть, вот в таком медиаформате сделать такое большое, хорошее дело. А так, огромное спасибо за то, что все приняли участие. На самом деле, форум, я думаю, удался. Спасибо.
Молодцы. Мадыкзор. Спасибо, Катифа.